Цвета параллельного мира. Николай Дидок. Вступление. Еще в детстве во вступлении в какой-то книге я прочитал меткое замечание. Следует интеллигенту провести ночь в полицейском участке, как он тут же напишет об этом книгу. Не знаю, могу ли я считать себя интеллигентом, да и в когтях системы я провел намного больше, чем одну ночь, но это высказывание кажется мне довольно уместным. Действительно, тюрьма, неволя, все с ней связанное, дает человеку такую гамму чувств и впечатлений, которую он едва ли может получить еще где-то. А для того, кто привык критически анализировать увиденное, это еще и невероятно плодовитая почва для наблюдений, рефлексии и глубокого раздумья. По задумке, которую, надеюсь, мне удастся реализовать, этот сборник рассказов – лишь промежуточный этап на пути к более обстоятельному рассказу. Мазок на холсте, который еще предстоит заполнить красками. Он дает лишь общее представление, но не позволяет ощутить всю полноту картины. Такой картиной, надеюсь, станет в будущем книга-история, которая расскажет о моем заключении от первого дня до последнего. Почему же я решил написать краски параллельного мира? Во-первых, власть боялась и боится огласки всего, что делается в тюремных застенках, специально делая их настолько закрытыми, насколько это возможно. Это значит, что огласка может нанести им репутационный и моральный ущерб. И если возможность нанести такой ущерб у нас есть, мы должны ее использовать. Каждый злодей стремится скрыть свои действия или, если не получилось, оправдать их чем угодно – законом, правом сильного, революционной необходимостью, моралью. Говорить правду и разоблачать преступления – это императив, моральный долг каждого человека. Во-вторых, рассказывать о том, что мы увидели и почувствовали, важно также и для документирования. Ведь никто и ничто не вечно. И многие в будущем могут сказать: а мы ничего не делали, мы только выполняли приказ, или мы не знали, что такое делается, а иначе обязательно приняли бы меры. Либо вообще начнут отрицать все. Это ложь, не было такого, где подтверждение? И если даже над ними никогда не состоится суд народный или государственный, куда более важен суд истории. О тюрьме уже сказано и написано довольно много. И иногда кажется, что здесь трудно рассказать что-то новое. Ведь неволя есть неволя. И во всех странах мира, от диктатур Азии до буржуазных демократий Запада, наполнение тюрем одинаково. Отчаяние, озлобленность, страх, боль, подлость, самопожертвование, дружба и предательство, милосердие и жестокость и, конечно же, институционализированное насилие, которое является своеобразным языком тюрьмы. Смогу ли я сказать что-то новое? Если смотреть глобально, то, конечно, нет, так как белорусская тюрьма не является чем-то уникальным, особенно для постсоветского региона. А общая логика и философия тюрьмы, как я уже говорил, одинаковы везде. Но в локальном масштабе, думаю, да. Без ложной скромности могу сказать, что мой опыт в масштабах Беларуси был уникален. Мои друзья и я стали первыми анархистами в Беларуси с момента получения ей независимости, осужденными к лишению свободы за политические акции. Не менее уникальными были и условия нашего освобождения. Не знаю, есть ли еще в мировой истории примеры, чтобы высшие официальные лица европейских государств, от президентов и премьер-министров до сенаторов США, требовали от другого государства освободить политзаключенных анархистов, осужденных за акции прямого действия. И что интересно, что в итоге этих требований мы действительно были освобождены. При том, что в этих странах сидит немало своих анархистов. За 5 лет своего заключения я побывал в 4 тюрьмах и 3 колониях. Такая судьба выпадает очень немногим арестантам в Белоруссии. Более года в общей сложности провел в одиночной камере. Смог вблизи увидеть криминальный мир и его представителей, профессиональных преступников. Бродяг, как они сами себя называют. Стал вторым узником за 22-летнюю историю Могилевской крытой, осужденный там по статье 411 Уголовного кодекса. Ощутил на себе все без исключения методы исправления, от лишения передач до отправления в тюрьму строгого режима, и попробовал все без исключения методы тюремного протеста, от написания жалоб до голодовок и членовредительства. Поэтому я надеюсь, что мой опыт и та информация, которую я вынес из-за стенок, будут полезны и востребованы.
Кому-то для того, чтобы в будущем выдержать испытания, кому-то для того, чтобы не повторять моих ошибок, кому-то, возможно, для социологических или антропологических исследований. С арестантского жаргона в русский язык перешло несколько сотен, если не тысяч слов. Арестантский жаргон в книге оставлен как есть. В начале книги вы найдете небольшой словарь. Спасибо вам, что дочитали до этого момента. Надеюсь, эта небольшая книга будет вам интересна. За возникновение этой книги хочу выразить благодарность своему отцу и товарищам за то, что благодаря их усилиям я смог выйти на полгода раньше, чем должен был по приговору. Моему преподавателю Владиславу Ивановичу за ободрение и умение мотивировать, моей жене Лере за рецензии и критику, подполковнику ГУПОИК Александру Григорьевичу Литвинскому, благодаря мстительности и ненависти которого я побывал там, где побывал, и увидел то, что увидел. Также хочу поблагодарить всю карательную систему ДИН МВД, тотальный дебилизм и антигуманность которой были и будут для меня источником вдохновения. Список сокращений и жаргонизмов. БМ. Безопасное место. Камера обычно ШИЗО или ПКТ, где содержат осужденных, которые не могут содержаться с общей массой зэков. Обычно это те, что делали какие-то неприглядные поступки. Воровали и не расплатились по долгу и так далее. Но часто жертвы ментовских провокаций. Согласно УИК, любой осужденный может быть переведен в безопасное место после письменной просьбы. Баландер. Сотрудник хозяйственной обслуги. Зэк, который разносит пищу тем, кто сидит в камерах ШИЗО, ПКТ крытой. Вертухай. Подпольный тюремный надзиратель. Контролер. Вязаные. Осужденные, подписавшие обязательства о правопослушном поведении. Двушки. Сигареты средней ценовой категории. Например, Корона, Минск. По лагерным расценкам 2 пачки двушек – это 1 пачка синего Винстона. ДИН. Департамент исполнения наказаний. Структура МВД, ответственная за все карательные учреждения Белоруссии. ДПНК. Дежурный помощник начальника колонии. Офицер, ответственный за ряд административных дел в зоне. Помещение или вывод из ШИЗО, прием этапов, вывод на промышленную зону и так далее. Еще его называют ночной хозяин, поскольку он полностью руководит колонией ночью, когда отсутствует начальник колонии. Завхоз. Козел, назначенный администрацией для контроля над зэками и в какой-либо сфере. Например, завхоз карантина, завхоз отряда, завхоз промзоны. Как правило, это осужденный с большим сроком. Залосудник. Зэк, получивший частью своего срока тюремный режим и отправившийся отбывать его прямо из зала суда. Осужденные по особо тяжким статьям в ряде случаев по приговору суда до 5 лет проводят в тюремной камере и только потом отправляются в колонию. ИВС. Изолятор временного содержания. Место, где заключенный находится в состоянии подозреваемого до этапирования в следственный изолятор СИЗО. ИК. Исправительная колония. Беру слово «исправительное» в кавычки, так как на самом деле эти колонии соблюдают не исправительные, а карательные цели, она же лагерь. ИУ. Исправительное учреждение. Козлы. Осужденные, которые открыто сотрудничают с администрацией колонии. В их обязанности входит управлять другими зэками, держать их в подчинении, доносить на них ментам и так далее. Также козлами считают хозяйственную обслугу тюрьмы, сантехников, электриков, зэков, работающих на кухне. Кормушка. Форточка в дверях камеры, через которую арестантам подается пища. И происходит большинство разговоров между арестантами и администрацией. Кишарка. Место хранения личных вещей арестантов. Клифт. Верхняя одежда арестанта. Официально именуется куртка ХБ. Конь. Осужденный, исполняющий роль слуги у других осужденных за сигареты или чай. Часто в качестве отработки карточного долга. Крыса. Осужденный, который воровал у других осужденных. Крытая. Отдельная тюрьма или ее корпус, используемый для содержания осужденных, которые регулярно нарушали режим в колониях. Используется также для прессинга неугодных осужденных, уголовников, которые отказываются подчиняться ментовским порядкам, политических заключенных, а также заключенных, которые жалуются в госучреждения на условия содержания. В крытую отправляют на срок до 3 лет по решению суда. Мойка. Лезвие от безопасного станка для бритья.
Очень острая полоска стали, примерно 0,5 на 4 см. Петух. Обиженный, опущенный гребень. Низшая каста в неформальной тюремной иерархии. Неприкасаемый. ПКТ. Помещение камерного типа. Камеры для нарушения режима внутри колонии. Обычно та же камера, что и ШИЗО, но в ней арестанту разрешено больше личных вещей. Письма, книги, журналы, большее количество одежды, покупки в лагерном магазине и так далее. В ПКТ помещает начальник колонии на срок до 6 месяцев. Продол. Тюремный коридор, по обе стороны которого находятся камеры. ПВР. Правила внутреннего распорядка. Постановление МВД, которое подробно перечисляет, что можно и чего нельзя делать арестанту. Режимники. Сотрудники режимного отдела ИУ следят за соблюдением зэками правил внутреннего распорядка, проводят обыски и так далее. СИЗО. Следственный изолятор. Тюрьма, в которой находится заключенный в состоянии обвиняемого до вынесения приговора. После вынесения приговора заключенный направляется отбывать срок в колонию. УИК. Уголовно-исполнительный кодекс. ХАТА. Камера. ШИЗО. КИЧА. Штрафной изолятор. Камеры для нарушителей режима внутри колонии. В ней запрещены все личные вещи. Отсутствует матрас для сна, прогулки. В ШИЗО помещает начальник колонии на срок до 10 суток. ШМОН. Обыск. ШИЗО. Кто не был на губе, тот не служил в армии. Часто говорят бывшие солдаты. Аналогично можно сказать, кто не был в ШИЗО, тот не сидел в тюрьме. Без понимания того, что собой представляет штрафной изолятор, или, как его еще называют, КИЧА, невозможно понять суть тюремной системы и многие поступки заключенных. Согласно ПВР и УИК, штрафной изолятор – одна из тяжелейших мер дисциплинарного взыскания, которая должна применяться только за грубые нарушения режима. А поскольку определения грубого нарушения никто не давал, она полностью лежит на совести начальника колонии, который и назначает это наказание. Что такое ШИЗО? На территории колонии за дополнительным рядом колючей проволоки КСП, как на острове, находится отдельный барак – барак ШИЗО ПКТ, который является своеобразной лагерной спецтюрьмой. В этом бараке, в случае тюремного ШИЗО, это просто подвал. Как и в обычной тюрьме, находятся камеры. В одну из таких камер после дисциплинарной комиссии и заводят нарушителей. Представьте себе помещение длиной примерно 2 метра и шириной метр с чем-то. Дощатый пол. На этой небольшой площади находятся нары, пристегнутые к стене, отстегиваются контролером снаружи продола, табуретка, столик для приема пищи, туалет, унитаза нет, есть очко, огражденное с одной стороны стенкой около метра высотой. Умывальник, небольшие полочки на стенах. Часто они расположены так, что по камере нельзя сделать и 2 шагов, чтобы на что-нибудь не наткнуться. Под потолком висит лампочка. Есть и окно, если его можно так назвать. Между свежим воздухом и вами стекло в раме, решетка с внутренней стороны и металлические жалюзи с внешней, чтобы заключенные не могли срабатываться, передавать что-то из камеры в камеру, а также для большего психологического давления, чтобы не было видно солнца и неба. Но администрация часто проявляет изобретательность и делает в окнах ШИЗО дополнительную решетку. Рекордсменами здесь можно смело назвать ментов ИК «Горки», которые сделали в окне аж 4 решетки, плюс стекло. Солнечный свет в камеру почти не попадал. Вполне возможно, они заслужили за такое ноу-хау похвалу от проверяющих из ДИН. Перед заходом в ШИЗО заключенного ждет обязательный шмон. Самое важное, практически ничего из одежды брать с собой нельзя, только свою форменную. В некоторых колониях и форменную нельзя. В изоляторе выдают особую, с надписью «ШИЗО» на всю спину.
Вам разрешат взять с собой только полотенце, мыло, зубную пасту, зубную щетку и туалетную бумагу. Даже станки для бритья можно не везде. В тех же горках, например, тем, кто находится в ШИЗО, бриться в бане не дают, чтобы не разобрали станки на мойке и не использовали их, например, для того, чтобы вскрыться. Конечно, никто не думает об улучшении жизни зэков, чтобы они перестали вскрываться. Проще запретить бриться. Как результат, заключенные выходят из ШИЗО заросшие, как бармалей. Все остальное, что бы вы не захотели с собой взять, еду, сигареты, бумагу, ручку, письма, газеты, книги, не положено. В ШИЗО вы должны остаться наедине с собой и по замыслу тюремщиков, наверное, думать о своем поведении. Правда, хитрые зэки, которые не хотят лишаться сигарет на 10 или более суток, делают так называемые торпеды – скрутки из сигарет, герметично запакованные в несколько слоев целлофана, которые плотно запихиваются в прямую кишку. Конечно, много сигарет так не влезет, поэтому упаковывать их в торпеду нужно очень плотно. Это целая технология. В результате средняя торпеда из 40 сигарет имеет диаметр 3-4 см. Большинство зэков не может взять с собой более 3 торпед, но доводилось слышать об умельцах, которые брали до 9 штук. После расторпедивания сигареты надо где-то хранить, чтобы на плановом шмоне в камере их не нашли и не изъяли. Это тоже требует от зэка определенной смекалки и хитрости. В кормушку камеры ШИЗО трижды в день приносят еду. Ложку и миску иметь тоже нельзя, их выдают, а как поел, забирают. К 1998 году зэков в ШИЗО кормили так. Один день давали пищу по сниженной норме, меньше, чем в отрядах, а второй день только хлеб и воду. День летний, день не летний. Так называли этот порядок арестанты, большинство из которых выходили из изолятора после 15 суток наказания, держась за стенку. В 1998 году закон поменялся, но сниженная норма питания в изоляторах была оставлена до 2010 года. Теперь зэков кормят одинаково, как в ШИЗО, так и в отряде. Гуманизация. Трехразовое питание почти единственное, почему, сидя в ШИЗО, можно более-менее точно узнать, который сейчас час. Ведь часы в ШИЗО тоже запрещены, так же, как и все, что может помочь убить время. С ШИЗО не выводят на свидания, телефонные звонки запрещены, нельзя получать передачи, посылки, бандероли и письма. На прогулку не выводят, 24 часа в сутки находишься в бетонной каморке. Во весь рост перед узником встает вопрос – чем заняться? Ответ на него он должен найти. Во-первых, если не хочет сойти с ума, во-вторых, чтобы время для него не тянулось с такой мучительной неторопливостью. Ситуацию осложняет то, что сидят в ШИЗО обычно по одному. Менты знают, что делают, ведь еще Дюма заметил, раздельная тюрьма – это уже лишь наполовину тюрьма. Администрация лагеря с удовольствием даст вам почувствовать себя узником замка Ив и посадит к вам соседа только тогда, когда все другие камеры будут заняты. Те, кто курит, решают проблему относительно легко. Пока достанешь сигареты из нычки, пока дождешься, чтобы контролер прошел мимо глазка, пока покуришь в окошко, потом полотенцем разведешь дым по хате, чтобы не спалиться. Уже какое-никакое занятие. 4-5 сигареток за день, время бежит. Тем, кто не курит, куда сложнее. Но в любом случае почти все формы времяпрепровождения в ШИЗО запрещены ПВР. За них можно получить дополнительное взыскание. Например, продление срока в ШИЗО. Разговаривать с соседями через стены, в окно или канализацию запрещено. Читать, писать запрещено. Даже если вы чудом что-то пронесли, у вас это заберут на первом же шмоне. Спать запрещено. А если вас двое, и вы вылепите из хлеба шашки и решите в них сыграть, то и за это на вас могут наложить взыскание. Не положено. Остается немногое. Ходить по камере из угла в угол, если мебель позволяет. Обычно это 5 маленьких шагов в одну сторону. Заниматься спортом, если можно назвать спортом, упражнения в помещении, в которое почти не попадает свежий воздух. Или просто сидеть и думать. Лично меня спасала йога, медитация, мечты о будущем и длинные пешие прогулки. Но это днем. Самое интересное в ШИЗО начинается ночью. Согласно ПВР,
матрас, как и другие постельные принадлежности, заключенным в ШИЗО не разрешается. Вместо этого на ночь от стены отстегивается нара. Заключенные же на ней никогда не спят. Спят на полу, потому что там теплее. Если на улице не 30 и более градусов тепла, то ночью вас ждет отличное приключение под названием «Попробуй поспи». Мало того, что спать придется на досках, что тяжеловато с непривычки. Главное, холод редко даст вам уснуть более чем на 30-40 минут. Поспав полчаса, зависит от температуры в камере, вы проснетесь от озноба и осознаете, что больше спать не можете. А также очень быстро уясните, зачем на шмоне с вас сняли всю теплую одежду. Инстинкт выживания безошибочно подскажет вам, если невозможно поднять температуру окружающей среды, нужно поднять хотя бы температуру собственного тела. И вы начнете делать упражнения из школьного курса физкультуры, чтобы хоть немного разогнать кровь по окоченевшим конечностям. Если вы успешно справитесь с этой задачей, то сможете поспать еще полчаса. Чередовать спорт со сном вам придется до самого подъема, когда на завтрак баландер принесет вам горячего, если повезет, чайку и миску каши. С течением времени набираешься опыта. Заходя в камеру, заклеиваешь окно туалетной бумагой. Хотя нет свежего воздуха, зато теплее. Находишь место, где спать удобнее всего. Я высчитывал их по стертости краски на полу. Где краска самая стертая, там и нужно ложиться спать. Ведь это говорит о том, что там спали многие до меня. Заправляешь брюки в носки, чтобы уберечь крупицы тепла. Делаешь из своих тапочек, из свитков туалетной бумаги отличную подушку. В любом случае, проснетесь вы разбитым, и весь день вам будет хотеться спать. Наконец, поддавшись этому желанию, вы приляжете на пол, и контролер с радостью напишет на вас акт о нарушении. Еще не забыли? Спать днем запрещено. А через несколько дней откроется дверь, и вам сообщат. Такого-то числа, в таком-то часу, осужденный такой-то спал на полу камеры, номер такой-то, штрафного изолятора. Чем нарушил пункт такой-то, правил внутреннего распорядка. И предложит расписаться за очередные 10 суток. Особым шиком у ментов считается принести такую бумажку в последние часы, даже минуты до освобождения. Когда ты уже наперед смакуешь, как вот-вот попьешь в отряде горячего кофе с шоколадкой и будешь спать в эту ночь в теплой и мягкой постели. Сколько же можно держать заключенного в штрафном изоляторе? К 2008 году этот срок составлял 15 суток. Потом, с очередной волной гуманизации, его снизили до 10. Но де-факто это ничего не изменило, так как речь идет об одноразовом наказании за одно нарушение. А за нарушение в ШИЗО узника могут содержать там сколь угодно долго. Спит на полу не единственный повод. В каждом лагере своя типичная отписка, которая стряпается на арестованного, чтобы продлить его срок в ШИЗО. Где-то это не произвел уборку, где-то расстегнута пуговица. Никогда не забуду, как в ВК-17 в Шклове, где я попал в ШИЗО через 2 часа после того, как приехал в колонию, решил, сейчас не дам им повода, буду делать все по уставу, не будет к чему придраться, и выпустят через 10 суток. Крошечной тряпочкой вычистил всю камеру, убрал паутину, пыль, грязь, даже в тех местах, где, уверен, их не убирали с момента сооружения барака. Вечерняя проверка. Открываются двери, в тесную камеру буквально врываются сразу 3 контролера и ДПНК и начинают остервенело мотать головой по сторонам, проводить руками по полкам, ребрам нар, батареям, столику, наклоняться, забираться под столик и чуть ли не на четвереньках ползать, выискивая пыль и хоть какую-нибудь частичку грязи. Все тщетно, камера сверкает. Тогда один из контролеров, тот, который перед этим проводил рукой по полке, на которой частично облупилась старая краска, нажал рукой и растер. Ее частички краски остались на его руках. А вот и пыль. Составим на тебя документ. Что я им ответил, я уже не помню. Но тот случай окончательно похоронил веру в то, что политзаключенному в зоне можно жить, чтобы тебя не трогали. Другой случай. СК-9 Горки. Парень, который знал, что менты на него злы и, скорее всего, захотят продлить ему срок пребывания в ШИЗО, намеренно вел себя примерно.
застегивал клифт на последнюю пуговицу, не спал днем и так далее. И вот очередной день. Прошел обед. Несколько парней, сидевших с ним в хате, он был не один, разлеглись на полу и дают храпка. Открывается дверь, в камеру заходит ДПНК. На тех, кто спит, он не обращает никакого внимания. Между ним и примерным зэком происходит такой разговор. «А ты чего не спишь?» «А я не нарушаю распорядок дня». «Не нарушаешь, да? Ну тогда бумага на тебя, бумага». И потом на дисциплинарной комиссии арестант может сколь угодно доказывать, что он не спал или еще чего не нарушал. Я не слышал и не видел ни одного случая, чтобы эти объяснения хоть раз помогли кому-то хотя бы снизить наказание, не то чтобы избежать его. В ВК-17 Шклов еще в былые времена, когда в зоне часто можно было встретить мобильные телефоны, оперативники вдалбливали зэкам: за владение мобилой 30 суток ШИЗО. А как же 30, когда законом разрешено максимум 15? Получается, человек еще не попал в ШИЗО, а менты уже знают, что он совершит там нарушение режима, и придется докинуть ему еще 15 суток. Наглость ментов и привычность к беззаконию у зэков доходит до комичного абсурда. Один из бывших сидельцев ИК-8 Орша рассказывал мне, как там ему добавляли суток в ШИЗО. На проверке в камеру заходит ДПНК, сверяет количество людей в камере по списку, смотрит, кто в камере по расписанию дежурный, и если это тот самый, кого оперативники приказали отстрелить, говорит, даже не отрывая взгляда от списка: «Иванов паутинка», и выходит. Это значит, что в камере под потолком висит паутинка, или ДПНК считает, что висит. А есть она действительно или нет, не играет никакой роли. И в этом виноват дежурный по камере, который плохо в ней убрал. Это значит, что на него составят акт о нарушении, который будет рассмотрен начальником колонии на дисциплинарной комиссии, где сотрудники колонии, в свою очередь, будут решать вопрос о наложении на Иванова дисциплинарного взыскания. Но заключенному такое длинное объяснение ни к чему. Слово «паутинка» после его фамилии означает одно: его пребывание в ШИЗО продлевается минимум на 10 суток. Но во время этого спектакля никто даже не задает вопросов. Полное взаимопонимание. Сколько я не искал, не нашел правового акта, который бы ограничивал срок пребывания заключенного в ШИЗО без выхода. Максимальный срок, который я находился там безвыходно, 20 суток, а общий мой стаж на момент освобождения подошел к полугоду. Бывший политзаключенный Евгений Васькович без выхода проводил в ШИЗО Могилевской Крытой по 30 суток, а в общей сложности отбыл там год. При мне одного парня держали в изоляторе 60 суток без выхода, просто за то, что он не хотел подписывать обязательства о правопослушном поведении. А мой сокамерник по все той же Крытой в 2005 году высидел в ШИЗО без выхода 180 суток. Раз в 15 дней его выводили в штаб, чтобы там выписать очередное взыскание, и сразу заводили обратно. И так 12 раз. Поэтому, если вам когда-нибудь придется услышать от мента, бывшего или действующего, или от государственного журналиста, от продажного псевдоправозащитника о гуманных и европейских стандартах содержания в белорусских тюрьмах, просто расскажите им про ночные отжимания, 180 суток в бетонной каморке и паутинку. Июль 2016. Опер. Феномен советской и, увы, постсоветской реальности. Слово, знакомое каждому, кто лишен или когда-то был лишен свободы. Тот, кто обозначен этим словом, может быть улыбчивым молодиком с хитрым прищуром или предпенсионного возраста мужиком с сединой в волосах и усталым взглядом, крикуном с бегающими глазами или вежливым интеллигентом, смотрящим на тебя спокойно и сосредоточенно, слабовольным лентяем или фанатичным профессионалом. Суть его была и остается одна – опер. Во времена имперской России они звались жандармами.
Потом просто сотрудниками ЧК, УГРО и тому подобных структур. Сейчас оперуполномоченные. Интересно, а как зовут их в других странах? Агент, инспектор полиции, детектив? И тянется ли за ними такой кровавый след, какой на протяжении без малого 100 лет волочит за собой наш опер? Официальные обязанности опера, прописанные в красивых законах, собирать оперативную информацию, контролировать оперативную обстановку и тем самым способствовать выявлению преступлений, охраняя права и законные интересы граждан. Смех в зале. Но реальная деятельность этих парней с холодной головой и горячим сердцем, портреты автора этой метафоры, садиста Дзержинского, до сих пор является обязательным атрибутом каждого оперского кабинета. Конечно же, простирается далеко за пределы таких сухих и неинтересных формулировок. Первая встреча с операми произошла 4 сентября 2010 года в кабинетах ВВС на улице Окрестина на следующий день после задержания. Два сотрудника с цепким взглядом и повадками хозяев жизни, Соколов и Ерошек, в течение многочасовых бесед пытались доказать мне, что стать мразью и предателем гораздо лучше, чем много лет сидеть в тюрьме. Один за другим обкатывались психологические приемы. Мне рассказывали, что они и так уже все знают, и мне надо лишь облегчить свою участь. Сказав всю правду, что все друзья меня уже сдали, что меня используют, но они хотят мне помочь. Ах, классика. Один даже признался, что в глубине души разделяет анархистские убеждения. С этого впоследствии начал беседу и КГБшник. Видимо, таков их шаблон для работы с политическими. Заканчивали же они, как правило, живописанием ужасов, которые меня ждут в тюрьме и в зоне. В очередной раз предлагая мне предать друзей ради спасения собственной шкуры. Но что такое 10-15 часов допроса по сравнению с 5 годами, которые опера стали моими постоянными спутниками? Тюремный опер и опер из уголовного розыска и КГБ – суть один и тот же биологический вид. Они идентичны и взаимозаменяемы. Но здесь я расскажу вам непосредственно о тюремном, зоновском опере, так как именно в повседневном контакте с ним можно впитать порами, прочувствовать и, выстрадав, понять, и на всю жизнь запомнить роль и место этих существ в нашем мире. Во времена ГУЛАГа зэки, завербованные опером в лагере, подслушивали чужие беседы или сами втирались в доверие, вызывали человека на откровенность, результатом чего становились новые уголовные дела о контрреволюционных заговорах, антисоветской агитации, подготовке к побегу и тому подобное. В итоге жертва оперских выкормышей получала новый срок в довесок к старому и была расстреляна. И хоть сейчас такого уже нет, методы и суть оперской работы остались такими же. Опер в тюрьме и в зоне – царь и бог. Он решает, где и с кем будет жить зэк, будет ли он получать передачи, иметь свидания с близкими, кататься в ШИЗО и вообще, будет ему в зоне хорошо или плохо. Отрядный опер через завербованных им зэков, сук, дергает за ниточки общественное мнение. И ему ничего не стоит сделать так, чтобы неугодного загнали в касту обиженных или просто начали систематически гнобить. В известном смысле опер значит даже больше, чем начальник колонии. Ведь начальник далеко, а опер тут, всегда рядом. В негласной иерархии администрации исправительного учреждения, режимного, оперативного, медицинского отделов, спецотдела, отдела исправпроцесса, оперативный отдел стоит на самом верху. Опер может все. Чтоб жить в радости и счастье, дерни ручку оперчасти. Запомни сам, скажи другому, путь в оперчасть, дорога к дому. Зирует арестантский фольклор. Опер – это каратель для того, кто по его убеждению должен страдать, и гарант всевозможных благ и привилегий для своих сук. На ИК-15 Могилев опер посадил меня на 5 суток в ШИЗО за неправильный разговор с приезжим губоповцем. Формальным поводом стало то, что я зашел к нему в кабинет в расстегнутом клифте, то есть в лагерной куртке, хотя все и всегда к нему так заходили. На ИК-17 Шклов какое-то время зэкам было позволено выносить со свиданий неограниченное количество овощей и фруктов. Потом режимный отдел запретил в рамках обыкновенного и беспрерывного ужесточения режима в зоне. А опер через своих подручных пустил по зоне слух,
Это детка отец пожаловался. Вот мы и запретили. Трудно представить себе более подлый способ поссорить человека с коллективом. В Могилевской крытой, тюрьма 4, я как-то раз пожаловался оперу с красивой фамилией Лихута, что цензор, который работает под его непосредственным руководством, не пропустил мне 6 открыток из Швейцарии. «Как так?» – говорю я. «Там же ничего такого. Обычные открытки с поздравлениями». «Хорошо, разберемся», – был ответ. В течение следующей недели цензор изъял 3 самых обычных письма от отца и жены. Фирменная фишка Могилевской крытой. Пустой конверт, а на нем степлером прикреплен листок с надписью «Письмо не прошло цензуру». Это был намек в оперативном стиле. Довольствуйся теми письмами, которые получаешь, а то и этого лишим. Опер – это иезуит. Моему соратнику Игорю Алиневичу на допросе в КГБ опера знатоки анархизма доказывали несостоятельность анархистской теории. Ты же занимаешься карате, оно иерархично. Чтобы хоть как расшатать уставшее сознание узника, подрывать его веру в свою правоту. Аналогично мне в первые дни после задержания, увидев, что лобовая атака не сработала, опера говорили: «А мы возьмем, да и напишем на Индимедии, что это ты всех сдал». Уже упомянутый Лихута вел со мной беседу, когда мне оставалось, как я думал, 3,5 месяца до освобождения. «Ну и какие у тебя планы? На волю? Поедешь, да? А работать где? Там же все дорого». Желал удачи с доброй улыбкой. Насколько позже я узнал, что на момент беседы он уже 4 дня как направил на меня документы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела по статье 411. То есть, прекрасно зная, что я получу еще год, он решил подразнить меня мечтами о скорой воле, чтобы новость о добавке срока оказалась для меня еще больнее. Пример того, как человек может исчерпывающе охарактеризовать себя лишь одним поступком. Опер – это лжец. Ложь – его основное и любимое орудие для подчинения других и добычи оперативной информации. «Только скажешь нам то и то, сразу тебя отпускаем. Даю слово офицера», часто говорят опера, подозреваемым на допросах. Сколько наивных и доверчивых людей купились на это, оговорив себя, а порой и сами того не желая, и других. И вот человек получает свои 5, 10, сколь угодно лет, но не благодаря тому, что следствие собрало убедительные доказательства его вины, а благодаря своей доверчивости. Опер даст любое слово, поклянется, пообещает все, что хочешь, назовет тебя другом, скажет, что разделяет твои идеи, посочувствует, поругает власть, лишь бы получить от тебя те показания, что нужны ему, вне зависимости от того, правдивы они или нет. А получив, прикажет отвезти тебя назад в камеру. Ты теперь отработанный материал, и твоя душевная боль от обманутого доверия никого не интересует. Главное, что дело клеится. Сколько благодаря таким обманам состряпано уголовных дел, сколько висяков доведено до суда. А ведь покупаются на такое, что, очевидно, никак не закоренелые преступники, а легковерные и более-менее порядочные люди, не имевшие ранее проблем с законом и не подозревающие, что его служители могут так цинично лгать. Одного опера на ИК-15 Могилев, который вечно уверял, что не имеет отношения к тому, что меня в зоне прессуют, я однажды прямо упрекнул: «Это неправда, вы меня постоянно обманываете». На что тот, улыбнувшись, ответил: «Обманывать – это моя профессия». При своей бесчеловечной натуре опер не может быть еще и расистом. Одиозный губоповец Литвинский, беседуя со мной на ИК-15 Могилев, пустился в критику скинхедов, сказав сначала, что у него дед воевал, а потом добавив: «Я негров тоже не люблю, но я же их не бью». Опер Шаменов, ИК-17 Шклов, долго рассказывал мне про свое видение теракта Андреса Брейвика. Вот до чего мультикультурализм доводит. И гордо прибавлял: «А в Беларуси я могу ходить по улице и быть уверенным, что меня хачи не отпиздят». По слухам, этот сотрудник был позже переведен в КГБ. Опер – палач человеческих душ. На ИК-15 Могилев один парнишка жаловался мне, что опер склоняет его к сотрудничеству, требуя докладывать о том, о чем беседуют зэки, где у кого запрет лежит и тому подобное. В противном случае обещал жизни не дать. И не зря опер начал давить именно на него.
Тому парню позарез нужно было УДО. На воле остался маленький сын, а жена сидела на володарке. Он же изо всех сил избегал нарушений, старательно вкалывал на промке и целыми днями переживал за своих домашних. Опер, безусловно, все это знал, и потому остановил выбор именно на нем. Я видел моральные мучения и метания того зэка между семьей и совестью, благополучием родных и возможными последствиями превращения в суку. Он пытался выкрутиться, рассказывал оперу какие-то малозначительные и общеизвестные вещи, но этот вариант не прокатил. Вскоре меня вывезли с той зоны, и я так и не узнал, чем окончилась эта маленькая драма. Надеюсь, тот парень все же понял, что предателем нельзя быть наполовину. Бояться следует не тех, кто может убить тело, а с душой ничего не может сделать, но тех, кто убивает душу. Понимаешь, с опытом. В системе МВД есть как убийцы тел, так и убийцы душ. Все они палачи из расстрельных команд и оперуполномоченные, получают деньги за каждое свое убийство. Да, опер оставляет живым телом организм, живущий на инстинктах и базовых потребностях, но это уже и не личность в полном смысле этого слова. Нюанс в том, что если в характере человека, попавшего в зону, изначально есть хоть малейшая гнильца, зерно подлости и непорядочности, то под бдительным надзором опера и его стараниями оно непременно разрастется и высосет из человека все хорошее, что в нем есть. Этому способствует сама атмосфера зоны, ее моральный климат с императивом «вплюнь ближнего, пни нижнего». А опер, без сомнения, ускорит рост этих всходов, подбирая удобрения каждому индивидуально, в зависимости от особенностей характера. Кому-то таковым послужит лишняя свиданка с женой, кому-то страх за собственную безопасность, кому-то авторитет, кому-то УДО, кому-то достаточно пакета чая и пачки сигарет. Но результат всегда один. Человек выходит на свободу насквозь прогнившим, беспринципным, ни во что не верящим. В его миропонимании стерты грани между добром и злом. Все это результат работы оперативного отдела исправительного учреждения. Порой я думаю, а каковы они в обычной жизни? Ведь не все же они бьют своих жен, детей, обманывают друзей. Наверняка они способны любить близких, заботиться о них, быть хорошими для своих жен и матерей, от души смеяться, дружить, в общем, испытывать человеческие чувства. На праздниках, застольях они, наверное, вполне искренне веселятся. Обнимая друзей и коллег, поют любимые песни с рюмкой водки в руке. Да, и если завтра будет круче, чем вчера, прорвемся, ответят опера. Конечно, прорветесь. Бодрым строевым шагом в ад. Март 2015. Режим. Есть явления жестокие, есть явления бессмысленные, но любые явления и вещи кажутся более жестокими, если они бессмысленны. Именно к таким и относится тюремный режим, молох, в жертву которому приносится психологический и физический комфорт узников, их душевный покой и самоуважение. Человек, который впервые попадает в тюрьму, первое время находится в состоянии растерянности и сильного удивления. Своим умом нормальной личности он не может осознать тех вещей, которых от него требуют тюремщики, ссылаясь на загадочное «так положено». Все начинается со шмона. Удивление начинает преследовать заключенного еще в ВВС, когда на шмон перед поселением в камеру у него забирают поясной ремень и шнурки от обуви. Он спрашивает: «А почему мне их нельзя?» «Не положено», — рычит в ответ мент. Позже от опытных сокамерников он узнает, что все время подтягивать штаны и ходить в кроссовках, как в смешных разлапистых шлепанцах, он будет потому, что на ремне или шнурках можно повеситься. Но самое интересное его ждет в СИЗО, когда родные начинают носить ему передачи. Сигареты должны быть изъяты из пачки и положены в прозрачный пакет. Чай тоже засыпанный в прозрачный пакет. Конфеты, с каждой должна быть снята обертка. Представьте, как нужно потрудиться, чтобы передать 30-килограммовую передачку. Газировку нельзя, творог, молоко, сырки, сливочное масло нельзя, мед нельзя. Почему? Так положено. Что-то в стеклянной бутылке, боже упаси, они же перережут друг друга. Консервы в жестяных банках нельзя, заточку сделают.
И если вдруг родные пойдут по разного рода начальникам и начнут жаловаться, то им покажут длинный список разного рода постановлений и приказов, покажут ПВР и требования санстанции, из которых они узнают, что молочные продукты нельзя, так как боятся эпидемий, сигареты надо перекладывать, так как вдруг вы там что-то спрятали. По той же причине нужно снимать обертку с каждой конфеты. По той же причине каждое яблоко, апельсин, любой фрукт или овощ, который вы передадите узнику, будет проткнут шилом. И не важно, что проживет он после этого только пару дней. Любая вакуумная упаковка продырявлена, любая шоколадка поломана чуть ли не до крошки. Но что СИЗО? В колонии, куда арестант едет после приговора, его ждут новые открытия и новые недоумения. По приезду обязательный шмон. Все лишнее отбирают и кладут на склад, где оно будет лежать до того момента, пока человек освободится. Это очень драматичный момент для любого узника. Все нажитое за год, а то и больше, все нагруженное сокамерниками, которые собирали его на этап, летит на склад, либо в урну. Если это еда, еще полбеды. Но самое обидное, если это одежда или обувь, купленные родными. В СИЗО и ВС в некоторых зонах разрешена обувь только без металлических супинаторов, ведь из них опять же можно сделать заточку. Для того, чтобы узнать, есть ли обувь супинаторы, вертухаи нещадно сгибают кроссовок или ботинок, ломают подошву и просвечивают ее металлодетектором. Если это твоя единственная обувь, выдадут сменную, так называемые карантинки. Если же она куплена родными, и они пытаются ее тебе передать, ее попросту вернут обратно. Деньги потрачены зря. ПВР ИУ, правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, построены очень хитрым образом. Вместо того, чтобы перечислять список вещей, которых арестанту иметь запрещено, в них перечисляют вещи, которые разрешено иметь арестанту. Соответственно, все остальное запрещено. И за обладание вещами, которых нет в списке, можно попасть в ШИЗО. Сказать, что список разрешенного недостаточен для нормального, достойного существования, особенно для тех, у кого длинные сроки, это ничего не сказать. Взять хотя бы такую мелочь. Каждый осужденный должен перемещаться по территории лагеря в форменной одежде. В робе официально костюм ХБ. Это установленная форма одежды арестанта. Но робу нужно время от времени стирать. И если постирал, она должна высохнуть. В чем тогда ходить в столовую, на работу, да и просто по небольшому дворику у барака? Остается спортивный костюм. Но вот парадокс. Наденешь спортивный костюм, нарушишь форму одежды. Получишь акт о нарушении и можешь загреметь в ШИЗО. И никого не интересует, что твоя роба просто постирана и висит мокрая на веревке. Но и не стирать нельзя. Если тебя увидят в грязной робе, то и за это могут составить документ о нарушении, так как осужденный должен иметь опрятный внешний вид, ПВР. Вот и крутятся зэки как могут, чтобы чистыми ходить и в ШИЗО не попасть. Кто петляет в столовую в середине колонны, чтобы не попасться на глаза контролерам, кто просит робу поносить у кого-то из соотрядников. Кстати, иметь две робы также запрещено. Найдут на шмоне, заберут. Да еще и акт могут составить. Опять маячит перспектива в ШИЗО. Этой проблеме, в чем ходить, когда постирал одежду, уже много лет. Но всем, от начальников отряда до руководства ДИН, плевать на неудобства жизни каких-то там зэков. Проще 10, 20, 30 человек спецконтингента отправлять ежегодно в ШИЗО, чем один раз изменить пару предложений в ПВР. Эпопея с одеждой на этом не заканчивается. За несколько лет до моего освобождения буквально во всех зонах руководство развернуло целые кампании борьбы с куртками на замках-молниях, со свитерами и мастерками под костюмами ХБ. Борьба с молниями велась просто так, чтобы унифицировать одежду заключенных. До поры до времени в лагере многие люди ходили в черных куртках на замках-молниях, переданных родными с воли, пока какой-то чин из ДИН не приехал с инспекцией и не задал вопрос: «А чего это у вас осужденные ходят не по форме?» Ведь по форме значит в неуклюжей телогрейке, которая не греет ни капли, на гнилой вате, на которой отваливаются пуговицы. И тут же началось безумие. Сначала на одной зоне, потом на других. Нормальные вольнячьи куртки начали отметать. Вместо них выдавать телогрейки. А тех, кто пытался бунтовать, сажали в ШИЗО. Борьба же с главными врагами исправительного процесса, с ветерами и мастерками, выглядела так. Осень или весна, на улице холод.
Отряд зэков выходит на работу на промзону и стоит на КПП в ожидании шмона. Каждого шмонают по очереди и заставляют расстегивать костюм ХБ. Если вдруг под ним мастерка или свитер, иди в отряд снимай. Начинаешь возмущаться — в ШИЗО. И не важно, что на улице плюс 10, а под твоей курткой ХБ только легкая футболка. И не важно, что на улице плюс 10, а под твоей курткой ХБ только легкая футболка. И не важно, что после такой проверки зэки на промзоне будут целый день трястись от холода и полотряда побежит в санчасть с простудой или гриппом. Зато любое начальство, посетив зону, будет удовлетворено. Форма одежды соблюдена. Такие кампании на каждой зоне возбуждаются часто, хаотично и непредсказуемо. Щелкнет что-то в голове дорожка. По зонам идет циркуляр, и граждане, начальники готовы демонстрировать служебное рвение. Сегодня молнии на куртках, завтра сапоги неуставного образца, послезавтра стальные ложки, у всех должны быть алюминиевые. Затем кампания по борьбе с выносом хлеба из столовки. Это когда выдают дисциплинарные взыскания за то, что свою пайку хлеба вынес из столовой в отряд. И так далее. Зэки определяют эти кампании по длинным очередям на КПП, где по рядам слышится раздраженный шепот. Опять? Чё, блять, в этот раз? Бирки на трусах проверять, что ли, сука, заебали. На ИК-17 Шклов, заместителем начальника колонии, был, а может и сегодня есть, если не ушел на повышение, очень старательный служака Павел Николаевич Ягулевский по кличке Мерседес. Во время одной из таких кампаний, тогда боролись со штанами неправильного фасона, он стоял с канцелярским ножом и прямо на КПП резал штанины зэком. И одному из них таким образом разрезал ногу до крови. Парень оказался не из самых прибитых. Пошел на принцип и начал отстаивать свои права. А его родные жаловались в разные инстанции. Но никакого результата это так и не принесло. Мэрсу все сошло с рук. Дальше больше. Тенденция к усилению режима пробирается в каждую щель повседневной жизни арестанта. У каждого зэка есть прикроватная тумбочка. Думаете, там можно хранить все разрешенные вещи, которые хочется? Как же! Несколько лет назад в каждом спальном помещении повесили список того, что можно иметь каждому зэку в тумбочке. Список очень краткий. Ручка одна, тетрадь одна, 2 книжки, конверт, 1 или 2, уже не помню. 1 пачка сигарет и 1 упаковка чая. Все. Продуктов питания в этом списке нет. Вы спросите, а где же хранить все остальные вещи? Для этого, согласно мудрым постановлениям мусоров из ДИН, в каждом отряде существует комната хранения личных вещей, либо по-зэковски кишарка, бобовня, коптерка. Заведует этой комнатой коптер, зэк, у которого имеются ключи от нее. Власть коптера и его привилегированность очевидна. Дружить с ним значит иметь твердый блат в отряде. Но что с того, что там лежат вещи? Что может быть проще, скажете вы? Зашел в любой момент и взял то, что тебе нужно. Нечего спальное помещение захламлять. Все так, но открывается эта комната дважды в день, на 20-30 минут. И вы, конечно, не единственные сотни зэков отряда, кто хочет зайти туда и что-то взять. Новую пару носков, кусочек сала, книжку или пачку сигарет. В комнату хранения личных вещей заходить по одному человеку. Висит объявление на дверях. Наконец, вы подловили момент, когда коптер зашел в коптерку, отстояли свою очередь и прорвались в заветную комнату, чтобы открыть свой кишар. И достать оттуда шоколадку, чтобы попить чая с приятелем, или книжку, чтобы провести вечер в одиночестве. Схватил вещь, закрыл сумку и ушел? Ага, конечно. В каждой сумке лежит опись личных вещей. Вами же составлена при приезде в отряд. В ней записано все, от стержней для ручек до нижнего белья, карамелек, журналов или какого другого нехитрого скарба, нажитого в лагере. Если взял что-то, вычеркни из списка. Если положил, обязательно впиши. Главное, не забудь это сделать, так как каждые несколько месяцев происходит режимное мероприятие. А именно, смотр внешнего вида с выносом вещей. Отряд выстраивается на небольшом участке, каждый со своими сумками. И начальник отряда проверяет, у кого опись не совпадает с содержанием. Если что-то не так, составляется акт о нарушении. Пример, ставший в свое время хрестоматийным. Николая Статькевича посадили в ШИЗО за то, что количество его носовых платков в описи не соответствовало количеству их в кишере.
Нередко, как в любой бюрократической и иерархической системе, требования разных начальников входят в противоречие друг с другом. Это хорошо иллюстрирует случай с ИК-4 «Горки». В каждой камере ПКТ или ШИЗО стоит радиоточка. Она включается или выключается с пульта контролера, но без регулятора громкости. Будешь слушать радио на той громкости, на которой включил контролер. Но вдруг в учреждение приехала очередная проверка из ДИН. Большой начальник посмотрел на радиоточки в камерах и спросил: «Отчего это они у вас без регуляторов? Непорядок». И сразу после его отъезда козлы и хозяйственная обслуга под руководством администрации поставили в каждой камере регуляторы. Зэки сидели довольные. Но прошло время, приехал уже другой начальник из того же ДИН, посмотрел наверх и чуть не упал в обморок. «Вы что это им, регуляторы громкости поставили? С ума сошли, что ли?» В его понимании это был просто недопустимый комфорт, вакханалия гедонизма и безнравственности. Через считанные часы обслуга, те же зэки, конечно же, что и ставили регуляторы, уже выдергивали их из каждой камеры ШИЗО ПКТ, коих было почти 20. Но наивно было думать, что режим затрагивает только материальный аспект, что можно или нельзя иметь узникам. Как я уже говорил, его смысл в том, чтобы проникать во все сферы жизни. Уставом регламентированы подъем и отбой. Замешкался на несколько минут, получил акт и, возможно, ШИЗО. И если в лагере это еще можно как-то рационально объяснить, отряду нужно идти в столовую, на работу, то в СИЗО строгое наличие подъема и отбоя не поддается объяснению. Особенно если камеры переполнены, и половина их населения не имеет возможности спать ночью и спит днем. Не то что спать, даже лежать на кроватях днем также запрещено. И мозг человека, который только попал в тюрьму, отказывается понимать, почему. Кому будет хуже от того, что арестант в СИЗО, вина которого даже не доказана, он еще обвиняемый, а не осужденный, приляжет на кровать днем, поспит. Да и что еще делать в камере? Но нет, только попробуй. Бдительный контролер сразу врежет ногой в дверь. Не спать! В Жодинском СИЗО менты идут еще дальше. На кровати нельзя сидеть с ногами. Но сидеть с ногами, поставленными на пол, неудобно. У коек железные уголки, которые впиваются в бедра. Остальная мебель, если ее можно так назвать, очевидно предназначена для кого угодно, но не для людей. Обитая железом, жесткая, рассохшаяся или слишком высокая, или слишком низкая. Но привыкнешь, ничего не поделаешь. В камере при каждом заходе администрации зэк должен сделать доклад. Выглядит он так. Гражданин начальник, в камере номер такой-то, столько-то осужденных, санитарное состояние в норме, дежурные по камере такой-то. Жалобы и заявления отсутствуют. В различных учреждениях текст незначительно отличается. Особенно смешно данный доклад звучит в одиночной камере, когда чуть ли не годами сидишь один и 2 раза в день по проверке говоришь «дежурный по камере осужденный дедок». Будто вчера дежурил какой-то другой осужденный. При взгляде со стороны, отдельно взятые, все эти правила и требования могут показаться незначительными. Ну действительно, подумаешь, проблема. Застегнуть пуговицу, когда проходишь мимо вертухая, потерпеть неудобства со стиркой робы, сделать доклад или убрать лишнее с тумбочки, тем более, что это же тюрьма, а не санаторий. Но это только на первый взгляд. Жизнь арестанта складывается вот из таких мелочей, их сотни. И чем дальше, тем больше все регламентируется режимом, что усложняет и без того не очень сладкую жизнь. И вот уже не остается места, где ты мог бы действовать спонтанно, даже в том, что касается застилания кровати или проведения свободного времени, которого и так немного. Каждую минуту тебе нужно оглядываться и думать, а правильно ли я сделал, или не накажут ли меня за это. Конечно, на многие отступления от режима вертухаи не обращают внимания до поры до времени, пока не придет разнарядка о том, что в ШИЗО мало народу, или пока конкретный зэк не начнет отстаивать свои права. Тогда тебе быстро припомнят и то, что у тебя лишняя ручка в тумбочке, и то, что не брит, и то, что в камере висит паутина. Если же ты политический заключенный, то тебе это начнут припоминать с самого начала. Формулирование режимных требований таким образом, как это делается сейчас, значительно облегчает задачу отправки любого зэка в ШИЗО и вообще всестороннего прессинга.
Не надо ничего выдумывать, фальсифицировать. Просто подожди пару часов, зэк сам что-то нарушит, так как жить полностью по правилам невозможно. Логика режимников заставляет зэков воспринимать любой минимальный комфорт и любую возможность реализовать свои потребности как привилегию, для сохранения которой нужно вести себя тише воды, ниже травы. С другой стороны, режим существует для того, чтобы унизить арестантов, заставить их почувствовать себя бесправными и зависимыми от администрации, даже касательно самых элементарных нужд. Как вы думаете, почему в СИЗО КГБ американки в половине камер нет санузлов? Неужели нет средств или возможности их поставить? И в 21 веке в камерах стоит параша, а по-большому выводят 2 раза в день. Ответ прост. Арестант должен почувствовать, что даже отправление его естественных потребностей полностью зависит от администрации. Поэтому подчиняться ей в остальном – лучший выбор из возможных. И так во всем. Никогда не забуду, как мы стригли ногти в камере в Володарке. Чтобы сделать эту нехитрую гигиеническую процедуру, которая на свободе не займет вашего внимания ни на грамм, там надо было провернуть целую операцию. У нас в камере были кусачки для ногтей. Конечно, запрещенный предмет. Сначала их нужно было незаметно для вертухая, который мог в любой момент посмотреть в глазок, достать из нычки. Потом пронести в туалет, мертвую зону, которая не просматривалась из глазка. Там открыть краны и только потом начинать стричь ногти. Краны открывались для того, чтобы шум воды мешал вертухаям услышать характерные звуки – щелк-щелк, и догадаться, что в камере запрещенный предмет. Потом кусачки нужно было таким же образом положить на место. Показательно, что на официальном уровне каждый запрет менты пытаются объяснить какими-то рациональными причинами. Ремни нельзя, чтобы не повесились, творог нельзя, чтобы не потравились, одежду с молниями нельзя, так как все должны выглядеть одинаково. Питание в тумбочках нельзя, так как антисанитария и так далее. Но не каждый запрет подведешь под рациональную причину, как не бейся. Зачем докладывать? В камере один осужденный, дежурный по камере осужденный такой-то, он же. Почему не позволить зэкам сидеть с ногами на кровати? Разве это поставит кого-то в опасность? Ответы на эти вопросы можно найти. На помощь приходят внутренние документы ИУ, содержание которых мне довелось услышать лично. Во время пребывания в ПК на ИК-17 Шклов нам опять же по режиму включали выдержки из правил внутреннего распорядка и различных других нормативных правовых актов. Кое-что из этого я записал дословно. К сожалению, не помню точно название этого постановления. Вот сидишь себе в одиночке, а металлический голос через динамик вещает. Режим исправительных учреждений. Исправительная функция режима состоит в отношении осужденного в установлении запретов и ограничений. Цель запретов и ограничений состоит в причинении осужденному страданий и переживаний, которые призваны заставить его задуматься о своем прошлом поведении. Когда я в первый раз услышал это, не поверил своим ушам. А как же Уголовный кодекс, в котором черному по белому написано, что наказания и иные меры уголовной ответственности не имеют своей целью причинения физических страданий или унижения человеческого достоинства? Наконец-то во внутренних правовых актах система сама срывает маску и демонстрирует, что является истинной целью режима. И у зэка, который с первых дней заключения задается вопросом, зачем все эти правила, которые никак нельзя объяснить, оправдать или рационализировать, все становится на свои места. Они для того, чтобы ты страдал, а вся официозная болтовня вертухаев об антисанитарии, мерах безопасности и так далее не более чем пыль в глаза, которая пускается для того, чтобы придать хоть какую-то видимость легитимности и гуманности людоедской и бесчеловечной системе, цель которой одна – сломить твою волю через причинение страданий. Интересно, что режим и его требования делают настоящими идиотами и без того не очень умных сотрудников ИУ. Однажды в Жодинской тюрьме нам удалось таки затянуть телевизор в камеру, но в бетонной коробке он очень плохо ловил сигнал, а перетащить его ближе к окну было невозможно, шнур был короткий, а удлинитель, конечно, не положено. Так и остался он у нас посреди камеры. Но когда он стоял на полу, его было не видно с других сторон камеры. Надо было его как-то приподнять. Выбор у нас был невелик, и мы поставили его на перевернутый тазик.
Через некоторое время в камеру заходят режимники со шмоном. У главного наглый вид. Крутит головой, ищет к чему придраться. Натренированный взгляд замечает отклонение от нормы. Телевизор на перевернутом тазике. «А что это у вас телевизор там стоит, на тазике?» Не видно же его, когда на полу, а до стола шнур не дотягивается. Выражение лица мента делается недовольным. Отступление от шаблона. Нерегламентированная ситуация. Надо срочно реагировать. Так это же ведь... На секунду лицо отражает напряженную работу мысли. Поиск релевантной и правдоподобной придирки. «Износ тазика идет!» Когда закрылась дверь, мы хохотали с этого момента еще полчаса. Он сделал наш день. Подытожили. Вот это судьба. Дожить до 30 с копейками, чтобы шастать по камерам и рассказывать зэкам об износе тазика. Что ж, таким можно только посочувствовать. Они создали этот режим для нас, ну а теперь они, его слуги, еще менее свободны, чем многие зэки в тюрьме. Июль 2016. Неприкасаемые в тюремной иерархии. Тема тюремной кастовой системы постоянно поднимается в СМИ, особенно тех, которые пишут про политических заключенных. Однако почти все, кто пишет на эту тему, знают о предмете в лучшем случае из рассказа бывших сидельцев, в худшем из распространенных в обществе стереотипов. Как итог, часто имеет место множество грубых ошибок и введение читателей в заблуждение. Именно поэтому я решил написать данную статью, цель которой пролить свет на некоторые аспекты такого сложного и многосоставного явления, как неформальная иерархия в тюрьмах Белоруссии. На эту тему написаны не то что статьи, но даже целые научные работы. И, конечно, я не стремлюсь в рамках одной этой статьи рассмотреть все явление в его разнообразии. Речь пойдет главным образом об одной тюремной касте, существование которой очень сильно характеризует систему в целом, и знания о которой критично важны для любого попадающего в белорусскую тюрьму, особенно политзаключенного. Это так называемые петухи, обиженные, опущенные, гребни и тому подобное. Рассмотреть эту тему в отрыве от всей тюремной системы, не вдаваясь в детали организации карательного аппарата и социальных ролей, каждой из тюремных каст достаточно тяжело, но все же попробую. Итак, из этого текста вы узнаете, как появилась каста опущенных в тюрьмах, каким образом в нее попадают, каково положение этих людей в тюрьме и в зоне исправительной колонии, какие функции выполняют эти люди в местах лишения свободы, почему существование этой касты жизненно важно сотрудникам администрации исправительных учреждений ИУ. Закончу я рядом советов мужской части читателей, ведь для любого мужчины, живущего в Белоруссии, знания о тюрьме лишними не будут, особенно если он занимается протестной активностью. Как появилась каста петухов? Начнем с экскурса в историю. Каста петухов традиционно ассоциируется с гомосексуальностью. И если подходить с этой точки зрения, то все просто. Проявления гомосексуальности в местах лишения свободы были всегда. И в царских тюрьмах, и в ГУЛАГе. Ввиду крайне мачистского и гомофобного характера тюремных понятий и арестантской субкультуры становится ясно, почему гомосексуал в тюрьме автоматически заносится в низшую касту опущенных. Мачизму свойственно презрение ко всему женскому, низведение женщин до уровня нелюдей, существ, не имеющих права на собственную волю. Это отношение переносится и на гомосексуалов. Собственно, гомосексуалы – это меньшая часть касты обиженных. В нее входит большое количество людей, совершивших поступки против неформального тюремного закона, понятий. И тут стоит отметить, что петухи, как каста со строгими законами, входа в нее и выхода, точнее невозможности выхода, появилась не так давно. Она, например, не была свойственна царским тюрьмам и тюрьмам ГУЛАГа. Судя по тем источникам, которые я читал, появление касты тюремных неприкасаемых, в которую и входят гомосексуалы, относится к позднесоветскому периоду.
Ряд исследователей считает, что появление касты заключенных, к которым нельзя прикасаться руками, является своеобразной реакцией воровского мира на сущую войну. Чтобы сохранить себя, ворам необходимо было выдумать альтернативный убийству способ наказания провинившихся. Другие пишут, что это стало реакцией на переполнение следственных изоляторов. В обстановке скученности и нахождения на виду сокамерников в режиме 24/7 наиболее эффективным и жестоким видом наказания будет являться всеобщее презрение и остракизм, экстремальная форма игнорирования. О мастях. Небольшой ликбез. Исторически в криминальном мире существует лишь 3 масти или образа жизни: вор, мужик, петух. По этим ступенькам можно спускаться вниз, от высший вор до низший петух. Вверх подняться нельзя. В современной криминальной субкультуре в Беларуси заключенные делятся на несколько иные касты, а именно блатной, бродяга, порядочный мужик, козел, петух. Блатные – это профессиональные преступники, которые живут преступным промыслом на воле. Их задача – продвигать воровскую идею, где бы они ни находились, налаживать черный ход, способствовать коррупции сотрудников администрации, переводить жизнь арестантов из русла официальных правил и установок в русло воровских понятий и так далее. Согласно понятиям, только они имеют право перевести зэка в касту опущенных. Однако, ввиду того, что далеко не во всех белорусских колониях есть блатные, воровское движение в Беларуси вообще находится в состоянии крайнего упадка. Это правило не соблюдается, и в петухи переводит кто попало – оперативник, козел, а то и просто мужики после коллективного решения. Мужики – основное население тюрьмы. Мужик никуда не лезет, ходит на работу, ничем не интересуется, кроме того, как уйти на удом. Находится под перекрестным командованием сразу нескольких сил – блатных, если они есть, козлов и администрации ИУ. Козел – активист, заключенный, сотрудничающий с администрацией в открытую. Это зэк, как правило, с большим сроком, которого администрация ставит на должность и дает некоторую власть над другими зэками. Насколько велика эта власть, зависит от степени ленивости сотрудников ИУ. Мне известны случаи, когда козлы составляли на других зэков акты о нарушениях. Сотрудники администрации же их только подписывали. Часто козлам позволяют бить других арестантов для поддержания субординации. И, конечно, вполне официально в обязанности козлов входит доносить на других заключенных. В ВК-17 Шклов, например, один козел мне прямо признался: «Мне мусора сказали за тобой смотреть». Еще как минимум 2 не признавались, но работу свою выполняли очень активно. В моем дисциплинарном деле об отправке на тюремный режим крытую лежат письменные показания моего соседа по камере, в которых подробно записано, как меня привели в барак, как я себя вел, с кем общался, с кем спорил, на какие темы высказывался и тому подобное. Есть нюанс. Говоря же о касте петухов, обязательно надо сказать, что помимо нее существует одна смежная подкаста, так называемые «отсаженные до выяснения». Те, кто находится на кружке. Объясняю, в чем суть. Допустим, против человека выставили подозрение о том, что он, к примеру, имел гомосексуальные контакты на воле. Но весомых доказательств этому подозрению нет. Есть только слухи. В таком случае, пока не наберутся подтверждения или опровержения этого обвинения, человек находится на кружке. Он ест отдельно от остальных и только из своей посуды. Отсюда и фраза «отсадить на кружку». В таком положении человек может находиться годами, до тех пор, пока блатной, козел или даже оперативник, в зависимости от учреждения, не подтвердит обвинение, то есть не переведет его окончательно в касту петухов, либо опровергнет его, переведет официально в касту мужиков. Положение такого человека на кружке очень близко к положению петуха, но не равно ему. Он не может пить чай с другими зэками, не имеет права голоса. Однако назвать его петухом никто не вправе. И это единственный случай, когда можно перевестись из низшей касты в высшую. Зэк на кружке находится как бы на карантине, во избежание физических контактов с другими осужденными. Вдруг он петух, и этими контактами зашкварит остальных.
Ведь тот, кто, к примеру, попил чай с отсаженным, сам автоматически становится таким. В остальных случаях отсаженный или человек на кружке равно понятию петух. И попасть в эту категорию проще простого. Каким образом становятся петухами? Идем далее. Вот вам исчерпывающий список случаев, в которых человека переводят в касту обиженных, в петушатню, в гарем. Пассивный гомосексуализм. Человек, признавшийся в гомосексуальных контактах, навечно получает ярлык петух, питер и тому подобное. Активный гомосексуализм при этом считается нормой и вообще не причисляется к гомосексуализму. Хотя стоит отметить, что в последние лет 10 и это понятие стало изменяться. К тем, кто имеет сексуальные контакты с петухами, в зоне относятся настороженно. Сам я неоднократно слышал мнение, мол, какая разница, кто кого, и тот пидор. Однако, конечно, активного гомосексуала никто петухом назвать не вправе. Любые нетрадиционные сексуальные контакты с женщиной. Если зэк признается, что делал девушке кунилингус, либо же она делала ему минет, и после он с ней целовался, ел, пил из одной посуды, он петух. Естественно, узнать об этом против воли самого человека почти нереально. Поэтому в большинстве случаев люди попадают в петушатню после своих откровений. Нужно понимать, никто не вправе ни угрозами, ни хитростью расспрашивать вас о вашей сексуальной жизни. В этом, кстати, в 90-е был специальный прогон «Малява», содержащее правовое нововведение от воров в законе, которые таким образом пытались бороться с чрезмерным количеством петухов в зонах. В некоторой степени с подобными проблемами пытаются бороться и сотрудники ИУ. Например, в Жодинской тюрьме перед тем, как ввести человека в камеру, с ним разговаривает оперативник и научает. Запомни, хуй не сосал, пизду не лизал. Сюда же стоит отнести общение с гомосексуалом на воле. Если кто-то вдруг обмолвился, что его друг гей, то этого человека самого мгновенно определят в петухи. Любые контакты с калом, мочой и содержимым мусорок. Человек, облитый мочой, или тот, который совал руки в унитаз, автоматически становится петухом. Поэтому, например, сантехники в большинстве зон считаются отсаженными. Примером может стать один достаточно известный случай в ВК-5 Ивацевиче. В одном из отрядов был завхоз, главный козел отряда, который долго и упорно доставал одного паренька, всячески издеваясь над ним и третируя. Тот в отместку прямо на утренней проверке, набрав банку мочи, облил его перед всем строем. Естественно, парня избили и посадили в ШИЗО, штрафной изолятор. Судьба завхоза, по идее, была предрешена. Однако в дело вмешались оперативники, для которых, видимо, тут был ценным кадром. Они объявили зэкам, что завхоза облили зеленым чаем, а кто будет говорить, что он петух, будет бит. Закончилось тем, что с завхозом все равно почти никто не общался. Парня же того перекинули в другую зону. Также я лично знал петуха, который попал в свою касту за то, что его во время драки на малолетке ударили головой об унитаз. Что касается содержимого мусорок, то этим путем попадают в касту петухов те, кто чрезмерно хочет курить и ищет там бычки. Сюда же стоит отнести такие случаи, как неумышленные касания чьих-либо гениталий, например, у людей, поскользнувшихся в бане. Правды ради, стоит сказать, что для людей с болезнью, иногда в зависимости от адекватности тех, кто вправе решать, делаются исключения. Например, если у человека недержание мочи, его не переведут в петухи. Выполнение любой петушиной работы. Строго петушиными видами работ считается уборка туалетов. Это относится к колонии. В СИЗО, крытой тюрьме, убирать туалет в своей камере может любой осужденный. В некоторых зонах еще и умывальников, а также вынос мусора. Совершение этих действий автоматически переправляет человека в касту петухов. Вот вам пример, который произошел в ВК-15, Могилев, в мою бытность там. Мужик стоял на проверке. Вдруг его приперло. Очень захотелось в туалет. Он побежал, что из силы, но не добежал, обгадился, не дойдя до унитаза. Будучи, видимо, человеком стыдливым и совестливым, решил за собой убрать. Взял швабру, тряпку.
Это увидел кто-то из зэков и позвал завхоза, что называется, в свидетели. Завхоз пришел и засвидетельствовал переход человека в петухи. Неформальная норма недопустимости уборок туалетов очень удобна для сотрудников ИУ, когда нужно посадить какого-нибудь зэка в ШИЗО, штрафной изолятор. В каждом отряде существует официальный график уборок, не учитывающий, разумеется, кастовую систему. При этом все в курсе, что туалет убирают только петухи. Политзаключенного Игоря Алейневича много раз сажали в ШИЗО за отказ убирать туалеты. Естественно, любой зэк в здравом уме согласится отсидеть сколько угодно суток в крошечном холодном чулане без личных вещей, чем стать петухом. Сотрудники ИУ это прекрасно знают и с удовольствием пользуются таким удобным орудием для прессинга неугодных. Аналогичный случай произошел со мной в ВК-9 «Горки», когда я в очередной раз отсидел в штрафном изоляторе. Ко мне вскоре подошел начальник отряда и сказал, что сегодня я по графику убираю умывальник и выношу мусор. Еще заранее я навел справки и узнал, что в этой зоне убирать умывальники можно только петухам. Видимо, начальник отряда думал, что я этого не знаю, и сейчас пойду чистить умывальник. Поэтому в торжественной обстановке, собрав половину администрации колонии и местных козлов в свидетели, он указал мне на швабру и тряпку, предложив выполнить дежурство по графику. Естественно, я отказался, после чего он не менее торжественным тоном сообщил: «На вас будет составлен документ об отказе выполнения дежурства». И вскоре я в очередной раз отправился греть своим телом доски в таком родном уже штрафном изоляторе. В гарем почти всегда попадают педофилы. Говорят, что в зонах насилуют насильников. Однако это не так. Самое большее, с некоторыми насильниками кто-то из зэков может отказаться пить чай. Но не более того. Что же касается педофилов, то у них более незавидная участь. Буквально до недавнего времени их принудительно переводили в петушиную касту, еще в СИЗО, даже не дожидаясь приговора. Однако веяние времени и тренд «все по закону» и тут сыграл свою роль. Лично я встречал как минимум 2 педофилов, которые не были отсажены и жили почти наравне с остальными. Конечно, вели они себя тише воды ниже травы, и не каждый зэк разрешит такому присесть на свою нару или вообще будет с ним разговаривать. Однако эта тенденция присутствует, особенно в зонах, где сидят первоходы, лица, ранее не отбывавшие наказание в колониях. В гарем попадает каждый, кто провел некоторое время в камере с петухами. Конкретный период времени тут варьируется. Кто-то говорит про час, кто-то про сутки. По понятиям, при попадании в такую камеру необходимо сделать так, чтобы петухи сами из нее ломились, оставив в ней мужика. Однако понятно, что физически сделать это почти нереально. В петухи переводится любой человек, имевший физический, кроме сексуального, контакт с петухом, либо пользовавшийся его личными вещами. На практике это выглядит так. По ошибке взял в руки посуду петуха, либо поел из нее, попользовался средствами личной гигиены петуха, обнял или поздоровался за руку, надел его одежду специально или неумышленно, или попил с человеком чай, а он оказался петухом, и ты автоматически определяешься в эту касту. Давать что-либо петуху можно, брать у него что-либо значит самому стать петухом. Однако в этих правилах есть некоторые послабления, особенно в зонах строгого режима. Например, петухи за сигареты стирают вещи мужиков, петуху можно разрешить сесть на нару мужика и так далее. Часто пишут или говорят, что в петухи могут определить за какие-то неблаговидные поступки против арестантского этикета. Раньше так и бывало, но не сейчас. По крайней мере, я не наблюдал ни одного такого случая. Того, кто ворует у своих, могут объявить крысой и всячески гнобить. Того, кто сдал своих подельников на суде, могут за глаза называть сукой и так далее. Но опускание за поступки – пережиток тех времен, когда в зонах Беларуси еще были сильны воровские понятия. Таким образом, понятие законтаченности чем-то сродни ритуальной нечистоты у иудеев, мусульман и парсов. И там характерными признаками обычая является иррациональность и суеверный страх перед нечистотой.
Только если, согласно Торе, человек, прикоснувшийся, например, к мертвечине, будет нечист до вечера, то по понятиям человек, облитый мочой, будет петухом до конца своей жизни, даже если он освободится и заедет обратно в тюрьму через 30 лет. Положение петухов в ИУ. Что представляет собой жизнь петуха в зоне? Если кратко, то это полный и кромешный ад. Согласно понятиям, петух не имеет никаких прав, не имеет права спорить, отвечать на оскорбления, отстаивать свое достоинство, потому что считается, что достоинства у него нет. Его можно бить, унижать, насмехаться. Когда по коридору барака идет обычный зэк, и петух последний обязан прислониться к стеночке, чтобы, не дай бог, не задеть мужика. Иначе он может быть бит. Петухи выполняют всю грязную работу. Мытье туалетов. А вы можете представить себе, что такое 8-10 толчков на отряд в 100 человек? Вынос мусора и тому подобное. Некоторые петухи оказывают сексуальные услуги другим зэкам, зарабатывая таким образом себе на чай и сигареты. Правда, надо сказать, что на тех зонах, где я был, сотрудники ИУ с этим борются. Если найдут петуха и его клиента, предавшимся однополой любви, обоих посадят в ШИЗО. Петухам дают женские имена, называют их «она» или «малая». Признаюсь, довольно дико и тошно наблюдать, как молодые ржущие зэки обращаются, например, к 60-летнему беззубому деду Аленка или Марина. Петухам ни на секунду не дают забыть о том, кто они такие. В столовку они заходят последними, моются в бане тоже последними. В клубе Ленкомнате, в комнате, где телевизор, для них отдельная скамейка в самом неудобном месте. Обращение «съебал нахуй отсюда» в их адрес – вещь совершенно привычная и обыденная. Один уголовник мне упорно доказывал, что петухи – это не люди. Однако еще хуже, чем зэки, к петухам относятся сотрудники администрации. Контролеры, а часто и офицеры, всячески их третируют, публично оскорбляют, угрожают, а в случае чего могут и избить. Будучи бесправными людьми со сломанной волей, петухи еще реже, чем обычные зэки, отстаивают свои права. Как итог, больше половины самоубийств, которые происходили при мне в тюрьмах и в зонах, совершали именно петухи, хотя в процентном соотношении они составляют не более 3-5% от населения зоны. Что характерно, не лучше ситуации в СИЗО, где петухи сидят в отдельных камерах. На Володарке такой петушиной камерой была 70-я. Как рассказывали парни, которые долго жили по соседству с ней, ее обитатели резали себе вены едва ли не ежедневно. Чем они занимаются? Жизнь на дне, постоянная ненависть, унижение, едва ли из кого-то могут сделать высокоморальное создание. По моим личным наблюдениям, большинство петухов – люди совершенно беспринципные, подлые, готовые на все ради собственной выгоды. Хотя, конечно, данные качества нередки среди зэков в целом. Среди петухов они, пожалуй, распространены гораздо больше. Абсолютное большинство петухов работают на администрацию. Стучат, выполняют оперативные задания, провокации и так далее. Необходимость как-то выживать в сверхагрессивной и враждебной среде лагеря толкает их к союзу с наиболее сильной стороной – сотрудниками ИУ. Поэтому большинство функций, которые выполняют петухи, так или иначе навязаны им оперативниками. В официальные обязанности петухов входит уборка туалетов. Никто, кроме них, делать этого не возьмется. И вынос мусора. Многие из них зарабатывают себе на жизнь и уборками в комнатах. Петухов делят на рабочих и нерабочих. Первые – это те, кто за вознаграждение оказывает сексуальные услуги другим заключенным – чай, сигареты, сладости. Вторые – это те, которые этого не делают, и, следовательно, принудить их нельзя. Многие считают, что в петухи попадают через изнасилование в тюрьме или на зоне. 15-20 лет назад так оно и было. На сегодня же такое в тюрьмах Белоруссии практически не встречается. По крайней мере, я не знаю ни одного такого случая, и никто из тех, кто сидел со мной, ничего подобного не рассказывал. Также и случаев изнасилований петухов против их желания при мне не было. Сегодняшние зоны в гораздо большей степени находятся под контролем администрации, чем ранее, и петух, которого изнасиловали, может просто написать заявление на насильника, и тому накинут срок. В чем выгода администрации?
Наверняка, пока вы читали эту статью, у вас возник вопрос, а почему государство и, в частности, администрация ИУ позволяет существовать в местах лишения свободы дикарской средневековой кастовой системе с ее неприкасаемыми слугами и проститутками? Ведь это негуманно, жестоко и, в конце концов, не по закону. Ведь, согласно ПВР ИУ, все заключенные должны подчиняться одним и тем же требованиям. И ни о каком делении на касты не может идти и речи. Неужели сотрудники ИУ не могут это пресечь и восстановить пусть строгую и жесткую, но все же дисциплину? Ответ прост. Им это не надо. За достаточно долгий срок, проведенный в карательных учреждениях, я успел много где побывать и много кого увидеть. Я посидел в 4 тюрьмах и 3 колониях, общался с простыми мужиками и блатными бандитами, наркоманами, коммерсами и положенцами. Положенец – это смотрящий, назначенный на должность вором в законе, мошенниками, убийцами, козлами и даже петухами. И, конечно же, очень много общался с сотрудниками ИУ, много размышляя над тем, как устроена карательная система Беларуси. Я пришел к однозначному выводу. Блатная и милицейская система руководства карательными учреждениями есть два столпа, которые поддерживают друг друга. Неформальная система понятий, придуманная ворами, и правила внутреннего распорядка сегодня скорее взаимно интегрировались, нежели находятся в состоянии войны и противоречия. Да, бесспорно, сотрудники ИУ насильно подчистили ту практику понятий, которая мешает управляемости и создает им неудобства. В частности, традиции взаимопомощи и солидарности среди зэков. В остальном, мир профессиональных уголовников и мир МВД неплохо ладят. Они получают друг от друга то, что им надо. Сотрудники ИУ – спокойствие в учреждении, отсутствие ЧП и управляемость. Зачем рулить сотни зэков, если можно рулить одним блатным козлом, который держит в страхе остальных? А блатные козлы получают привилегии и власть. Все довольны. Кроме, конечно, мужиков, которые, как водится, оказались между двух огней и находятся де-факто в двойном подчинении. Многие старые арестанты, которые сидят уже более 10 лет, наблюдали за тем, как примерно с 2005 по 2010 годы все белорусские зоны из черных стали красными. Говорили мне в открытую примерно следующее. А сейчас то же самое, что и раньше, только вместо блатных козлы. Если раньше водка и мобильники были у бродяг, то теперь у активистов. Если раньше за косяки мужиков били блатные, то теперь бьют козлы. Что характерно, даже лица таких неформальных руководителей зачастую те же самые. Когда началась активная ломка зон и их перекраивание, как вы думаете, откуда оперативники брали верных и преданных активистов, завхозов и дневальных, готовых исполнять любой приказ? Их набирали из вчерашних блатных, которые очень быстро предавали свою блатную идею. Если им угрожали, например, отправкой в крытую или лишением привилегий, или же просто несколько раз сажали их в ШИЗО. Как результат, сегодня белорусскими зонами вместе с администрацией управляют заключенные, твердо вставшие на путь исправления. При этом запитые с ног до головы воровскими татуировками и с накачанными вазелином кулаками. Несмотря на внешнее противоречие в функциях, слияние уголовного мира и сотрудников ИУ заметно не только на институциональном, но и на лингвистическом уровне. Ни для кого из сидельцев не секрет, что сотрудники администрации не менее активно, чем зэки, используют тюремный жаргон. Как я уже писал, тех же петухов они гнобят и унижают похлеще, чем уголовники. Да что говорить, среди самих же сотрудников ИУ существуют свои отсаженные, являются изгоями в кругу коллег. В мою бытность на ИК-15 Могилев там работал отсаженный контролер. Коллеги не пили с ним чай. Он был единственным, кто мог шпонать, обыскивать петухов. И такие случаи не единичны. На ИК-14 Новосады, по рассказам одного моего сокамерника, был даже отсаженный офицер, о котором коллеги прознали, что он неправильно занимался сексом со своей женой. Как результат, они перестали пить с ним чай и стали демонстративно презирать. Более того, даже зэки гнобили этого офицера совершенно безнаказанно. И таких примеров немало.
Интересно, что многие зэки на волне ужесточения режима и относительного улучшения положения петухов лет 20 назад их били гораздо чаще, могли также изнасиловать. Высказывали мне мнение, что скоро петухов не будет, потому что всех заставят убирать толчки. Да, попадались и такие политические аналитики. Однако мне кажется, что этого в ближайшее время не произойдет. Причина все та же. Существование касты петухов существенно облегчает управляемые зоны. Безо всякого сомнения, администрации белорусских зон могли бы заставить всех заключенных убирать туалеты и принимать пищу за одним столом, независимо от масти. Не будет по этому поводу ни бунтов, ни восстаний. Максимум последствий, которыми чревато такое нововведение, это несколько десятков особо упертых сторонников понятий, которых придется перевести в крытую. Большинство же зэков в Беларуси настолько забитая и бессловесная масса, что принудить их к чему угодно не составит большого труда. А если еще и пообещать за уборку туалетов УДО, они побегут убирать их на перегонки. Однако, как видим, администрация не спешит этого делать. Еще один немаловажный момент. Существование данной касты оказывает сотрудникам ИУ неоценимую помощь в прессинге заключенных, которые отказываются подчиняться. В любой зоне и тюрьме всегда находятся отдельные люди, которые отказываются играть по правилам, установленным милицией. Либо это асоциальные личности, которые глазуют, то есть пытаются жить строго по воровским понятиям. Либо заключенные, пытающиеся отстаивать свои права, например, жалуясь в различные инстанции. Либо же те, кто лишь по факту своего статуса будут подвергаться в тюрьме гонениям, например, политзаключенные. Так вот, многих из перечисленных категорий людей уже не запугать ни лишением передачи, свиданий, ни ШИЗО, ни ПКТ, помещение камерного типа, ни крытой, ни 411 статьей УК. Вопрос, что же с ними делать? И тут на помощь приходит последний аргумент – петушиная каста. И тут даже те, кто не боится ни изолятора, ни дубинок, безусловно задумаются – ведь жизнь в данной касте – самое худшее, что может произойти с арестантом. Человеку с чувством собственного достоинства находиться в коллективе, обладая таким статусом, становится практически нереально. Выхода прочь из этой касты не существует. Мне приходилось общаться с бывшими заключенными ИК-2 «Бобруйск», которому начальник колонии в ответ на требование соблюдать закон и не нарушать его права ответил: «Ты что, забыл, где гарем находится?» И это далеко не единичный пример. Про использование этого орудия против политзаключенных и говорить не приходится. Лично мне известно как минимум 3 случая, когда политзаключенных загоняли в петушиную касту просто за то, что они политзаключенные. Во всех 3 случаях оперативная комбинация была очень похожей. По приезду политзаключенного в зону находится авторитетный зэк, блатной или козел, который выдвигает против того обвинение в косяке. Сидел ранее в одной камере с опущенным, либо пил из петушиной кружки, либо же общался с петухом на воле. Естественно, это обвинение не имеет ничего общего с реальностью, но как по мановению волшебной палочки из-под земли вырастает один или несколько свидетелей, подтверждающих: «Да, пил, я сам видел», или «Да, полоскался с пидором по воле, я сам видел», хотя обвиняемый этих людей и знать не знает. И вот можно выносить решение. Все по понятиям. Результат – политзаключенный отправляется в петушиную касту. Исполнитель, блатной или козел, получает подачку в виде свидания или передачи. А хитрый оперативник, разработавший весь план, получает поощрение от начальства. Меня, к счастью, эта участь миновала. Хотя попытки, как я писал выше, были. Впрочем, очевидно, четкой установки загнать меня в гарем у администрации не стояло. Иначе они бы непременно это сделали. Такое единодушие неформальных тюремных элит с администрацией в отношении политзаключенных вновь позволяет мне говорить о том, что иерархическая карательная система всегда действует в едином русле, когда необходимо подавление и выдавливание чужеродных элементов, потенциальных бунтарей, которые могут самостоятельно мыслить и отстаивать свои права. И, конечно, сами собой ложатся в эту канву аналогии с 30-ми, 40-ми годами, когда уголовники приняли живое участие в ликвидации троцкистов, изменников Родины и прочей 58-й, смотри, Шаламов, жульническая кровь.
или Солженицын, архипелаг ГУЛАГ, книга 3. Да, эти две главы карательной гидры могут порой грызться между собой, но тем не менее они нужны друг другу. И в момент, когда необходимо будет уничтожение нам подобных, они непременно будут вместе. А есть ли выход? Здесь, думаю, будет уместно дать несколько советов. Как поступать в случае, если вы, находясь в тюрьме, видите, что вас за неподчинение или за то, что политический, что чаще всего, пытаются определить или уже определили в петушиную касту. Первое и самое главное – поменять свое отношение к происходящему. Всех нас, мужчин, учили, что пидорас – это обидно и мерзко, что быть таким позорно. И тут коллектив взрослых и вроде как вменяемых мужчин говорит вам, что вы именно такой. Вам необходимо в первую очередь понять, что в таком вашем текущем положении нет ничего постыдного или чего-то, в чем вы должны себя винить. Вы не педофил, не насильник и даже не гей. Просто против вас использовали звериные кастовые нормы, господствующие в тюрьме, для того, чтобы сломать вашу волю и понизить ваш статус в глазах остальных. Что же делать? Если процесс еще не зашел в необратимую стадию, например, вас закинули в петушиную камеру, или же зэки публично провоцируют, задавая каверзные вопросы, имеет смысл сопротивляться до последнего. Драться, совершать членовредительство, провоцировать любые конфликты, лишь бы выйти из данной ситуации. Показать свою решительность, идти до конца, отвечать на агрессию еще больше агрессией. Если же момент упущен, и вы уже в данной касте, то вам остается требовать у администрации своего законного права на обеспечение личной безопасности. Статья 11 Уголовного исполнительного кодекса РБ. Перевода вас в безопасное место, как правило, в одиночную камеру. Согласно этой статье, при возникновении угрозы личной безопасности осужденного, он вправе обратиться с заявлением об обеспечении личной безопасности к любому должностному лицу учреждения, исполняющего наказание. В этом случае должностное лицо обязано незамедлительно принять меры по обеспечению личной безопасности осужденного. Мне неизвестно ни одного случая, чтобы осужденному отказали в таком требовании. Однако все может быть, и не исключено, что для пущего эффекта человека, объявленного отсаженным или потребовавшего увести его из общего барака, могут специально там оставить, на ночь, например, дабы тот прочувствовал все прелести петушиной жизни. В этом случае нужно быть готовым и к унижениям, и к драке, к чему угодно. Опять же, это именно та ситуация, когда стоит идти на крайние меры, видеть членовредительство и самозащиты всеми доступными способами. Стоит помнить, чем больше проблем вы создадите администрации, тем быстрее они обеспечат вам безопасность. Ведь пока что перед администрацией ИУ не стоит цель физического уничтожения политзаключенных. Речь идет лишь о том, чтобы сломать морально. Лишний труп или инвалид в зоне ни к чему. Конечно, необходимо понимать, что обращение к администрации с заявлением о том, что вас закрыли в одиночку, также является косяком с точки зрения понятий. Таких называют ломанувшимися, закрывшимися. Согласно же понятиям, вы, если считаете, что вас отсадили по беспределу, то есть несправедливо, должны найти вышестоящего в иерархии уголовника, смотрящего или вора в законе, и обратиться к нему с апелляцией, а уж никак не требовать от администрации посадить вас в безопасное место. Поступать так или иначе решать вам. Однако мое мнение таково: апеллировать к понятиям, которые сами по себе являются инструментом ломания несогласных, как минимум недальновидно. Да и оперативники всегда найдут подход по-хорошему или по-плохому к любому уголовнику, который принимает решение между спасением вашей судьбы и собственным благополучием. Он однозначно выберет второе. Со мной, кстати, был подобный случай. В мою бытность в тюрьме номер 4, Могилевской крытой, где правили бал блатные. Правда, эта история заслуживает отдельного повествования. Самое первое, что нужно сделать в подобных случаях, это обнародовать произошедшее с вами, сообщив адвокату и родным, чтобы информация попала в СМИ.
Они пока что еще являются для политзаключенных каким-никаким щитом от откровенного произвола. Поэтому необходимо прямо и открыто говорить обо всем, что с вами произошло, не стыдясь рассказывать и о кастах, и о понятиях, и о провокациях оперативников. Ведь администрация, прессуя зэков подобным образом, как раз и играет на их мужских чувствах и ощущении стыда за то, что «я же теперь как гомик». Благодаря этому абсолютное большинство подобных историй, происходящих, замечу, не только с политическими, никогда не выходят на волю. Люди просто стыдятся о них говорить, тем самым воспроизводя порочный круг молчания и позволяя сотрудникам ИУ и дальше использовать неформальные тюремные правила для давления на неугодных. Прекратить это можно, лишь начав говорить о проблеме вслух, поборов совершенно необоснованный стыд и страх. Хотя побывать в подобном положении мне не доводилось, но вероятность того, что по КГБшной указке меня загонят в гарем, я рассматривал постоянно. И путем долгих размышлений и наблюдений и анализа чужого опыта пришел к выводу, что в случае чего буду вести себя именно так, как описано выше. Подытоживая, хотелось бы завершить это эссе чем-нибудь оптимистичным и жизнеутверждающим, но реальность диктует немного другие тона. Количество людей, попадающих в тюрьмы за убеждения, постоянно растет, а вместе с ними растет и прессинг в местах лишения свободы. Немаловажной частью этого прессинга как раз и является та самая система каст и неформальной иерархии, которую я писал выше. Уже не индивидуальная, а массовая система отработки особых категорий зэков опробируется на заключенных наркоманах. В зонах ввели новшества, профилактический учет для экстремистов. Их заставляют носить желтые бирки. Логично предположить, что в свете радикального ухудшения социально-экономического положения в стране, следующими после наркоманов, для кого создадут отдельные зоны, как раз будут политические. В общем, думаю, что всем нам, тем, кто сегодня стоит за перемены и свержение диктатора, стоит оставить иллюзии и понять, что легче не будет, будет только тяжелее. Безусловно, администрация ИУ продолжит использовать против политзаключенных прессинг с помощью воровских понятий. Этот инструмент удобен и не раз доказал свою эффективность. Изменить ситуацию к лучшему может только слом архаичной кастовой системы, а для начала слом молчания и табу на обсуждение этой темы в обществе. 16-12 июня 2016 года. Запах. Каждая тюрьма пахнет по-своему. Вываливаясь из тесного автозака со своими клунками-кишарами, первое, что видишь, изучающие рожи вертухаев. На подсознательном уровне же поры уже начинают впитывать запах той тюрьмы, которая станет на эти месяцы или годы твоим домом. Володарка пропиталась тревогой. От кабинетов до подлодки, от сборки до кичи, от прогулочных двориков до санчасти, от нового корпуса до красного корпуса. Ее бетонные стены, местами отделанные кафелем, дышат тревожным ожиданием, беспокойством за собственную судьбу, неуверенностью в завтрашнем дне, пугающей неизвестностью. Куда же опер кинет? В братскую хату, в мужицкую или, может, в пресс-хату? Следак пришел, что там, очная ставка? Подельник стал меня сливать или, может, уже будут с делом знакомить? Адвокат? Чего так рано-то? Недавно ведь приходил. Может, у родных что случилось? 24 часа в сутки это место впитывает душевные волнения и нервозность тех, кто в нем заточен. СТ-8, она же Жодина, она же Черный Бусел, а романтическую кличку дали тюрьме, я так подозреваю, для пущего пафоса и важности сами же менты, по аналогии с российским Черным Лебедем. Пахнет страхом. Он въелся в стертые ступеньки, надраенные полы, бетонно-металлические камеры, выкрашенные бежевым стены и головы арестантов. На Жодина заключенных бьют. Корпусные и резерв бьют за отказ становиться на растяжку, за грубое слово в адрес контролера. Тюремные опера бьют за нежелание давать явки с повинной, за объявление голодовки. Жодина – красная тюрьма. В начале 2000-х в ней ломали воров в законе и всевозможных тюремных авторитетов. Их кровь продолжает пахнуть страхом.
заряжая уже сегодняшних арестантов и опьяняя вседозволенностью вертухаев. Могилевская крытая, официально тюрьма номер 4, пахнет сном. Персонал спокоен и невозмутим, хотя бывают и исключения. На продолах тихо, никто никуда не торопится. В воздухе витает сонная и флегматичная атмосфера. Примерно за час до отбоя по каждому продолу в крытой расстилается длинный ковер, чтобы заглушить шаги контролера. Я так и не выяснил для себя, зачем это делается. Чтобы громкими шагами не мешать зэкам спать, или же чтобы те не слышали, как вертухай подкрадывается к двери и подслушивает, о чем беседуют в камере. Ночью на этаже настолько тихо, что, лежа на наре, слышишь, как вертухай готовит себе чай. Вот он закипятил электрочайник, залил кипяток, насыпал сахар, размешал, сёрбнул из кружки. Интересно, ведь и в Могилеве зэков бьют, ведь и там кто-то ждет нового срока, но все же атмосфера совсем другая. Быть может, это от того, что половина тамошнего населения – люди со сроками от десятки и больше? Им уже надоело бояться, незачем нервничать и нечего ждать. Есть такая программа «Битва экстрасенсов». Однажды, смотря на колдунов, делающих пасы руками и загадочно вглядывающихся вдаль, я подумал, вот бы они умели своими глазами видеть энергетику зданий и мест. Тогда над каждым из этих строений, Пищаловским замком, бывшей психиатрической лечебницей, переоборудованной в Могилевскую тюрьму, тюрьмой в городе Жодино, в местах, где злая воля людей, однажды причинивших боль своим ближним, встречается со злой волей государственной системы, синергетически умножая друг друга. Они бы увидели огромную на полнеба черную воронку, секунду за секундой вытягивающую жизнь из тех, кто под ней оказался. Июль 2016. Бунт против божественной иерархии в древнегреческой мифологии. Эту небольшую статью я написал примерно на третий месяц пребывания в одиночной камере ПКТ Шкловской колонии. Основой для нее стала широко известная в прошлом книга Куна «Легенды и мифы Древней Греции», в которой изложен ряд древнегреческих мифов, пусть в достаточно усеченной и местами цензурированной форме. Пребывание в одиночной камере приводит к тому, что вся энергия человека направляется внутрь, как правило, на мыслительный процесс. Не в силах обсудить свои мысли с кем-то, арестант изливает их на бумагу. То же было и у меня. Ввиду отсутствия интеллектуального общения и возможности поделиться своими идеями, я оформлял их в какие-то статьи и заметки, чем убивал сразу двух зайцев, не позволял мозгу деградировать и давал выход жажде деятельности. Конечно, эта статья не тянет на исследование, скорее это просто небольшой аналитический набросок, рефлексия о прочитанном. И хотя тематика тюрьмы прямо в ней не затронута, я решил включить ее в сборник. Некоторые из высказанных мыслей могут оказаться кому-то интересны. И пусть профессиональные историки простят меня за несколько вольное обращение с мифологическим материалом. Вступление. Древнегреческая мифология, будучи одновременно и религией, безусловно исполняла и идеологические функции, те же, что и религия в любом классовом обществе. Обоснование социального неравенства, поддержание существующего государственного устройства, закрепление иерархии в умах людей. О том, что греческий Олимп и схема его взаимодействия с земным миром отражает, как в зеркале, земное общество с его системой классового господства, сказано и написано немало. Подобно земным правителям, боги Олимпа требуют от людей безоговорочного признания своего превосходства, а также поклонения и материальных жертв. В случае неподчинения человека ждет жестокая кара. Да и на самом Олимпе равенства не наблюдается. Есть главные боги и есть подчиненные. На самом верху этой пирамиды стоит Зевс. Но, как и в земной жизни, в греческой мифологии обязательно найдется белая ворона, деструктивный элемент, способный разрушить вековечный порядок.
В нашем случае это либо тот, кто из самоуверенности и тщеславия заявит, что он равен богам и ничуть их не боится, либо тот, кто из стремления к справедливости потребует общественного равенства. И то, и другое по тогдашним меркам страшное кощунство. Любой бунт, будь то восстание масс, защищающих свои права, либо частная инициатива низкородного властолюбивца, взявшего не по чину, подлежит усмирению, а сам инсургент – наказанию. Однако, сам факт наличия подобных сюжетов в древнегреческой мифологии свидетельствует о неистребимом, идущем сквозь века стремлении человека сбросить ярмо угнетения и несвободы в реальном мире, каким бы божественным ореолом это ярмо не осенялось. В древнегреческой мифологии, таким образом, мы без труда находим события и персонажей, не признающих верховную власть богов и их родственников полубогов, являющихся обычно земными правителями. Рассмотрим самые характерные мифы этой тематики. Сыновья Аэлоя. От и Эфиальт. Сыновья Аэлоя, рожденного в свою очередь от Посейдона и Канаки. Два этих сына были горды и не желали подчиняться никому. С детства они были храбрыми и сильными, отличались при этом необычайным ростом. Свое противостояние с богами они начали с того, что сковали цепями и заключили в темницу Ареса, бога войны. В темнице Арес томился долгих 30 месяцев, пока его не освободил Гермес. Осмелев, От и Эфиальт стали грозить остальным богам. «Дайте нам только возмужать, мы нагромоздим одна на другую горы Олимп, Пелион и Гессу, взойдем к вам и похитим у вас Геру и Артемиду». Ответом на эти уже нешуточные угрозы стали стрелы Аполлона, пронзившие бунтарей. Отметим особо, сыновья Аэлоя были из числа смертных. От и Эфиальт умерли сравнительно быстро, и поэтому, как увидим позже, по сравнению с другими непокорными, им еще повезло. Арахна. Арахна – лидийская ткачиха, чьи работы славились на всю округу. Однажды в пылу тщеславия она заявила: «Пусть приходит сама Афина Паллада состязаться со мной, не победить ей меня». Афина являлась к Арахне под видом горбленной старухи, но прежде чем наказывать ткачиху, решила попробовать обойтись воспитательными мерами. А именно, посоветовала Арахне состязаться лишь со смертными и поскорее молить Афину, чтобы та простила ее надменные слова. Арахна не вняла совету старухи, грубо пресекла ее и лишь посетовала: «Чего же Афина не идет?» Тогда богиня приняла свой истинный образ. Нимфы и лидийские женщины тут же склонились перед Афиной и славили ее. Но не такова была Арахна, она проигнорировала богиню, не воздав ей ни малейшей почести, и только настояла на скорейшем начале состязания. Обратим внимание, судей на нем не было, они не избирались и не были назначены, хотя, казалось бы, куда этой ситуации без них. Афина сплела полотно с изображением своего с Посейдоном спора за власть над Аттикой, а по углам полотна она изобразила, как боги карают людей за непокорность. Прозрачный намек. Арахна, в свою очередь, выткала на полотне сцены из жизни богов, где, однако, боги были представлены одержимыми человеческими страстями. А именно такими боги, заметим, и были на самом деле. И вообще, без должного к ним уважения. Отмечается, работа Арахны по совершенству ничуть не уступала работе Афины. Что же делать богине? Как быть? Признать свое поражение? Конечно, это было бы немыслимым. Решение Афины было простым, как вертикаль власти. Она ударила Арахну челноком, а полотно лидийской ткачихи разорвала. Не вынеся позора, Арахна свела веревку, сделала петлю и повесилась. Однако мстительной Афине даже такой исход показался недостаточно назидательным. Она достала Арахну из петли, оживила и превратила в паука, обрекая тем самым на пожизненное занятие ткачеством. Весь этот миф просто-напросто квинтэссенция вопиющей несправедливости, основанной на природном неравенстве. Посудите сами, Арахна, вызвав Афину на честный поединок, рассчитывала на то, что между богами и людьми должны быть единые для всех правила игры, и что и ей, смертной, может достаться победа, если объективно она одержит верх.
Такой взгляд на вещи предполагает большое доверие к сопернику, игру на честность. Ведь вспомним, даже судей на состязании не было. Таким образом, поступок Афины выглядит вероломным и предательским, что, впрочем, саму Афину ничуть не смутило. Богиня доступно показала и Арахне, и всем окружающим, что она не Руссо и не Вольтер, и принцип равенства всех перед законом чужд ей в принципе. Зато вполне приемлемо право сильного, ведь применив насилие в случае, когда ее соперница как минимум не проиграла, Афина подчеркнула изначально неоспоримое неравенство богов и смертных, в связи с которым вторые не могут рассчитывать даже на малейшую толику справедливого отношения со стороны первых. Этот миф всем своим содержанием как бы утверждает: будь ты хоть 7 пядей во лбу, будь ты хоть 100 раз прав, боги все равно могут растоптать тебя просто потому, что они боги. Прометей. Прометей – титан, сын богини Фемиды. В прошлом союзник Зевса в битве за власть на Олимпе. Он впал к громоверцу в немилость за приверженность идеалам гуманизма. Живя на Олимпе в атмосфере вечного праздника, ни в чем не нуждаясь, он пожалел простых смертных. Видя страдания, на которые они обречены богами, он похитил из кузницы своего друга Гефеста, кстати, сына Зевса, огонь, после чего доставил его людям. Мало того, Прометей, спустившись на землю, продолжал оказывать помощь смертным. Одомашнил дикого быка, впряг лошадь в колесницу, научил людей искусствам, чтению, счету, письму, кораблестроению, открыл им силу трав. Обратим внимание на то, что Прометей не просто дал людям какой-то разовый инструмент для облегчения жизни, а помог им усмирить силы природы, которые и в то время отождествлялись непосредственно с силой богов. Тем самым Прометей сделал их гораздо более независимыми. Входило ли это в планы Зевса? Едва ли. Его слуги привели Прометея к скале, а приковать его к ней было поручено его же другу Гефесту. Он же должен был пронзить грудь Прометея, прибив его к скале острием. Мучаясь угрызениями совести, он не в силах противиться воле отца. Гефест проделывает все это. Но есть еще один аспект, не дающий Зевсу покоя, умножающий его гнев и подозрения к Прометею. Прометей знает тайну, как и когда Зевсу суждено быть низвергнутым с Олимпа, лишившись власти. Зевс рассчитывает, конечно, выпытать эту тайну у Прометея. Один за другим посещают Прометея разнообразные божества – Океан, Океаниды, Гермес – на все лады уговаривая его покориться и открыть Зевсу тайну. Но Прометей остается непреклонен. С Гермесом он вообще был предельно прямолинеен. «Я не променяю своих скорбей на рабское служение Зевсу. Мне лучше быть прикованным к этой скале, чем стать верной слугой тирана Зевса. Нет такой казни, таких мук, которыми бы мог он устрашить меня и вырвать из моих уст хоть одно слово. Ну чем не революционер?» На эту непокорность Зевс низвергает скалу с Прометеем в вечный мрак, где тот проводит долгие века. Подняв его вновь, Зевс уже готовит Прометею новую проверку на прочность революционного духа. Каждое утро к скале прилетает орел, который улетает, лишь выклевав Прометею печень. За ночь печень отрастает, и с утра пытка повторяется. В то время как низвергнутые Зевсом в период борьбы за власть титаны уже прощены и возвращены из стартера на поверхность, как признавшие власть громовержца, Прометей остается непреклонным и с гордостью переносит свои страдания. Заметим, участь заядлых врагов Зевса оказалась куда завиднее участи попавшего в немилость союзника. К нему приходит мать, Фемида, и герой Геракл, и все просят об одном – признать итоги признать Зевса верховным правителем и открыть ему тайну. По-рыцарски отнесся к Прометею Геракл, убил орла, так долго терзавшего Титана. Тут же с Олимпа прилетел Гермес и в очередной раз пообещал Прометею свободу в обмен на тайну. И тут в борце за справедливость что-то надломилось. Прометей сказал Зевсу, как избежать свержения. Олимпийскому альфа-самцу всего лишь надо держаться подальше от морской богини Фетиды, ибо любой сын, рожденный ею, будет могущественнее отца. Так Прометей обрел свободу взамен на исполнение воли Зевса. Миф о Прометее примечателен именно мотивацией.
подвигший героя на преступление против божественного порядка управления. Это не похоть и не упоение своей молодецкой силой, как у Ота и Эфиальта, не самолюбование, вызванное наличием выдающихся художественных способностей, как у Арахны. В случае с Прометеем мотивация, живое сострадание, любовь к людям, чувство справедливости и неприятие рабства. И не важно, что Прометей спустя долгие века сломался, не выдержав мук. Отметим особо. Будучи бессмертным титаном, он имел все. Был обласкан правителем и был вхож в высшие эшелоны власти. Однако всем этим он пожертвовал, чтобы чуточку уменьшить страдания людей в этом мире. Скажем прямо, Прометей – первый известный нам гуманист. Тирсид. Вершиной эгалитарных эпизодов мифологии в Древней Греции, на мой взгляд, является эпизод из троянского цикла с воином по имени Тирсид в главной роли. Речь здесь уже не об индивидуальном бунте, а о попытке поднять народное восстание. Но обо всем по порядку. Напомним фабулу троянского цикла. Сын царя Трои Парис, посетив в Лаконии дворец местного царя Менелая, будучи принят как почетный гость, вероломно увез из дворца его жену, прекрасную Елену, кстати, внебрачную дочь Зевса. Менелай стерпеть такого унижения не мог, и, посоветовавшись со своим братом Агамемноном, решил пойти войной на Трою, дабы отомстить Парису и вернуть свою жену. Привлечь к этому походу в качестве хедлайнеров ему удалось едва ли не весь пантеон тогдашних героев. Братьев Аяксов, Одиссея, Ахилла и многих других. Все они были высшей аристократией, сыновьями и внуками царей, а также богов и полубогов. Обратим внимание на тот факт, он предельно важен. Помимо их, в походе приняли участие 100 тысяч воинов, очевидно, не аристократов, а свободных горожан и земледельцев. Осада Трои длилась 10 лет. На 10-й год как раз и произошло интересующее нас событие. Агамемнон решил в очередной раз напасть на троянцев под стенами города. Однако прежде он пожелал испытать свои войска на верность. Созвав народное собрание из всех имевшихся воинов, он обратился к ним, говоря о тяготах войны, бесплодности осады и о том, что, видимо, богам угодно, чтобы греки победили. Реакция воинов была мгновенной. Как всколыхнувшееся море, они бросились к кораблям, радуясь возможности вернуться на родину. Оно и понятно. Простой парень из эллинской глубинки едва ли страстно желал драться и умирать ради амурных предпочтений местного царька. Тут на сцену вышла уже знакомая нам Афина Паллада. Отметим, кстати, важный момент. Миф о Трое – это не сказка, не плод фантазии автора, а скорее мифологизированная история. Ведь он, несмотря на наличие сказочных персонажей, основан на реальных событиях. Так что и рассматривать произошедшее в дальнейшем мы будем как летопись исторических событий. И вот, явившись к Одиссею, Афина Паллада говорит, чтобы тот скорее вернул воинов на место. Дважды повторять Одиссею не надо. Выхватив у Агамемнона скипетр, знак верховной власти, царь Итаки стал активно убеждать воинов вернуться на собрание. Столь активно, что скипетр ходуном заходил по спинам и головам дезертиров. Автор умалчивает о том, были ли жертвы от этого убеждения. Но мне представляется, что, не убив одного или нескольких воинов, Одиссей едва ли мог остановить такую массу людей. А это у него получилось. Воины вернулись на собрание и затихли. И лишь один Тирсид не угомонился и стал кричать. Тирсид, сообщает автор, всегда смело выступал против царей. Правда, ради заметим, что Тирсид сам был родственником Диомеда, царя Аргоса. В этот раз он ополчился против Агамемнона, говоря, что тот уже взял себе много добычи и невольниц, и пора бы уже насытиться. А им, простым воинам, пора вернуться на родину. Агамемнона же оставить по Трое одного, пусть воюет. А теперь вспомним, кем приходились большинство царей богам, и станет понятно, как далеко замахнулся Тирсид, на кого возвысил голос. В принципе, все в словах Тирсида было логично и справедливо. Однако дальше начинаются уж совсем странные вещи. К Тирсиду подошел Одиссей и сказал: «Не смей, глупец, поносить царей, не смей говорить о возвращении на родину. Если я еще раз услышу, как ты, безумец, поносишь царя Агамемнона,
то пусть лучше снесут мне с могучих плеч голову, пусть не зовут меня отцом Телемаха, коль не схвачу я тебя, не сорву с тебя всю одежду и, избив тебя, не прогоню от народного собрания к кораблям, плачущего от боли». В подтверждение своих слов Одиссей огрел Терсита скипетром по спине, да так, что у того из глаз хлынули слезы. Далее, по словам автора, все громко смеялись и, глядя на Терсита, говорили: «Много славных дел совершил Одиссей и в совете, и в бою, но это славнейший из его подвигов. Как обуздал он крикуна, теперь не отважится он больше поносить любимых Зевсом царей». Тут, мне думается, автор очень грешит против истины, выставляя всех греческих воинов безнадежными идиотами без собственного мнения. Посудите сами. Еще несколько минут назад воины рвались к своим кораблям, позабыв о любимых с Зевсом царях. И только грубая сила и авторитет Одиссея смогли вернуть их на место. И тут же тысячи воинов, только что мечтавших поступить так, как предлагает Терсит, начинают смеяться над ним, хотя он выразил чаяние всех и каждого из них. Не будем забывать, что зачастую исторические события в летописях и мифах изменяются в угоду правящему классу. В нашем случае в угоду царям-аристократам и их родне, которые, конечно, были заинтересованы в том, чтобы очернить Терсита, выставив его этаким фриком, крикуном, которого бьют ради смеха. Скорее всего, поступку Одиссея обрадовались и громко хвалили его такие же, как он сам, цари, голубая кровь греческого войска, и, возможно, приближенные к ним воины из рядовых. Простые воины, мне думается, с грустью смотрели на эту сцену, но не решались открыто выступить в поддержку Терсита. За 9 лет осады они привыкли подчиняться своим вождям, да и к тому же прекрасно понимали, что в случае бунта Одиссея незамедлительно поддержит верхушка армии, отлично экипированные и опытные воины-аристократы, и их приближенные. Поэтому, именно сжавшие зубы от злости и страха, они весело хохоча, смотрели рядовые на унижение Терсита. Такая версия, на мой взгляд, куда более правдоподобна. Но на этом история Терсита не закончилась. Из далекого Понта на помощь троянцам прибыли амазонки. В очередной раз закипел бой, в котором женщины сражались под предводительством царицы Пенсифилии. В полусражении она была убита Ахиллом. Глядя на Пенсифилию, Ахилл понимает, что любит ее, и в печали склоняет голову над убитой. Тут бы Пенсифилии открыть полные чувств глаза, Ахиллу обнаружить под ее туникой бронежилет и поцеловать возлюбленную на фоне разгорающейся битвы, но всю малину вновь портит не кстати объявившийся Терсит. Подойдя к Ахиллу, он стал бранить его, правда, из текста не ясно за что. Потом, видимо, решив изощренным способом уязвить его, взял копье и проткнул им глаз мертвой Пенсифилии. Отправившись от шока, Ахилл ударил Терсита по лицу с такой силой, что убил его на месте. Бесславно закончилась жизнь этого персонажа, которого автор троянского цикла так усердно обливал грязью. Но попробуем и в этом эпизоде объективно взглянуть на произошедшее, руководствуясь здравым смыслом. Во-первых, Ахилл принадлежал героям-полубогам и был кровно заинтересован в победе греков над Троей. Эта победа давала ему богатую добычу, то есть рабов, и наверняка расширение своих владений, не говоря уже о славе и престиже. Во-вторых, до вступления Ахилла в бой, он ввязался в битву, когда она уже шла, амазонки серьезно теснили греков. Те стали отступать и уже почти были прижаты к своим кораблям. Еще немного, и они сели бы в эти корабли. А куда бы они поплыли, сев в них, Ахиллу было предельно ясно. Для вождей сложилась крайне неприятная ситуация. Достаточно было малейшей искорки, например, клича того же Терсита, и войско, показав тылы, делает ручкой своим начальникам. Воюйте, мол, сами, а мы домой. Прецедент уже был, и он, конечно, свеж в памяти у Ахилла. В этой ситуации аристократия решила действовать на опережение, и в суматохе боя Ахилл убивает такого неудобного борца, как Терсит. Ведь он может в любой момент воспользоваться ситуацией и взять реванш за недавний позор.
Однако прямое убийство равного себе было формально непозволительно даже для Ахилла. Ему пришлось впоследствии даже плыть на Лесбос, чтобы жертвоприношениями Аполлону и Артемиде очиститься от скверны, пролитой крови. И автору мифа летописи было жизненно необходимо дать убийству достойное оправдание. Такое же, какое, видимо, дал сам Ахилл в кругу аристократов. Терсит, безумец, измывался над мертвым телом. На самом же деле Ахилл попросту воспользовался, возможно, даже по предварительной договоренности с другими аристократами, случаем, идеально подходившим для устранения опасного бунтовщика. Не буду утверждать, что эта версия событий единственно верная, но, думается, она вполне имеет право на существование. Заключение. Всех героев-бунтарей из греческих мифов, как простых смертных, так и бессмертных, объединяет одно. Все они, говоря по-простому, плохо кончили. Либо вынуждены были склониться перед волей богов и потому лишь получили прощение, либо безжалостно уничтожались. Ни один не одержал победу в этом противостоянии. И это вполне закономерно. Иначе и быть не могло в древнегреческом мифе, да и, пожалуй, в древнегреческом сознании. Просто не нашлось бы места такому персонажу, он бы выпадал из системы координат. Арахна побеждает в соревновании с Афиной, и та, опустив голову, уходит с поля боя. От и Эфиальт весело проводит время с женой Зевса. Такое для древнегреческого мифа, конечно, немыслимо. Отсюда вытекает важнейшая функция древнегреческой религии – воспитательно-идеологическая. Мифы были призваны со всей поучительностью показать: спор с богами и их наместниками на земле, царями знатью, бесполезен, губителен для спорщика. И единственным его итогом станет безоговорочная победа вышестоящей по иерархии персоны. Так, через подчинение вождям небесным, в людях вырабатывали привычку подчиняться вождям земным. Но, заглянув за ширму назидания и поучения, мы увидим самое главное. То, что двигало Одиссеем, бившим Терсита, Зевсом, терзавшим Прометея, Афиной, доведшей Арахну до самоубийства. Мы увидим страх богов, казалось бы, могущественных и неуязвимых, перед огромной, бесправной массой смертных, среди которой раз за разом рождаются смельчаки, открыто выступающие против вековечного порядка. И здесь становится ясно: мифология лишь отражает вполне реальный вековечный ужас правителей перед малейшей вероятностью народного восстания. Впрочем, как ни пугали греческий народ поучительными мифами, а в нем неизбежно появлялись и продолжают появляться новые Терситы и Прометеи. И хочется верить, однажды они заставят Олимп содрогнуться. Октябрь-ноябрь 2012. Кто взмолил себя хозяином небес, того низвергнут в ад его же дети. И с Хроносом, имевшим все на свете, так поступили Посейдон и Зевс. Без страха пред Афиной став, ее Арахна вызвала на спор. Бил консулов вчерашний гладиатор за 100 лет до распятия Христа. На власть восстать не каждому дано, вслух объявить, что мертв холодный идол, и, хотя в жизни равенства не видел, меж громовержцем и рабом поставить знак равно. Хоть и сегодня не стихает свист плетей, герои прошлого, вы нами не забыты. В сети вещают новые Терситы и льет бензин в бутылке новый Прометей. Март 2015. Божья кара. Лето 2013-го. Жара. Мы с цыганом решили сходить на ежедневную прогулку. Поменять ненадолго зеленый бетон камерных стен на серый бетон прогулочного дворика. Наш сокамерник К. остался в хате. Ежедневный, знакомый до боли маршрут. Дверь распахнулась нам направо. Вниз по лестнице. Утомленная овчарка. 3 легавых. 1 лестничный пролет. 2. Выходим в дворики. 7 прогулочных двориков Могилевской крытой. Те же камеры, но без мебели и без потолка. Вместо потолка 2 ряда сетки из проволоки. Режимник Юра заводит нас в 7-ю и закрывает дверь. Наш положниковый час пошел. Как обычно, радуемся солнышку. За час нашей прогулки оно успеет сползти по стене на добрый метр.
Говорим про всякую ерунду. Цыган рассказывает свои деревенские наркоманские истории. Вдруг слышим в соседнем дворике громкий, заливистый, естественный и искренний смех. А-ха-ха-ха-ха! Потом снова. Первая мысль. Какую-то большую хату вывели гулять. Вот они там и веселятся. Но прислушиваемся и понимаем, что человек один. Один? А с чего можно так громко и естественно смеяться одному? И тут вспоминаем. Вместе с нами часто выводят гулять Лёшу Гуза. Алексей Гуз – своеобразная легенда Могилевской Крытой. Бывший курсант Академии МВД, профессиональный спортсмен. По слухам, в свой первый приезд избил целую смену местных мусоров, когда его заводили в камеру. Те ему этого не простили и долго потом глумились. 25 лет срока за похищение заводского, соучастие в убийстве азербайджанской семьи из 5 человек и многое другое. Почти 11 лет он провел в одиночке. Неужели он там один, во дворике? С чего тогда так заливисто смеется? Мы стали прислушиваться. Скоро смех сменился пением. На спящий город опускается туман. Шалят ветра по подворотням и дворам. А нам все это не впервой, а нам доверено судьбой оберегать на здешних улицах покой. Да, а пожелай ты нам ни пуха, ни пера, да, пусть не по правилам игра. Да, и если завтра будет круче, чем вчера, прорвемся, ответят опера. Нет, это было не так, как поют школьники на уроках пения, лишь бы проорать текст. Голос был твердый, уверенный, фразы пелись с выражением, с душой, с каким-то патетическим надрывом. Мы с цыганом переглянулись, улыбнулись, все было понятно без слов. Через несколько минут, когда опера закончилась, мы услышали: «От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она еще не раз к себе вернется». Он спел песню целиком, от первой до последней строчки. Сколько бы куплетов ни было, но похоже на то, что все они были спеты. Судя по всему, он ее заучивал. Солнце сместилось по бетонной шубе на свой надлежащий метр. Время прогулки закончилось. Стучали двери. Юра повел домой. Первые дворики, хлопки дверей, шарканье ног. Всевозможные звуки давно изучены. Скоро и до нас дойдет очередь. Двери хлопают все ближе. Выходим. Назад нас ведет только один легавый. Это хорошо. Хочу убедиться, действительно ли в соседнем дворике был Лёша Гуз. На пару секунд, проходя мимо двери, открываю глазок и вижу. Ровно посередине бетонно-асфальтовой комнаты для прогулок стоит здоровый, высокий, бородатый мужик и, задрав голову, смотрит сквозь решетку на солнце. Удивительно. Носить бороду в тюрьме строго запрещено. Я закрыл глаза и подумал. 5 человек, 25 лет срока, 11 лет в одиночке. Случайности не бывает. Тем более, когда дело касается человеческой жизни. Теперь я знаю, как она выглядит, Божья кара. Март 2016. Бунт в карантине. Тюремный бунт почти всегда восстание обреченных. Силы бунтующих и карателей заведомо не равны. Выступление будет подавлено в любом случае. Через ШИЗО, ПКТ, избиение, накрутку новых сроков или даже убийство восставших. Вопрос лишь в том, какой ущерб восстание принесет сложившейся системе. И, следовательно, станет ли вероятность нового бунта фактором, который сдержит начальников от очередного наступления на права. В этом и есть смысл тюремного бунта. Таким образом, каждое восстание в тюрьме – это задел и страховка, обеспечивающая следующим поколениям арестантов немного лучшие условия жизни. В белорусских тюрьмах настоящих бунтов не было давно. Времена, когда зэки могли избивать сотрудников администрации, ломать заборы и захватывать бараки, остались в 90-х.
Поэтому сегодня при общем спокойствии в зонах и в тюрьмах, при послушности абсолютного большинства зэков, даже простое неповиновение более чем пары человек уже расценивается как бунт и чрезвычайное происшествие. На ИК-15 меня привезли 12 июня 2011 года. Всех вновь прибывших в лагерь на 2-3 недели помещают в карантин, отдельный отряд, изолированный от других, с гораздо более строгим режимом, без вывода на работу, но с многочисленными каждодневными дежурствами, мытьем полов, надраиванием умывальников, подметанием дворика по 2 раза в день и прочими бесполезными занятиями. Цель карантина – дать понять зэку, куда он попал. Выявить тех, кто намеревается блатовать и не подчиняться режиму. Делается это через принуждение зэка переступить через неформальное табу, принятое в воровском мире, и подчинить его формально мусорской дисциплине. Например, еще 15-17 лет назад локальный участок, локалку, дворик барака, мели только петухи, либо всякого рода опустившиеся личности. Нормальному мужику это считалось западло, не говоря уже про блатного. Если в карантине тебе предлагали метлу, ты обязан был гордо отказаться и проследовать в ШИЗО, а потом уже подниматься в отряд. Это табу изживалось администрацией постепенно, год за годом. И сегодня локалку метут 99% зэков, если не больше. Если ты не метешь, ты не поднимешься в отряд. Прямо из карантина тебя ждет дорога в ШИЗО, ПКТ, а потом накрытую. Либо же раскрутка по 411 статье. В прежние годы убирать умывальник могли только петухи. Туда ведь плюют. Сегодня почти во всех зонах это делают мужики, хотя эта работа по-прежнему считается непрестижной. В процессе отмирания эти правила зачастую проходят через смешные деформации. В ИК-15, например, в карантине все проходят через уборку умывальника, но в отряде тот, кто это сделал, автоматом переводится в петушиную касту. Соответственно, более строгому режиму в карантине используются и более строгие наказания к тем, кто его нарушил. Широко практикуется круговая порука. Например, если какой-то зэк ночью покурил в туалете, то завхоз карантина доносит на него мусорам. Те приходят в карантин и устраивают всем его жителям. Это обычно 40-50 человек. Смотр внешнего вида. На час-полтора выгоняют всех в локалку вместе с сумками и всеми пожитками, потрошат их содержимое, заставляют там же, стоя под солнцем, либо сидя на корточках с руками с головой, поза этапа, это так называют мусора, полчаса слушать лекцию о недопустимости нарушения режима. История, которая произошла со мной, напрямую связана с ноу-хау пятнашки, ИК-15. За провинности какого-то одного выгонять весь карантин на плац и заставлять маршировать по кругу нога в ногу. Прибыв в зону, я изначально решил, что блатовать или провоцировать мусоров на репрессии не буду. Буду спокойно жить по режиму, никуда особо не лезть, почитывать книжки и заниматься своими делами. В общем, не отсвечивать. Как и советовали мне старые и опытные зэки, с которыми я успел пересечься за 8 месяцев предыдущей отсидки. Но узнав о таких скотских коллективных взысканиях, ничего подобного не предусмотрено законом. Заставлять зэков вышагивать в ногу по кругу – это обыкновенное глумление от вседозволенности. Я думал, что лучше уж привлечь к себе внимание и быть наказанным, чем делать такие унизительные вещи. По счастливой случайности, я был в карантине не единственным политическим. Со мной вместе тогда сидели еще двое. Евгений Васькович, осужденный на 7 лет за поджог здания КГБ в Бобруйске. Евгений Секрет, узник Площади 2010, получивший 3 года за то, что 3 раза ударил ОМОНовца ломиком по щиту. Кроме нас в карантине было еще несколько нормальных ребят, по-видимому, не готовых мириться с беспределом. Несколько раз переговорив с ними и обсудив происходящее, мы решили, что отказываться от маршировок нужно коллективно. Заручившись поддержкой еще 2 пацанов, Ромы и Егора, а также проведя среди всех наших знакомых в карантине разъяснительную работу,
Если выведут на плац, никто не марширует. Я и Евген стали ждать, когда мусора вновь решат применить свою тактику, чтобы демонстративно отказаться и показать пример другим. У Егора тем более была формальная причина для отказа. У него не было обуви, нога была 47 размера. По карантину он ходил в тапках. Долго ждать не пришлось. Вскоре у Егора произошла словесная стычка с дневальным карантином, мелким и противным козлом. Егор пообещал ему всадить заточку в бок. Пустая угроза, конечно, но ее хватило, чтобы дневальный побежал жаловаться завхозу карантина Бороде. Борода редкая, даже по лагерным меркам, мразь. Мотал свою 25-ку срока и был повязан с мусорами множеством совместно поломанных судеб. Поэтому за угрозу своему подопечному он, недолго думая, побежал к режимникам. Пришли двое режимников. Роговцев, кличка его была Розетка, за смешной вздернутый нос, и Москалев, собака. Начали выгонять нас на плац. Взяв томик Солженицына, который тогда читал, я проследовал за остальными. С самого утра накрапывал мелкий дождь. Выстроив зэков в ряд на плацу возле карантина, собака начал вести профилактическую беседу. «Посмотрите, кого вы слушаете. Приедут ни родины, ни флага и пытаются вас на что-то подбивать, а вы ведетесь. Кто будет конфликтовать с активом, нарушать, сразу поедет в ШИЗО, и УДО вам тогда не видать. Понятно?» Егор решил ему возразить, пока строй покорно молчал. Мол, активисты сами нарываются, ведут себя нагло, требуют непонятно что. Но собака, как истинный мент, не пытался найти правых и виноватых, а просто начал хамить Егору, вальяжно прохаживать вдоль строя. В перепалку встрял Васькович. «Вы не имеете права так разговаривать. Вы унижаете его человеческое достоинство». «У него нет достоинства!» Без тени сомнения ответил собака. «Достоинство у него есть, оно есть у каждого». Такая продолжительная ругань с зэками явно не входила в планы собаки и подрывала его авторитет. В дело вступила Розетка. «Так, ну-ка построились все по 5!» и стал выстраивать всех в начале плаца. Как-то очень не вовремя дождь превратился в ливень. В воздухе запахло мокрым асфальтом и перспективой штрафного изолятора. Мы с Евгеном и Ромой переглянулись. На плаце все выстроились по пятеркам. Я во второй пятерке, в первой Евген и Егор. Собака и Розетка вальяжно прохаживались вдоль коробочки зэков, предвкушая, как сейчас будут глумиться и ухахатываться над марширующим по кругу стадом. «А теперь маршируем вон до той линии, и чтоб в ногу. С левой ноги начинаем, и раз!» — командует Розетка. 3 человека пошли по плацу, нелепо имитируя солдатский шаг. Егор и Евген остались стоять. Мусора, немного потерявшиеся от такого наглого неповиновения, не знали, что делать, и просто отозвали их, приказав встать в стороне от строя. Тем временем дошла очередь до второй пятерки. «Левой ногой и раз!» Я внимательно наблюдаю за своими соседями по пятерке. Один было занес ногу, как сбоку раздался крик Евгена. «Стоим!» Его тут же поволокли в кичу. Никто из нашей пятерки, кроме этого одного, не двинулся с места. Смотрю на Розетку. В его глазах явно недоумение. Он, наверное, думает, что его не расслышали. «И раз!» — повторяет еще громче. Пятерка по-прежнему стоит на месте. «Вы что, блядь, неподчинение?» Задыхаясь от злости и свирепея, ревет Розетка. В дело вступает Москалев. «Всем сесть на корточки, руки за голову!» Строй не двигается с места. «Всем сесть на корточки, блядь!» — вопит, повторяет за ним Розетка. «Сам садись!» — громко и отчетливо отвечаю я. «Кто это сказал?» — спокойно спрашивает собака. «Я. Иди сюда!» Я подхожу к нему, не без чувства тревоги. Москалев и еще пару подошедших мусоров, их уже нормально собралось в карантине ЧП, начинают на меня наезжать, провоцировать и угрожать. Я жду удара, но его не происходит. Молчу, ничего им не отвечаю. Слышу сзади шум. Розетка проходит мимо строя и с криком «Сидеть, блядь!» бьет стоящих с края по спине, раздает им подзатыльники. Я отворачиваюсь и продолжаю слушать наезды мусоров.
Как-то незаметно успел закуситься с Легавым и Егор. Его тоже потащили в ШИЗО. Они говорят мне идти на место. Я разворачиваюсь и вижу, что весь карантин уже сидит на корточках. Подумав, что один в поле не воин, сажусь и я. Потом корил себя за это. Нужно было стоять. Ливень не останавливался. Следующие минут 10 мы слушали воспитательные вопли розетки и угрозы всех посадить в ШИЗО. Я сидел, накрывшись сверху своим томиком Солженицына. Розетка прошел мимо меня и, не преминув, оставить комментарий. «Архипелаг ГУЛАГ? Читайте, читайте, пригодится». Какой замечательный заголовок для радио «Свободы», подумалось мне. Скомандовали встать. «Что, еще кто-то в ШИЗО захотел?» Намекая на Егора и Евгена, продолжал наступление розетка. «Еще хотя бы один конфликт с активистами, всех туда закрою, понятно?» А теперь построились и шагом марш в карантин. И раз... Я в первой пятерке. От нашего ряда до дверей карантина метров 20. В моих планах ничего не поменялось. Договорились с мужиками, значит, нужно делать, что обещал. А что могут закрыть в кичу, было понятно с самого начала. 4 человека из нашего ряда, смешно пытаясь попасть в ногу, пошли в направлении карантина. Я один остался стоять. Москалев вновь подозвал к себе. Меня обступила целая куча мусоров, которые стали наперебой на меня орать. «Чё, блатуешь, да? У нас блатные сразу в крытый уезжают, понял? Чё за статья? 339, Баклан? Будешь сидеть до звонка. Да, акт на него составить, пускай в ШИЗО посидит». И тому подобное. Я не очень их слушал, уже сильно промокнув под дождем, колотился от нервов и бешенства. Ряд за рядом мои соседи по карантину уходили в барак, бодро взмахивая ногами. Стоять не остался никто. Эта история быстро стала известной всей зоне. Местные движенцы за нас радовались. Карантин бунтанул. Зэки прикладывались, когда нулевой отряд, так нас называли, нес бачки с едой по центральной аллее. Демонстративно уступали место. «Пропусти, блатные идут». Васькович и Егор получили свои сутки ШИЗО. Вышли и были нами достойно встречены. Егор скоро уехал в СИЗО по каким-то вновь открывшимся обстоятельствам. Сам я до сих пор удивляюсь, почему тогда не был отправлен в Кичу. Однако последствия все же были. Сначала меня вызвал в кабинет начальник оперчасти Слесарев, ставший позже замначальника зоны. Угрожал крытой 411 статьей и применением физической силы в случае дальнейшего неповиновения. По иронии, в следующие 4,5 года срока я испытал все вышеперечисленное. Кроме того, меня поставили на некоторое подобие профучета. Следующие пару недель каждый вечер к нам приходили контролеры проверять детка, не сбежал ли, не чинит ли каких беспорядков. После всего произошедшего в карантине еще не раз курили в туалете, ругались с козлами и нарушали режим. Кого-то сажали за это в ШИЗО, кому-то давали дежурство вне очереди. Пару раз даже выводили весь карантин на плац с личными вещами. Но больше ни разу не заставляли маршировать. Апрель 2017. Маугли. Его привели в нашу 152-ю хату вечером. Худое, заросшее, чумазое существо, лет 16 на вид, с испуганным взглядом. Точь-в-точь затравленный зверек. Первые несколько минут мы вообще ничего не могли от него добиться. Кто такой, с какой хаты? Он только не впопад мотал головой, растерянно моргая глазами из-под лобья. Наконец, посадили его за стол, напоили чаем и вытащили таки кое-что. Знакомьтесь, Саша К., 21 рода, сам из Червеня. Сидел в хате со строгачами, но те его поставили на лыжи. Забегая вперед, скажу, что дальше мы хорошо поняли за что. Сидит за какой-то украденный рюкзак с фотоаппаратом. Я в шутку назвал его Маугли, потому что он и в самом деле был словно из леса вышедшим, к тому же со смуглым лицом. Прозвище быстро прижилось. Прошло несколько дней.
Совместными усилиями Хата одела, подстригла Маугли, заставила его умыться, стал больше похож на человека. При себе у него не было ничего, даже станка для бритья, но всем необходимым мы его обеспечили. Саня не грелся, даже письма ему никто не писал. Но, естественно, ел, пил и курил вместе со всеми, так как мы жили общим. Как-то незаметно, немного осмелев, увидев, что здесь живут люди, а не звери, начал он проявлять себя не с лучшей стороны. То влезет в чужой разговор и несет при этом чушь, то комментирует, когда его не просят, то лезет к кормушке разговаривать с ментами, чего делать совсем не умеет, то огрызается на справедливые замечания. После нескольких таких эпизодов основным методом беседы с ним стал крик. На Маугли орали с утра до вечера, так как не проходило и часа, чтобы он что-нибудь не накосячил. Но Сане было все нипочем. Меня же он заинтересовал как редкий вид. На свободе, конечно, с такими людьми общаться не приходилось, а тут, пожалуйста, сколь угодно. Я был в хате, наверное, единственным, кто на него не кричал. Ну, если честно, почти не кричал. И общался как равный с равным. Хотя это было непросто. Скоро в биографии Маугли обнаружилось много интересных подробностей. Отец его сидел много лет на глубоком ИК-13. Что с матерью, не ясно. Но сам Маугли живет с тетей, которая его, очевидно, недолюбливает. Рос парень сам по себе. По крайней мере, примет целенаправленного воспитания в нем я не заметил. Почти вся жизнь Сани прошла на улице. Бухал, факал, клей, воровал. По его словам, закончил ПТУ. Но при этом почти не умел писать, да и прочитать больше нескольких строк для него было непосильной задачей. Развитие его, по моей оценке, тянуло на уровень 11-12-летнего. Иногда я смотрел на Маугли и думал, вот тебе и 21 век в центре Европы, под носом ухваленных социальных и образовательных служб и той же самой инспекции по делам несовершеннолетних вырос дикарь, который в 21 год не умеет читать. И все, что они сумели с ним сделать, это посадить в тюрьму. Теперь же с вероятностью в 99% он будет всю жизнь бухать, сидеть, воровать и колоться. И всем наплевать. Всем, кроме местного РУВД, которым он делает статистику. Но если до Маугли не было дела государству, то было дело неправительственным организациям. Саня еще подростком ездил в Италию по Чернобыльской линии. Подробности я уже не помню, только помню, как он рассказывал о своем звонке итальянцам, отсюда из Беларуси. Звоню, она берет трубку, я «привет», она «пронто, пронто», а я ей «хуйонта» и бросил трубку. На этом месте Маугли залился смехом, очевидно, довольный своим тонким юмором. Еще у Маугли была астма. Иногда он заходился тяжелым кашлем, и тогда просил у контролера баллончик с аэрозолем, который ему не дали в камеру, так как он был металлическим. Оставляли в ячейке на продоле. Баллончик, кстати, был от итальянцев. Но, несмотря на ужасные приступы, Саня и не думал бросать курить. Дни шли. Маугли делался в хате явным изгоем. Не умея вести себя прилично, Саня к тому же постоянно порол косяки. То запарафинит общую вещь, напьется на ночь чифиря и потом блюет, не давая другим спать. Кроме того, его приходилось постоянно заставлять мыть свои вещи и участвовать в уборке хаты. Разумеется, на него бесконечно ругались. Первое время я его даже защищал. Жалко было смотреть, как он скукоживается от грозного рыка и выпученных глаз сокамерников. И сам пытался не раз и не два разговаривать по-хорошему, объясняя правила жизни в хате. Помогали эти душеспасительные беседы в лучшем случае на полдня. Поэтому после очередной попытки я их забросил. Как сказано ранее, жесткие методы тоже не помогли в его воспитании. К тому же, скоро мы поняли один интересный психологический нюанс. Маугли просто жизненно необходимо было находиться в центре внимания. Даже если это внимание выражалось исключительно в брани и криках, для того, чтобы быть звездой хаты и в течение всего дня слышать разговоры о себе, он готов был терпеть и оскорбления, и атаки, и угрозы. Уже в последующие годы я понял, что это особый тип людей, который особенно ярко проявляет себя именно в камерной системе. Они нарочно напрягают тех, кто их окружает, чтобы любой ценой закрепить их внимание на себе.
Скоро все пути воспитания, кроме, пожалуй, физического, закончились. Его просили, на него кричали, всячески угрожали, пугали, лишали сигарет, пытались игнорировать. Но все это только еще больше распаляло нашего Маугли. Ведь он явно чувствовал, что усилия всей хаты, а значит и внимание, направлены на него. Он начал выражать недовольство, мол, к нему плохо относятся. Предупреждал контролера, что вскроется. Объявлял голодовку, которая длилась 15 минут до первого борща, принесенного баландером. А однажды даже написал заявление оперу на тетрадном листике волнистыми строками, едва разборчиво, невероятно кривыми буквами было написано примерно следующее. Передаю близко к оригиналу. Заявление. Прошу перевести меня в другую хату, потому что у меня 1000 косяков, я всем мешаю, на меня постоянно орут и так далее. Правда, заявление это он так и не подал, зато процесс его составления и обсуждения самого поступка Маугли затянулись на полдня, а большего Саня и желать не мог. После Нового года, наступил 2011, меня отправили в больничный корпус Жодинской тюрьмы лечить вросший ноготь на ноге. Через 2 недели я вернулся, но Маугли в хате уже не было. И вот что мне рассказали пацаны. Почти сразу после моего отбытия Саня словно с цепи сорвался. То ли у него открылось психическое заболевание, то ли он удачно его симулировал. А в частности, барабанил в стены безо всякого повода, нес чушь пуще прежнего, прятался за дверью туалета, воровал вещи из общего котла, а потом вообще украл и спрятал у себя чужое письмо. Скоро он начал получать от ребят лещей, так как терпеть уже не было никакой возможности. В результате менты, наверное, поняли, что с Саней что-то не так, и забрали его в санчасть. Прошло почти 3 года. Я снова в Жодинской тюрьме, но уже не в ранге подследственного. Перевели из Могилевской крытой лечить желудок, так как в Жодино филиал республиканской тюремной больницы. Вызвал опер, видимо, чтобы пробить, что я за пассажир. На стене в оперском кабинете фотографии осужденных с профилактическим учетом. Пробегая глазами по строке склонных к суициду и членовредительству, я встречаюсь взглядом с Маугли. Вот тена. Да, действительно он. И фамилия совпадает. Наверное, заехал, освободившись по 2-му разу, а может уже и по 3-му. Вернувшись в хату, я стал вспоминать все то, что сейчас рассказал вам. Вспомнил баллончик от астмы, взгляд волчонка, насквозь гнилые в 21 год зубы, патлы, падающие в тазик с мыльной водой, когда мы брили ему голову. И почему-то на ум пришел вопрос, а что с Саней случится, когда он умрет? К сожалению, я почти уверен, что долго он не протянет, если только не сядет на длительный срок и тюрьма его не законсервирует. А кто по нему будет плакать? Будет ли кому нести его гроб? И не получится ли так, как с бальзаковским отцом Горио, который умирал почти в полном одиночестве, и озаботились отправкой его в последний путь считать чужие люди? Родных у Маугли нет. Друзья, если есть, вряд ли. А если есть, это явно не лучшие представители человеческого рода. Подумалось, как же скучно и неуютно так не только жить, но и умирать, когда ты совсем один. А еще подумалось, что тот, кто бросил меня в тюрьму за политическое преступление, и тот, кто сделал Маугли вором и маргиналом на краю жизни, это один и тот же Левиафан. Март 2015. Улетевшие. Лето 2012 года. Город Шклов, ИК-17, одиночная камера ПКТ. Один день сменяет другой такой же. Я сам выдумываю им наполнение, чтобы не заскучать. Вот прошел обед. Баландер забрал миски. Делать нечего, настроения читать или учиться нет. Зато послеобеденная жара клонит в сон. Я расстелил свой клипс под столиком, чтобы в глаза не бил свет от лампы, под голову учебник арабского и приготовился скоротать во сне еще 1 час еще одного дня. Устроившись поудобней, начал было засыпать, как вдруг в конце продола послышалось жужжание электрического замка, потом лязг металлической решетки.
Кого-то привели, подумалось мне. Как раз около 15 часов в зоне каждый день проходят крестины. Дисциплинарная комиссия, где начальник зоны раздает зэкам сутки ШИЗО, месяца ПКТ, а также лишение свиданок и передач. Топот как минимум 2 человек. Ага, отрядник привел своего зэка. Интересно, в ШИЗО или в ПКТ? Тут с продола раздался хриплый прокуренный голос, орущий, что есть мочи. «Расцветали яблони и груши, зацвели туманы над рекой, выходила на берег Катюша». Все ясно, это Коля. Коля – зэк, поехавший крышей. Мужик лет 50-55, а может и младше. Уж очень нездорово выглядел, улетевший. Как таких часто называют арестанты. Про него, как и про каждого такого, ходили легенды. Якобы ходит по зоне без бирки, не бреется, посылает ментов нахуй, орет, что ему вздумается и где вздумается. В моменты же особых обострений его и сажают в ШИЗО, чтоб совсем уж не бесновался. Дали Коле 10 суток. Для него они, конечно, были веселыми, но явно не для остальных зэков и не для ментов. Развлекался Коля тем, что после приема пищи не отдавал баландеру алюминиевую миску. Держать их у себя в камере, ШИЗО или ПКТ было запрещено, поэтому после каждого приема пищи их забирали, но только не у Коли. Частенько после обеда, завтрака или ужина приходилось слышать на продоле такой диалог. Контролер: «Поел?» Коля: «Поел». Контролер: «Давай миску». Коля: «Пошел нахуй». Контролер: «Давай миску, сука, пидорас, блядь». Коля: «Пошел нахуй». Далее следовали препирательства на протяжении минут 15, после чего разъяренный контролер открывал решетку, сам забирал миску, попутно давая Коле по печени. Зэки же не любили Колю за его ночные фокусы. Днем он отсыпался, а ночью брал цепь, которой пристегивалась нара, и бил этой цепью по наре, создавая адский грохот на весь барак, не давая спать ни зэкам, ни контролерам. Отсидев ту десятку, уже не первую за срок, Коля куда-то пропал. По слухам, его вывезли на ПО, психиатрическое отделение. Так зэки называют тюремную психушку, находящуюся на ИК-3 в Витебске. Потеря человеком рассудка в тюрьме явление довольно частое. Мало того, что в тюрьмы часто попадают люди с ограниченной вменяемостью, либо умственно отсталые, так еще и сама тюрьма способствует развитию разного рода психических расстройств. Вот как об этом писал в записках революционера Петр Кропоткин. «Подо мной сидел крестьянин по фамилии Говоруха, знакомый Сердюкова, с которым он перестукивался. Против моей воли, часто даже во время работы, я следил за их переговариванием. Я тоже перестукивался с ним, но если одиночное заключение без всякой работы тяжело для интеллигентных людей, то гораздо более невыносимо оно для крестьянина, привыкшего к физическому труду и совершенно неспособного читать весь день подряд. Наш приятель-крестьянин чувствовал себя очень несчастным. Его привезли в крепость после того, как он посидел уже 2 года в другой тюрьме, и поэтому он был уже надломлен. Преступление его состояло в том, что он слушал социалистов. К великому моему ужасу я стал замечать, что крестьянин порой начинает заговариваться. Постепенно его ум все больше и больше затуманивался, и мы оба с Сердюковым замечали, как шаг за шагом, день за днем он приближался к безумию, покуда разговор его не превратился в настоящий бред. Тогда из нижнего этажа стали доноситься дикие крики и страшный шум. Наш сосед помешался, но его, тем не менее, еще несколько месяцев продержали в крепости, прежде чем отвезти в дом умалишенных, из которого несчастному не суждено уже было выйти. Присутствовать при таких условиях, при медленном разрушении человеческого ума, ужасно. Не менее ужасно наблюдать последствия этого разрушения. На той же ИК-17 Шклов в ШИЗО при мне сидел Кузя Петух. В ШИЗО он сидел не в качестве наказания, а как на БМе. Туда его спрятали от зэков. Проблема Кузи была в том, что он вел себя неадекватно, в частности, гадил под себя. И вообще где попало. Если верить рассказам зэков, таким он стал в результате регулярных побоев в отряде. Кузю били до того, как он стал сраться. За то, что он петух. И, скорее всего, за то, что ненормальный. Потом продолжили бить уже за то, что срался. И жить с ним рядом в бараке было невыносимо. Кроме побоев, были и увещевания. Ему много раз давали чистую одежду и постельное белье, но все было тщетно.
От греха подальше администрация нашла замечательный выход. Посадила Кузю в безопасное место, которое по условиям содержания отличалось от ШИЗО только тем, что там на полу валялся матрас. Каждые несколько дней я слышал крики Дневального, матерившего Кузю, на чем свет стоит. Матрас регулярно был обгажен. Говорят, мать, приехавшая к Кузе на свидание, была в настоящем шоке и долго требовала у начальства объяснить, что они сделали с ее сыном. Там же, на 17-ке, сидел еще один персонаж, не помню его имени. Его посадили в одиночку за то, что тот имел привычку воровать у других жителей барака. Несколько раз зэки его били, пока он сам не попросился его спрятать. На него почти каждый день находило буйство, и он начинал издавать из камеры громкие нечленораздельные звуки и шумно материться непонятно на кого и на что. Это продолжалось часами, но однажды он даже стал колотить нехитрую ПКТшную мебель. И лишь тогда менты зашевелились. Как же, казенное имущество портят. И прислали врача. Вертухая скрутили бедолагу. Врач что-то ему вколол, после чего звуки начали постепенно идти на убыль. И через полчаса стихли совсем. Иной раз под крышей ВК-17 собиралось сразу несколько психически нездоровых, и тогда начиналось настоящее веселье. Представьте себе, продол с 24 камерами, деревянные двери, через которые слышно все, что происходит внутри, и бетонные стены, создающие отличную акустику. Ты сидишь в своей камере один и слушаешь одновременно доносящиеся с нескольких сторон бля, уебаны в рот, пидоры, бля. И так на протяжении многих часов, пока у товарищей психов не закончится запас энергии. В такие моменты начинаешь сомневаться, что ты в тюрьме, а не в дурдоме. И начинает казаться, что сам постепенно сходишь с ума. Как я уже писал, многие улетевшие становятся настоящими знаменитостями. Проблемных зэков перекидывают из зоны в зону, и слава идет впереди них. К числу таких относится хоккей. Арестант с ИК-15 Могилева. Сутулиный мужик около 40 лет с постоянной щетиной. Срок 25 лет, как говорят зэки, за убийство КГБшника. Первые 5 лет, как осужденный по особо тяжкой, он просидел на Гординской крытой, где, видимо, и тронулся умом. Либо же КГБшники отбили голову. Подробностей никто не знает, так как близко общаться с хоккеем невозможно. Один из самых известных приколов о хоккее – радиопередатчик в его шапке. Он считает, что менты установили ему туда микрофон, и поэтому его часто можно встретить разгуливающим по локалке и бубнящим в шапку проклятие и отборную ругань в адрес милиции, государства и Лукашенко. Любит хоккей обругать и белорусов за то, что выбрали Лукашенко, особенно во время просмотра телевизора. Хотя среди зэков сторонников Лукашенко найдешь едва ли, но за оскорбление в адрес белорусов хоккей неоднократно был бит. Сам он, кстати, россиянин. Он любит изобретать замысловатые ругательства и записывать их в тетрадку. У хоккея было много таких тетрадей, исписанных мелким почерком от начала и до конца. Те, кто имел возможность с ними ознакомиться, говорят, что это просто бессвязный и необъяснимый поток сознания, ругательств и бреда. Но наиболее неиссякаемым источником веселья для зэков было то, как хоккей ведет себя с мусорами. Как-то он набрал из столовой каши сечки и выложил ее посреди локалки на газетку, подписав «Для Махони». Махони – кличка бывшего начальника ИК-15 по фамилии Маханьков. А однажды просто ходил по локалке во весь голос сквернословия в адрес Махани и толкачихи. Его вызвала к себе администрация. Начальник колонии Маханьков и его заместитель Толкачев задали вопрос. Кто такие Маханя и Толкачиха? Это мои московские шлюхи! Хоккей честно поехал в ШИЗО. Однажды в Могилевскую колонию приехали какие-то курсанты. Пройдя по центральной аллее, они пошли дальше осматривать зону. Один курсант отстал и начал оглядывать зарешетченные локальные участки вокруг себя. На его несчастье в одном из них стоял хоккей. Вцепившись руками в решетку, он уставился на курсанта сумасшедшими глазами и цедил в его сторону какие-то немыслимые ругательства. «Чё смотришь, сука, блядь, приехали пидорасы, свинобыдло ёбаное!» Курсантик счёл за лучшее догнать своих. Не знаю,
купили его менты на пятнадцатки или нет, но в ШИЗО он катался регулярно. Впрочем, на его поведение это никак не влияло. Но самым активным рассадником умопомешательства среди зэков является, безусловно, крытое. В группе риска люди с большими сроками. Как те, кто сидит в одиночках, так и те, кто сидит на общих хатах. Стесненное пространство, постоянные конфликты, ругань, накаленная атмосфера, страх, невозможность сменить обстановку, провокации и издевательства со стороны ментов, долгие годы заключения впереди и, как следствие, безысходность очень этому способствуют. Одиночек на всех не хватает, поэтому администрация часто сажает ненормальных в кичу. Однажды, сидя в тамошнем ШИЗО, оно ко всему еще находится в подвале, поздно вечером в одной из соседних камер внезапно стали раздаваться громкие ритмичные удары и дикий вопль. «Люди! Люди!» Удары не прекращались добрый час, перемежаясь криками «Выпустите меня отсюда!», покуда корпусной не пришел и не надавал тумаков Буяну. На тот день он успокоился, но на следующий все началось вновь. Я стал интересоваться у пацанов в соседних камерах, что там происходит. Но кроме у кого-то из нечисти крышу сорвало, так ничего и не добился. Сказать, что я испытывал к этому человеку сильное сочувствие, было бы лицемерием, но постаравшись представить уровень страха и отчаяния, который заставил его, сидя в подвале крытой, молотить ногой в двери и звать людей, я по-настоящему ужаснулся. Однообразие, безнадежность, давящая камера, кичи, психическая болезнь и наверняка огромный срок впереди – это настоящая бездна. Стоит заметить, что у большинства улетевших помешательство проявляется периодически, время от времени. Случаются и периоды просветления. Таким был, например, Саня по кличке Шрек. Еще один обитатель Могилевской крытой. Этому парню не было и 30 лет. В детстве он учился в школе для детей с задержками психического развития. Родители у него, если и были, то в тюрьме не помогали никак. И, отсиживая свой срок за убийство, грева он не получал вообще. Держали его, как правило, в одиночке, потому что ни с кем он не уживался. Обычно в его камере было тихо, но время от времени оттуда начинала раздаваться ругань в адрес мусоров, как по поводу, так и без. Вымещал свою злость он, как правило, на контролерах, которые заглядывали в кормушку во время раздачи еды. Но хуже всего было, когда у Шрека кончались сигареты, поскольку денег для отоваривания в лавке у него не было. Он занимался тем, что клянчил их у ментов. На день ему давали около 5 штук примы. Если давать переставали, он начинал орать и бить в двери, ломать камерную мебель, умывальник, бить стекло в оконной раме. В знак протеста против жадности ментов он отказывался идти на прогулку, сопровождая это отборной руганью в их адрес. Менты били Шрека часто, иногда прямо в камере, иногда выводя на сборку, но всегда без особого эффекта. В моменты особого буйства, когда шум из его камеры совсем уж доставал продольных, они просто вызывали врача, который делал ему укол, как говорили зэки, аминозина, и на какие-нибудь сутки Шрек успокаивался. Но как хоккей был знаменитостью ВК-15, так знаменитостью Могилевской крытой была Ира, одна из немногих повстречавшихся мне женщин-крытчиц. Она сидела со мной в соседней камере. Я был 18-й, она в 19-й. Уровень помешательства, который она демонстрировала, был просто ужасающим. Каждый день из 24 часов в сутках примерно 5-6 часов, независимо от времени суток, это могло быть и раннее утро, и поздняя ночь, из ее камеры доносился непрерывный бессвязный текст, представляющий собой поток больного сознания. Воспроизвести даже маленькую его часть я никак не могу. Память отказывается это фиксировать. Скажем так, она начинала говорить о чем-то, например, о самолетах или об увиденном по телевизору, или о планетах и галактиках. Говорила об этом несколько предложений. Потом, цепляясь за последние слова предложения, начинала от них уже новую тему, и так бесконечно. Что было для меня самым поразительным, она не просто говорила, она кричала, орала настолько громко, что ее было слышно на всем этаже. А если она подходила к окну, то и на всех остальных этажах. Она неизменно перемежала угрозами и матершинщиной в адрес мусоров. Изысканно и вычурно материла их, и когда ее выводили на прогулку. Те легавые, что поумнее, просто молчали. Более ущербные начинали лаять ей в ответ.
Ира активно общалась с соседними хатами через решку, выпрашивала сигареты. И горе было той хате, из которой в ее адрес была бы сказана грубость или проявлено неуважение. Она вылазила на подоконник и часами поносила ее обитателей. И это слушала вся тюрьма. В отместку ментам за то, что не дают сигареты, или просто ради развлечения, она могла стать голой на ежедневной проверке. Или начать тарабанить в батарее глубокой ночью, лишая сна фактически весь этаж. В таком случае приходил врач и колол Ире аминозин. А вот те зэки, кто с ней переписывался, говорили, что, судя по вполне осмысленным и даже литературным письмам-малявам, 39-летняя Ира вполне приличная женщина с высшим образованием, у которой на воле осталась дочь. Именно стремясь обеспечить ее, Ира, как говорят, и взялась таскать из России наркотики, за что и получила 12 лет колонии строгого режима. Человека, потерявшего рассудок, администрация рассматривает как досадное недоразумение. Если он тихий, то есть своим помешательством не нарушает режим содержания, а таких полным-полно, на него вообще никто не обратит внимания. Ну, сошел с ума человек, ну, с кем не бывает. Ни о каком лечении говорить не приходится. В тюремной аптечке есть только валерьянка от всех нервных расстройств и аминозин для успокоения буйных. Говорить про профилактику психических расстройств в ИУ и вовсе смешно. В каждом исправительном учреждении всего один психолог, кстати, мент в форме, что явно не способствует доверительным отношениям между ним и зэками. В зонах, где работа с контингентом поставлена хоть на какой-то, пусть показушный уровень, он встречает приезжающих с этапа и общается с ними. Иногда может организовать посещение молельной комнаты или церкви. На этом все. По режиму он обязан проводить регулярные беседы с каждым осужденным. Но реально ли это, если в колонии, например, 1500 человек? В некоторых колониях я за все время нахождения там психолога не видел вовсе. То есть человек числится в штате, заполняет какие-то бумажки, делает вид, что чем-то занимается, получает за это зарплату, но при этом реально не выполняет совершенно ничего. Ну а далее Дина отчитывается в МВД о психологической работе и индивидуальном подходе к осужденным. МВД, в свою очередь, вешает лапшу на уши международным организациям, как качественно и гуманно работает в Беларуси пенитенциарная система. И все довольны. Зато тюрьмы и колонии продолжают переламывать чьи-то мозги, готовя к выходу на волю моральных инвалидов. Карательная система построена так, чтобы работать со следствиями, а не с причинами. Повесился кто-то в камере. Зачем выяснять, что к этому привело? Лучше отобрать по всей тюрьме шнурки, ремни и нитки, чтобы не смогли повеситься, даже если очень захотят. Кого-то сорвало с катушек, и она стала молотить по дверям ногами с дикими криками, вколоть аминозина. Пусть на другой смене вопит сколько хочет, и всем плевать, в чем причина. Режимники отправили назад передачу от родственников, на воле мать умерла или просто отчаяние довело до неадеквата. Психически больных в тюрьме никто не лечит. На пресловутое ПО в ИК-3 Витебск отправляют только тех, кто уже полностью потерял дееспособность. Не может работать, либо держать его в ШИЗО стало уже невыгодно. Как и в любом аспекте системы, их волнует только твоя функциональность. Выполняй, что тебе сказано, и не отсвечивай. Будь ты хоть 100 раз параноик, шизофреник или просто дурак. О качестве же лечения в тюремной дурке и ИК-3 мне судить сложно, но я еще не видел ни одного человека, который хотя бы вернулся бы оттуда. Осень 2012 года. Город Шклов. ИК-17. Я досиживаю свои последние месяцы в ПКТ. Впереди суд на крытую и этап в Могилев. Закончился обед. Сегодня были макароны, разваренные до состояния однородной массы. Что ж, пришло время поспать. Подготовил свою привычную лежанку, закрыл глаза и уже начал было отрубаться. Как в начале продола раздались привычные звуки. Жужжание электрозамка. Кого на этот раз? Дослушав, когда зэка доведут до дежурки, я уже почти заснул. И вдруг, выброшенный из состояния полусна, пронзительным голосом, похожим на карканье вороны. «Расцветали яблони и груши!» Июль 2016. Колдун. Введение. Тюремный режим. Некоторые имена действующих лиц изменены.
Замкнутое пространство со специфическими этическими нормами, извращенными понятиями о морали, где человеческое существо, будучи подчиненным одной лишь цели выжить, рождает причудливо причинно-следственные связи. Можно верить или не верить в судьбу, в способность Вселенной материализовывать наши мысли и желания, в карму, в правила бумеранга, в библейское «что посеешь, то и пожнешь». Можно считать все вышеперечисленное проявлением высших сил или логическим следствием наших собственных поступков. Однако в определенных точках земного шара эти правила проявляют себя как непреложный и ультимативный факт. Одна из таких точек есть и на территории Белоруссии, учреждение под названием «Тюрьма номер 4», более известное среди арестантов как «Могилевская крытая». Тюремный режим – одно из последних и самых жестоких дисциплинарных наказаний, предусмотренных УИКом для злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания. Хуже, пожалуй, лишь 411 статья УК РБ. В крытую зэка могут отправить из исправительной колонии по решению суда на срок до 3 лет. На тюремном режиме отбывание наказания происходит в условиях камерной системы. В камерах, где люди годами находятся друг с другом в режиме 24/7 от 3 до 12 человек, час прогулки в день, жесткие ограничения по количеству дозволенных вещей, одна передача в год, да и то далеко не всем. Что, учитывая количество пайки, означает, что крытчик находится в постоянном состоянии полуголода. И одно свидание в год, 2 часа разговора через стекло, которых также нередко лишают по решению начальника тюрьмы. Однако центральная фишка Могилевской крытой не ее голодный режим, а то, кем она управляется и по чьим правилам живет. Изначально тюремный режим был рожден исправительной системой для пресечения лагерных бунтов и изоляции тех, кто мог их спровоцировать – блатарей, воров в законе, принципиальных и харизматичных политзаключенных. Сначала так называемой криминальной революции в странах СССР и пресловутые 90-е крытые стали средоточением тех самых отрицал, живущих по воровским понятиям, криминальных авторитетов, создающих головную боль для администрации лагерей, блатных, которых не брали ни лагерные ШИЗО, ни ПКТ. Их сплоченность, приверженность понятиям и готовность к насилию для насаждения своих порядков неизбежно требовали их изоляции в условиях камерной системы. Но времена поменялись. Организованная преступность в Беларуси была передушена, не считая, конечно, семьи, что стоит у руля. Частью ликвидированы эскадронами смерти, частью измельчали и перегрызлись между собой воры в законе. Лагеря были поставлены под контроль администрации. В них, выражаясь языком мусоров, была достигнута стабильная оперативная обстановка. По идее, крытые должны были исчезнуть, или, по крайней мере, их количество должно было уменьшиться. Однако не такова бюрократическая, советская, а значит и лукашистская логика. Каждая крытая не менее сотни сотрудников ДИН МВД. Стабильное финансирование из бюджета, также стабильно распиливаемое администрацией. Это и широкие коррупционные возможности для кумовьев и режимников. Так разом взять и прикрыть все это лишь потому, что в Беларуси не стало криминальных авторитетов? Ну уж нет. Если есть тюрьма, кто-то должен в ней сидеть. Система выбрала другой путь. Раз средний зэк стал более послушен, мы просто понизим критерии для отправки туда. И крытые вновь наполнятся людьми. И вот уже с середины нулевых в Могилевской, Жодинской и Гординской тюрьме становится все меньше разного рода свезенных зон блатных и смотрящих, и все больше простых мужиков. Попасть в крытую стало возможно, если ты протянул на зону мобильник, поставил брагу, поругался с начальником отряда, писал жалобы на администрацию, отказался мести локальный участок, просто подрался с другим зэком. При мне в Могилевскую крытую заехал парень за то, что облил завхоза водой и сказал, что это моча. Администрации зон стали активно пользоваться крытой, как свалкой для всех проблемных элементов. Кто-то проиграл большую сумму денег, в крытую его, чтобы в зоне голову не набили. Кто-то скрысил у других арестантов, будут чмырить, повеситься еще, в крытую его от греха подальше. Туда стали отправлять даже обычных петухов по какому-то никому неведомому принципу.
Так и Могилевская крытая на момент моего приезда туда 7 декабря 2012 года являла собой корпус тюрьмы с населением около 220 человек, в котором, собственно, блатными криминальными авторитетами и профессиональными преступниками являлись около 20. Остальные же, за небольшим исключением, представляли собой контингент, перечисленный выше. Блатные делили с администрацией власть в тюрьме, и в этом дележе мужицкого пирога каждый получал свое. Администрация — управляемость и отсутствие эксцессов, блатные — право собирать свой общак, чувство собственного превосходства над серой массой вязаных и многочисленные привилегии от мусоров. Часть первая. Зеркальный маг. Его я заприметил еще на сборке, когда наш этап вновь прибывших на тюрьму крытчиков шмонали и решали, кто в какую хату пойдет. Рот не закрывается, звонкий голос, редкое для наших широт греческое имя – Костас и армянская фамилия Саркисян. Личное дело толстенное, даже толще, чем у меня, что редкость. А я жалобщик, охотно поясняет Костас всем интересующимся. У меня на мусоров называют такую-то заоблачную сумму. Жалоб. В голосе неподдельная гордость. Стоим лицом к стене, руки за спину, ждем шмона. А Костас тем временем уже разговорился с конвойными. «Смотри, что у меня есть!» Достает из кишара простую школьную тетрадку и начинает листать. Все листы в бурых пятнах и непонятных каракулях, похожих на росписи. «Это души», — объясняет Саркисян. «Я покупал их в зоне за пачку двушек». Приглядевшись, вижу, что купленные души представляют собой пятна крови их владельцев и их же подписи рядом. Они читают заклинания и объявляют, что отдают свою душу мне, Костасу Саркисяну. Довольно растолковывал он, сверкая черными, как угли, глазами. А я им пачку феста или короны, и все довольны. Костас одну за другой листал страницы с бурыми разводами, давая понять, что охочих до такой сделки было в зоне хоть отбавляй. «И нахуя тебе все это?» – недоумевал конвойный. «А я от них подзаряжаюсь, как от батареек». «Бля, стрёмная какая-то хуйня», — боязливо заметил мент. «Не боишься в это влазить?» «Ха, да у меня бабка самая сильная ведьма Армении была. Я сам магистр зеркальной магии. Кстати», — обратился Костас уже к другому конвойному, — «ты чего с рыженькой-то поругался?» Мусор недоуменно переглянулся с коллегой. Костас продолжил брать быка за рога. «Ну, подруга-то у тебя есть?» «Ну, есть. Рыженькая, я ее вижу». Колдун прищурился, в упор глядя на конвойного. «Так чего поругался-то?» Глядя на то, как магистр зеркальной магии разводит конвойных, я задался вопросом. Интересно, облегчит ли магия его арестантскую жизнь в таком непростом и мрачном месте, как крытое, или наоборот усложнит? Есть ведьмаки, а есть маги, а я колдун. Это совсем разные вещи. Проводил Костас ликбез уже не только мусорам, но и всему этапу, удивленно приклеившему уши к необычной беседе. Никто из нас еще не знал, что Могилевская крытая и сама колдует похлеще, чем Саркисян, и что на 2,5 года она уготовила ему с избытком жестких приключений. После шмона менты подняли нас на тройники. Это своеобразный тюремный карантин. 8 камер на 3 человека каждая, с более строгим режимом и несколько на отшибе, в боковом рукаве от основных тюремных коридоров. Там вновь прибывшие находились по 2-3 недели, морально готовясь к жизни в камерной системе и проходя всевозможные тюремные регистрации у врача, психолога, опера и так далее. Мы с колдуном, именно такой погоняло ему и дали блатные, оказались в соседних катах. Я в 150-й, а он в 151-й. Конструктивная особенность тройниковских хат такова. Тонкие стены и санузлы впритык друг к другу через стенку. Это означало, что, открыв слив унитазом, можно было разговаривать, а просунув руку, легко передать не слишком толстый сверток. Сосед просто брал его своей рукой, а ты отдавал. Не найдя много общих тем со своими сокамерниками, я стал интенсивно общаться с колдуном. 30 лет, сам родом из Гомеля. Срок — стандартная 8 по 3 части статьи 328 «Незаконный оборот наркотических средств». Привезли колдуна с тройки ИК-3 «Витьба».
Там он активно выносил мозг мусорам и без устали строчил жалобы во всевозможные инстанции, от ДИНа до КГБ. Но местной знаменитостью на тройке он стал не благодаря этому, а, конечно же, благодаря своим магическим активностям. Он не только скупал у зэков души, но и исцелял больных, делал магические амулеты, заговаривал, подзаряжался энергией от растущих в локалке деревьев, а однажды даже взялся наводить порчу на замполита зоны, читая заклинания. Он на виду у всего отряда стал вбивать в его следы восковые гвозди. По слухам и свидетельствам других зэков в стройке, именно последнее и стало реальной причиной его отправки на крытую. На тройники колдун протянул целую кучу эзотерической литературы. «Искушение нечистой силой» Орлова, «Практическую магию» Папюса, сборник книг Кастанеды, всевозможные распечатки про мантры и чакры. Всем этим он охотно делился со мной, увидев во мне человека, немного знакомого со сферой его интересов. Я тогда уже год занимался йогой, да и почти все книги Кастанеды прочитал еще раньше. Он стал посвящать меня не только в тонкости своей магической профессии, но и в коммерческие планы. В них входило, выйдя на волю, собирать секту, объявив себя, естественно, пророком, посвященным или кем-то в этом роде, и учить своих адептов боевой магии. Естественно, за немалые деньги. Без обедняков предложил он мне сотрудничество, обещая баснословные прибыли при минимальных затратах. Я тактично отказался. Освоившись в своем маленьком коллективе, колдун приступил к магическим экспериментам. В хате 151 начались сеансы спиритизма. Костас нарисовал на листке бумаги магический круг с буквами алфавита, заляпал его своей кровью и, прочтя заклинание, держал над центром круга иголку, которая указывала на буквы. Таким образом, дух из открытого Костасом портала общался с ним, отвечая на вопросы. По просьбам сокамерников колдун охотно вызывал на общение души их умерших родственников, ну а в помощь себе всевозможных архангелов. Когда из соседней хаты стали жаловаться на самопроизвольно открывающиеся форточки и жесткие кошмары по ночам, колдун пообещал закрыть портал. Вскоре подошло к концу наше время на карантине. Сначала я, потом Костас поднялись на основной корпус крытой. Тут перед колдуном развернулось широкое поле для деятельности. Часть 2. Дороги. Дорога – средство общения арестантов, на языке мусоров называемая межкамерная связь. В тюрьме бывают 3 вида дорог – воздух, мокрая и кобура. Первые 2 – это когда посредством нехитрых инженерных приспособлений между камерами натягивается веревка, конь, и с его помощью через окна по воздуху или через слив канализации по мокрой зэки тягают плотно запакованные грузы или малявы. Но в Могилевской крытой основным средством общения служили кобуры – дыры в стенах, в потолке или в полу, позволяющие срабатываться с соседними камерами напрямую. Пробить кобуру в бетонной стене в условиях отсутствия маломальски подходящего металлического инструмента, само собой, занимает неимоверное количество времени и сил. Поэтому умелые зэки грамотно маскируют кобуры и делают все, чтобы менты их не спалили. Роль дорог и межкамерного общения арестантов в жизни Могилевской крытой трудно переоценить. Ежедневно в тюрьме в строго определенное время происходили 4 сработки. Любой зэк мог написать любому, найти земляка, узнать новости с зоны, расспросить за общих знакомых и так далее. Вязаные могли написать блатным с просьбой загнать в хату по необходимому чай и сигареты, разъяснить какие-то моменты, понятия или зайти и разрешить конфликтную ситуацию в камере. Несмотря на то, что тюремный режим подразумевает строгую изоляцию, блатные пользовались правом свободно заходить в любые камеры и чинить в них правосудие. Двери им открывал лично старший смены контролеров корпусной. Не меньшее значение в арестантском быту имеет и малява. Как гласит расхожее высказывание, малява – лицо арестанта. Неосторожно употребленное слово в маляве может принести в крытый целый клубок принципиально нерешаемых проблем. Подвести легкомысленного зэка под жестокое физическое наказание, оборвать карьеру блатного. Наиболее прожженные крытчики не позволяют себе в малявах даже зачеркиваний и исправлений.
Некоторые кладут в скрученную маляву ресничку, дабы адресат знал, вскрывалась ли она по дороге. Блатные практикуют такую перлюстрацию для контроля над подозрительной перепиской вязаных. Что написано пером, того не вырубишь топором. Это про малявы. Вкрытой устное и письменное слово могут как возвысить, так и, что гораздо чаще, унизить того, кто имел неосторожность выпустить их в мир. 4 раза в день зэк, стоящий на дороге, принимал свою камеру и отдавал из нее почту. Пригоршни маляв, аккуратно скрученных до размера огрызка карандаша, плотно запакованных в целлофан бумажных капсул. Так, наряду с явной жизнью камерных коллективов, протекала, струясь регулярными потоками по артериям-кобурам, потайная эпистолярная жизнь тюрьмы. Часть 3. Снежный ком. Поднявшись в камеру номер 124, колдун увлеченно занялся своим привычным ремеслом. Снимал порчу сокамерников, лечил их, подвергал сеансам гипноза, заставлял смотреть себе в глаза, обещая, что покажет им их демона и так далее. Более того, стал набирать себе учеников, не только в своей камере, но и с помощью дороги по всей Крытой, заманивая тем, что один из его учеников якобы выступал в битве экстрасенсов. Предлагал стать своим учеником и мне. Для этого надо было всего лишь навсего совершить некоторые манипуляции с моей кровью и зеркалом, ведь он же зеркальный маг. И, конечно, прочитать клятву на верность самому Костасу. Я тактично отказался. Желающих же покрытий нашлось достаточно. Колдун вел активную переписку со многими и ярко расписывал неограниченные чудодейственные свойства, коими будут наделены его ученики, став под его мудрым руководством боевыми магами. Молодые крытчики были в восторге, приносили ему клятву верности и слали с малявами плямы своей крови. Некоторое время с колдуном переписывался и я. Вроде как на тройниках же общались. Правда, вскоре в его малявах я стал чувствовать какой-то подвох. Начиная с словами «здоровенько, братишка» или «здорово, друг», все они неизменно заканчивались «Колян, загони, если не трудно», ручки, карандаши, стержни, открытки, конверты. В общем, все то, что накрыто в дефиците. И что у меня, как он знал, имелось. Пару раз, конечно, я делился, но аппетиты колдуна только росли. Маляв же без просьб материального характера не приходила вовсе. И вскоре я свернул переписку до минимума. Такая дружба была мне ни к чему. Вскоре мне довелось на 2 недели зайти в хату номер 124 и воочию увидеть жизнь колдуна в коллективе и его колдовские практики. Надо сказать, арестантская жизнь шла у него не так успешно, как магическая. Несмотря на наличие учеников, которых он привлекал своим красноречием и сказочными обещаниями, в целом в камере на 6 человек он скорее был предметом насмешек и причиной постоянных конфликтов. Неумеренная болтливость и хвастливость, постоянные косяки, то зальет водой телевизор, то ляпнет что-то невпопад в присутствии блатных, а терпит потом вся хата. Нежелание жить тюрьмой не делали Костасу авторитета. Он пытался наверстать данный ресурс с рассказами о своей всемогущей бабке, о своих неснимаемых проклятиях и о том, как однажды в Гомеле его побили 2 недоброжелателя, и оба вскоре трагически скончались. Получалось слабо. Зато заходом в камеру новых людей, меня и еще пару пацанов, вовсю проявлялась его коммерческая жилка. Раньше он донимал сокамерников разговорами о своей будущей свиноферме, которая была призвана озолотить его в считанные годы, и даже нашел для этого бизнеса партнеров прямо в хате. А теперь, разузнав о том, что у моего сокамерника, с которым мы вместе временно переселились в 124-ю, есть какая-то недвижимость в деревне, предлагал переписать ее на себя в обмен на дарование магических способностей. Почему-то решив, что я владелец дорогостоящего имущества, он предлагал мне отдать ему все и получить взамен амулет, с которым станет доступно исполнение любых желаний. Любых. Вопрос, отчего же он не сделает себе такой амулет и, например, не выйдет из тюрьмы, так и повис в воздухе. Вскоре после моего возвращения в прежнюю камеру отношения с сокамерниками у Костаса обострились, и ему пришлось переехать. Этому предшествовал заход в 124-ю камеру блатных, которые провели с колдуном профилактическую беседу.
и официально наложили ему запрет на колдовство. Но и в новой 120-й камере колдун пробыл недолго. Пытаясь показать из себя больше, чем он есть, не ужился в коллективе, и ему дали понять, что пора искать себе другую хату. Тут стоит отметить, что в крытой, как и в камерной системе в целом, частые переезды из хаты в хату крайне негативно отражаются на репутации зэка. Считается, что если не смог прийти к взаимопониманию с одним коллективом, то не сможешь и с другим. Каждая пройденная хата таким образом увеличивает негативный репутационный багаж зэка. Новым пристанищем колдуна стала камера номер 123, одна из самых больших в корпусе. Она считалась своеобразным отстойником, куда блатные отправляли сидеть тех, кто не ужился в других хатах, крытчиков с отступлениями, фуфлыжников, крыс и тому подобное, недалеких и не очень адекватных зэков, а также тех, кто не мог уделять внимания в общее, гнать блатным передачи с чаем, с сигаретами и прочим. Психологический климат в таких хатах был под стать контингенту. Напряженный, недобрый, агрессивная даже по меркам крытой среда, каждый сам за себя. Блатные, как я уже писал, устраивали периодические обходы камер, проведывая своих вязаных, подопечных или козлов, как они их презрительно называли между собой. Во время таких обходов нуждающимся хатам разносилось необходимое – чай и сигареты, доводились важные вести и нововведения, давались установки о том, как вести себя с мусорами, и, конечно, вершилось правосудие. Разрешались конфликты, с накосячивших спрашивали физически или делали строгое внушение. И, безусловно, для наглых, самоуверенных блатных такие обходы были возможностью в очередной раз возвысить себя над вязаными. Трое-четверо бродяг, развязной походкой в дорогих вольных шмотках, тогда как все были обязаны носить форменную одежду, с самодовольным видом без предупреждения заходили в камеру, прерывая его привычный ритм жизни. Тут же раздавая едкие насмешливые замечания всем, кому считали нужным. Возразить им что-то, ответить или вступить в спор никто не осмеливался. Малейшая попытка поставить себя на один уровень с блатными влекла в лучшем случае напоминание о твоем статусе, в худшем – удар по лицу. Поэтому большинство зэков бросались тут же варить чай или доставать из шкафчиков специально отложенные на случай прихода братвы конфеты и дорогие сигареты. Блатные видели, что их боятся, и это еще больше поднимало их в их собственных глазах. В один из таких обходов весной 2014-го блатные зашли в хату номер 123. Колдун тогда закусился с мусорами и отбывал свои 10 суток в подвале ШИЗО. В ходе общения блатные, тонкие психологи, быстро заприметили, в хате что-то не то. Недомолвки, запуганные перегляды, странные оттенки интонаций не ушли от их внимания. Ходившая по кругу кружка чефира не снимала напряжения. Смотрящий за тюрьмой Вова Лысый решил, что называется, пробить поляну напрямик. «У вас вообще в хате все нормально?» Да, все нормально», – торопливо закивали вязаные. Но веры им, конечно же, нет. Что-то скрывают. Понимание присутствует? Из-под-лобья, глядя в испуганные глаза, повторяет Лысый. «Все нормально, Вова, все ништяк», – кивают зэки, уже понимая, что где-то был допущен прокол. Тут встревает Мартын, один из недавно заехавших в хату. «Да, в целом нормально все, на должном, но вообще понимания в хате не хватает». «Ну, наконец-то!» – наверняка подумал в тот момент Лысый. Но Мартын не хочет пояснять, что он имеет в виду, боится. Тут же подручный Лысого, Шара, переводит Мартына в другую камеру, где тот дает весь расклад. В коллективе на 12 человек выделился наиболее наглый браконьер, золосудник с 25 годами срока. Хата и раньше жила, разбившись на враждующие группки, но он нарушил и это шаткое равновесие. Собрав вокруг себя небольшую кучку похожих на себя, он стал отстаивать свои интересы кулаками и ногами, избивая сокамерников под разным поводом. То много хлеба съел, то выразился не так. До блатных эти случаи не доносились.
То ли по общей договоренности, то ли из-за страха перед браконьером. Хотя, согласно всем постановам братвы, о подобном должно было сообщаться немедленно. Так они и жили, дерясь за пайку и боясь того, у кого кулак больше. Понятное дело, такое положение дел для блатных было неприемлемо. В воровской системе, так же как и в государственной, монополия власти на насилие является принципиальным моментом. Согласно понятиям, блатные могут бить вязаных, а вязаные друг друга нет. Шара возвращается в 123-ю, Лысый оттуда и не уходил. Браконьера бьют и выкидывают из хаты на продол. На следующий день расследование продолжается. Колдуна дергают из ШИЗО в камеру на первом этаже. Дают чаю, угощают шоколадом. Невзначай Лысый интересуется, как они жили в 123-й хате. «Нормально жили, все, класс», — отвечает, не чуя подвоха колдун. «Точно все нормально?» — уточняет Лысый. «А может, были проблемы какие?» «Да не, Вова, не было проблем, все как обычно», — продолжает колдун топить сам себя. Но в Киче физический спрос запрещен понятиями. После окончания срока в ШИЗО блатные дают колдуну еще пару дней на раскумарку. И вновь, придя в 123-ю, бьют по лицу с формулировкой «за обман братвы». Тут бы ему и успокоиться, но, видимо, напрочь уверовав в то, что высшие силы ему покровительствуют, колдун продолжает свою игру и пишет маляву бывшему сокамернику Мартыну. Тот уже в другой хате. «Почему ты дал блатным весь расклад? Зачем слил браконьера? Ведь была договоренность молчать». Мартын не растерялся. Получив маляву, и из всех вариантов выбрал самый беспроигрышный, аккуратненько завернул ее и выслал блатным. Лысый со своими приближенными долго и усердно втаптывали колдуна в дощатый пол 123-й камеры, выбили ему 2 зуба и заставили съесть злополучную маляву. Вышеупомянутый Шара так старался, лупивший вдвое меньше по размерам колдуна, что порвал в процессе кроссовок. Впрочем, впоследствии Костас, замаливая свои грехи перед братвой, загнал Шаре в передачу пару новой обуви. То есть, конечно, сказал своим родителям, и они загнали. Освободился Костас Саркисян в мае 2015-го, и, насколько знаю, до самого освобождения больше не колдовал. Эпилог. С младенчества и до самой смерти все доброе, гармоничное и правдивое, что есть вокруг нас, диктуют нам простые и доступные правила человеческого общежития. Не лги, не возжелай чужого, не хитри, не используй других людей как инструменты. В общем, обращайся с другими так, как хочешь, чтобы обращались с тобой. Об этом же твердят буквально все мировые религии. Каждый из нас в большей или меньшей степени нарушает эти правила. Необходимость выживать среди несовершенных людей заставляет идти на компромиссы с совестью. Однако, если обман и своекорыстие становятся центральной осью, вокруг которой вращается вся твоя жизнедеятельность, раньше или позже ты неизбежно запутаешься в тенетах собственной лжи и придешь к очень несчастному концу. Не в мифологическом аду, а здесь, в этой жизни. И тот снежный ком, который на тебя обрушится, зачастую будет внешне никак не связан с твоими собственными поступками. «Пути Господни неисповедимы», скажет по этому поводу христианин. «Да это просто не фартануло, ёпт», скажет недалекий злодей. Но когда-нибудь, я уверен, ученые найдут объяснение тому, почему наши поступки и даже намерения, сделав непостижимый круг по ниточкам социальных связей, непринужденно оттолкнувшись от поступков и намерений других людей, возвращаются к нам с утроенной силой, милыми подарками судьбы, если изначально были добрыми, или жестокими ее карами, если изначально несли мстительность, злобу и своекорыстие. А еще, думаю, они объяснят, почему в обычной жизни цикл этого круга может занимать десятилетия, а в некоторых поистине заколдованных местах он вершится с ошеломительной скоростью. Я нашел колдуна ВКонтакте через год с небольшим после освобождения. На аватарке загадочная картинка с магом в стиле фэнтези. В статусе «За деньги не колдую, учеников выбираю сам». Написал ему: «Здорово, братишка». Пишет в ответ: «Как ты? Как здоровье, друг?» Льстивые эпитеты сыпались один за другим.
А где ты живешь? А вот мой телефон, давай созвонимся. Общительность просто зашкаливала. Поговорили о крытой, об общих знакомых, о той истории. С его слов блатные спросили с него тогда не за обман, а за колдовство против тюремного замполита, заместителя начальника по воспитательной части, когда тот выписал ему сутки ШИЗО. В подвале Кичи колдун протянул к нему руку со словами: «Будь ты проклят проклятием сатаны! Пусть все твои дети рождаются мертвыми!» Замполит Владимирович немедленно побежал жаловаться блатным, и те били Костаса со словами: «Будешь еще колдовать?» Впрочем, вскоре маг перевел беседу на более прагматичные рельсы и поведал мне, что сейчас живет в Москве и хочет основать фирму по снятию всех грехов с душ. Полное обезгрешивание одной души будет стоить 20 тысяч евро. Зато эффект просто ошеломительный. На душе ни одного греха, она становится чистой, как слезинка младенца. Но Москва – лишь стартовая точка бизнес-плана. Планируются филиалы по странам СНГ. Сам же Костас будет сидеть в Европе и грести бабки, а работать будут его ученики, боевые маги. Все, кто примет участие с самого начала, максимум в течение года станут миллионерами в долларовой деноминации. Позже писал он мне. Для запуска своего проекта Костасу не хватало одной лишь мелочи – стартового капитала. Сам маг работал сторожем, жил у родственников. Что-то около $5000. На мой недоуменный вопрос, чем же я могу ему помочь, когда живу на стипендию и журналистскую подработку, он ответил мне удивленно. «Ну, вас же там ваши политологи спонсировали». Мои попытки доказать, что политологи не спонсируют анархистов, он выслушал с густым недоверием во взгляде и еще раз настойчиво посоветовал мне подумать и вложиться в его предприятие, чтобы стать миллионером максимум в течение года. Я тактично отказался. ЦИП ГУВД Мингорисполкома. 30.03.2017, 07.04.2017. Жизнь прекрасна. Очередные 10 суток ШИЗО в Шкловской колонии номер 17. На этот раз мне повезло. Я в хате не один, нас аж трое. Так и теплее, поскольку батареи почти не греют, и веселее, есть с кем провести время. Один мой сосед – молодой хлопец с 1 годом срока. Ему освобождаться через 5 дней. Второй – Саня, по прозвищу Летчик. Седые волосы, хотя самому еще нет 40 лет. Усталый голос, вид старого волка. Сидит уже 13 лет, а впереди еще 7. Бытовое убийство. За те 10 суток, что мы провели вместе, я услышал от него много интересного. Как он до посадки успел послужить в армии. Его служба как раз пришлась на период распада Совка. Как в начале своего срока блатовал на Орше и К8, где был свидетелем черного хода, блатных разборок прямо в зоне, чуть ли не свободного пользования мобилами, ментов, готовых за деньги принести любую наркоту. Он помнил, как раньше сидели зэки в ШИЗО по принципу «день летний, день не летний». То есть один день кормили горячим пайком, а второй – куском хлеба и чашкой кипятка. И многое-многое другое. Но не эти истории, а философия жизни летчика врезалась мне в память. Как-то я немного приуныл. Не помню уже повода, то ли после очередной бессонной ночи, то ли после очередного мусорского выкрутаса, но раздражительность, которая накапливалась во мне много дней, вырвалась в итоге наружу, потоком бесконтрольной брани на учреждения, на ментов и вообще на все наше текущее состояние. Летчик слушал, потом согласился. Да, базара нет, зона здесь петушок, то ли дело на 8. Бывает с утра, пока все спят, выйду в локалку, сяду на скамеечку с чаем. Солнышко светит, птички поют, настроение заебись. А ты не переживай, скоро выйдешь, обратно в ПКТ заваришь чайку. Да и срока у тебя понты, не гони. Он помолчал, посмотрел на меня своими усталыми, немного безумными глазами и добавил: «Жизнь прекрасна, даже здесь». Жизнь прекрасна, даже здесь.
Эта фраза в моей голове одновременно ударила молотом и зазвенела колоколом, вызвав невидимый взрыв в нейронных сетях. Я замолчал. С каждой минутой ее смысл доходил до меня все больше. Представьте себе, душная, мрачная бетонная коробка, в которой ночью отжимаешься и приседаешь, чтобы согреться и поспать, и в которой сидишь столько, сколько захочет начальник зоны. За пределами коробки лагерь с агрессивным, в большинстве коварным и покорным населением. Люди, к которым не стоит поворачиваться спиной. А к ним в придачу привыкшие к безнаказанности менты с садистскими наклонностями, которые не видят в тебе человека. Нет прав, нет воли, нет жены, которая бы приезжала на свидание, нет благополучия и простых человеческих радостей. И так уже 13 лет, а впереди еще 7. Но жизнь прекрасна, даже здесь. Эта сила воли и жажда жизни поразили меня и вселили огромное уважение к этому человеку. Сколько жизненных сил, стремления к свободе и силы духа надо иметь, чтобы так рассуждать в его состоянии. И как нелепо после этого сетовать на свою судьбу большинству из тех, кто считает, что в жизни у них проблемы. Уже потом, когда после семнашки меня встречала крытая со своими блатными авторитетами, когда цензоры и опера кипами выбрасывали мои письма, изолируя от внешнего мира, когда в Жодино вертухаи ставили к стенке, били по ногам и заковывали в наручники за то, что политический, когда в той же крытой по 20 суток не вылезал из ШИЗО, когда за 5 дней до освобождения добавили еще год срока, когда в горках лишали свиданий с родными и адвокатом, каждый раз, рано или поздно, когда мне очень хотелось расстроиться, загрустить и пожалеть себя, перед глазами всплывало лицо летчика и его слова «Жизнь прекрасна, даже здесь». Январь 2016. Открытое письмо. В любой тюрьме усилия ее сотрудников направлены на то, чтобы не дать заключенному бороться за свои права. Огромную роль в этом играет, кроме физической угрозы, изоляция от социума и источников информации. В середине ноября 2014 года, сидя в одиночной камере Могилевской крытой, я узнал о возбуждении против меня нового уголовного дела по статье 411 УК РБ, что означало, что мое скорое освобождение откладывается еще на год. Повлиять на этот факт я был не в состоянии, разве что убить себя, чтобы не было кого судить. Единственным доступным средством борьбы остается лист бумаги и ручка. Я должен был, насколько это возможно, привлечь внимание общественности, в том числе международной, к наличию этой статьи и практики ее применения против политзаключенных и простых уголовных заключенных, борющихся за свои права. Так родилась идея написать открытое письмо в СМИ. Но написать даже не половина дела, а 1/10 ее часть. Как переправить его на свободу? Тюремные администрации редко выпускают даже официальные жалобы в ДИН, не говоря уже о разгромных письмах в прессу. Я должен был пойти на хитрость, раскрывать которую здесь не стоит. Скажу только, что результатом ее стали усиленные шмоны при выходе к адвокату, а также угрозы перевести меня в худшую камеру. Но это меня уже мало волновало. Свое дело я сделал. Написанное в марте 2015 года письмо уже в апреле, благодаря моим родителям и соратникам, было переведено на русский и английский языки. Передано представителям Евросоюза в Беларуси, дипломатам из американского посольства, опубликовано в газете «Народная воля» и во множестве других белорусских интернет-СМИ. Здравствуйте, меня зовут Николай Дедок. Я обращаюсь с этим письмом ко всем, для кого слова «справедливость», «гуманизм» и «человеческое достоинство» не пустой звук. 26 февраля этого года я был осужден по части 1 статьи 411 Уголовного кодекса на 1 год лишения свободы. Название этой статьи – «Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения». Приговор мне вынесен в тюрьме за 5 дней до окончания моего предыдущего срока – 4,5 лет заключения. Отмечу также, что мне назначено максимальное наказание по этой статье – 1 год из возможного 1 года.
В 2012 по этой же статье был осужден уже вышедший на свободу политический заключенный Дмитрий Дашкевич. В чем же состояло мое преступление? В 16 дисциплинарных нарушений за без малого 2 года пребывания в тюрьме номер 4, в частности, ношение спортивного костюма, переговоры с соседними камерами, хождение по камере после 22 часов. Немаловажно то, что за каждое из этих 16 нарушений я уже был наказан в дисциплинарном порядке, получив выговор или от 5 до 10 суток ШИЗО, штрафного изолятора. Отсидев в штрафном изоляторе только в этой тюрьме 60 суток. В Конституции, Уголовном и Уголовно-исполнительном кодексах Республики Беларусь декларируется множество хороших принципов и прав, но они мало чего стоят, пока в Беларуси действует статья 411 УК, которая позволяет отправить человека в колонию на 1 год или на 2 по части 2 данной статьи за ношение или неношение предмета одежды, за разговор с соседом по камере. Есть ли такая чудовищная и абсурдная правовая норма еще где-нибудь в мире? Изначально статья 411 вводилась в УК для борьбы с криминальными авторитетами в местах лишения свободы и криминальными понятиями, перешедшими в Белоруссии в наследство от уголовного сообщества времен СССР. Однако сегодня криминальные понятия практически повсеместно побеждены властью, а статья осталась и все активнее применяется к политическим заключенным и другим заключенным, которые хоть как-то борются за свои права. Уже сама формулировка статьи открывает величайшее пространство для морального насилия и унижения человеческого достоинства. Пример. Тюремный контролер, надсмотрщик, плюет на асфальт и дает осужденному в руки швабру «убирай». Тот отказывается «не буду». 4 таких отказов достаточно для возбуждения уголовного дела. Этот случай мне рассказал один из осужденных, и даже если он немного раздут или преувеличен, все в нем происходит в рамках закона, и это самое страшное. В полном соответствии с законом заключенного можно посадить за 4 отказа выполнять унизительную просьбу. И мне неизвестно ни единого случая оправдания судом по статье 411 УК. Вообще, нарушения прав человека и издевательства в белорусских тюрьмах достигли такого размаха, что стали системой и привычкой. О них можно писать не письмо, а книгу. Но в этом письме я не могу охватить все и сосредоточусь только на статье 411 УК. Такое раздолье для произвола администрации тюрем и колоний создают написанные в МВД правила внутреннего распорядка, ПВР, который обязан выполнять каждый заключенный. Однако осужденных не знакомят с ПВР полностью, только частично, мотивируя это тем, что ПВР для служебного пользования, что не мешает администрации требовать их выполнения от осужденных. Сами ПВР составлены таким образом, чтобы наказать можно было любого осужденного в любой момент за такие вещи, как небритость, грязная одежда или обувь, незастегнутая пуговица на воротнике, за то, что неправильно поздоровался или не поздоровался с представителем администрации, не встал в его присутствии и за многое другое. Нередко акты о нарушениях просто фальсифицируются, и попробуй потом докажи, что твоя обувь на самом деле блестела. За подобные нарушения продолжают попадать в ШИЗО, ПКТ, помещение камерного типа, лишаться свиданий с родными белорусские политические заключенные Игорь Оленевич, Николай Статькевич, Артем Прокопенко, Евгений Васькович. Причем строгого соблюдения ПВР требуют исключительно от тех, кто как-то выделяется, от политических заключенных и от тех, кто смеет говорить начальству о своих правах. Остальные живут более-менее спокойно, пока молчат. Сколько раз я наблюдал применение статьи 411 УК, и всегда оно было местью осужденному за несгибаемую волю, за отстаивание своих прав, и никогда чем-то иным. В официальных изданиях чиновники исправительной, хотя правильнее писать карательной системы, постоянно повторяют, что взяли лучшее от советской исправительной системы. Это действительно так. Если лучшим считать тотальное пренебрежение личностью, безжалостное подавление свободы осужденных, содействие разделению их на касты и роли, использование страха как единственного метода управления.
При этом президент Беларуси любит повторять, что Беларусь– центр Европы. Однако, почему этот центр грубо игнорирует взятые на себя международные обязательства? Хотя бы Декларацию прав человека, которая гарантирует человеку уважение его человеческого достоинства, право на гуманное отношение к нему и справедливый суд. В Белоруссии осужденный бесправное и зависимое существо, чью судьбу полностью удерживают в своих руках чиновники исправительного учреждения ИДИН, Департамент исполнения наказаний МВД. Захотят – посадят в СИЗО, ПКТ, на тюремный режим, захотят – снизят статус осужденного до того, что он перестанет существовать для других как личность. Для этих дел есть лояльные администрации заключенные, которые выполняют любой приказ. Захотят – добавят срок наказания. Это чувство отчаяния и бесправия трудно передать, его нужно пережить самому. Конечно, мне очень хотелось бы кричать на весь мир о несправедливости, которую совершила и совершает со мной карательная система. Но еще больше я хочу стать последним осужденным по статье 411 УК. Поэтому обращаюсь к международным и белорусским правозащитным структурам, ко всем заинтересованным в соблюдении прав человека международным организациям и всем неравнодушным людям Белоруссии с призывом сделать все возможное для отмены статьи 411 УК. Да, белорусское общество атомизировано, сковано страхом и конформизмом. Отдельные группы в нем с трудом отстаивают свои экономические права, а те, кто пытается отстаивать политические права, подвергаются бесконечным репрессиям. Но я убежден, что белорусы одумаются и поймут, тот, кто променял свою свободу на безопасность, не заслуживает ни первого, ни второго. Коллективная воля людей может заставить государственную машину прислушаться к голосу разума и начать выполнять свои международные обязательства. Безусловно, внимание всего мира и в первую очередь в Европы сегодня приковано к Украине, где люди гибнут десятками и сотнями, и по сравнению с этим кажется, что страдания каких-то 5 политических заключенных в относительно стабильной и, главное, мирной Белоруссии не так уж и значительны, чтобы кричать о них на весь мир. Но вспомним, что и события в Украине начались во многом из-за отсутствия у авторитарной власти уважения к человеческому достоинству, из-за попыток навязать обществу жизнь в страхе и антидемократическую систему ценностей. Тоже мы наблюдаем и в Беларуси, разве нет? Поэтому я обращаюсь со своим призывом ко всем, у кого есть силы и возможности повлиять на статус-кво, с надеждой на то, что все, что происходит со мной, больше не произойдет ни с кем в Беларуси. Николай Дедок, тюрьма номер 4, март 2015 года. Крайняя мера. А что это за порезы у тебя на руках? Хотел покончить жизнь самоубийством? Спрашивают меня время от времени. Многие не понимают, зачем, сидя в тюрьме, калечить себя, и какой в этом может быть смысл. В тюремном этикете есть понятие «крайние меры». К ним относятся голодовка и членовредительство. Согласно неформальным тюремным правилам, крайние меры применяются в 3 случаях: угроза жизни, угроза здоровью и угроза личному достоинству. Логика таких действий проста. Ставя свою жизнь под угрозу, арестант вынуждает администрацию госпитализировать себя и тем самым временно избегает критической для себя ситуации. Ведь за умершего зэка начальство может вздрючить вертухая или другого сотрудника, дать выговор, лишить премии, иногда даже уволить. Именно угроза здоровью и довела меня в 2015 году до крайних мер. Отношения с администрацией ВК-9 Горки, куда меня привезли после осуждения по статье 411 и докинутого года срока, не сложились с самого начала, что неудивительно. Не затем меня туда привезли, чтобы я спокойно отбывал срок. Среди зэков Горки считаются пресс-колонией, где осужденных, которые выделяются из общей массы политических, неуправляемых криминальных авторитетов, любителей пожаловаться на условия содержания, прессуют особенно жестко. Не успел я приехать в колонию, как начались придирки. Рано лег в постель за 30 минут до отбоя, отказался от уборки туалета, то есть не стал делать петушиную работу.
не так поздоровался и так далее. 10 суток ШИЗО, только и слышал я от начальника колонии. Но и в ШИЗО все было, мягко говоря, не так гладко. Первый срок я сидел с другими ребятами в камере, и уже там меня поразили равнодушие и цинизм администрации в отношении всего, что касается нужд арестантов. Я думал, что после 4,5 лет тюрьмы меня уже ничем нельзя удивить. Оказалось, можно. Например, после первых 10 суток ШИЗО дежурный офицер вывел меня не тогда, когда у меня закончился срок, около 19:00, а почти на 3 часа позже. Сколько сидел в ШИЗО в других учреждениях, нигде такого не было. На мои замечания контролеру о том, что у меня срок ШИЗО уже закончился, никакой реакции. Таким образом, я должен был дойти до отряда, побриться, умыться, так как ничего это сделать в ШИЗО толком нельзя, и успеть все это до отбоя, который в 22:00. Если бы я не успел, на меня бы с утра обязательно составили акт за то, что я не брит. Не говоря уже о том, что не очень приятно ложиться спать, не умывшись. Но я решила, что чистота важнее режима, и из-за того, что приводил себя в порядок, пошел спать немного позже, чем в 22:00. Чего и ждали контролеры, которые через 5 минут после отбоя пришли в отряд и составили на меня бумагу за невыполнение команды «Отбой». Вот вам и нарушение, за которое снова можно выписать новый срок в ШИЗО. Такая наглость меня разъярила. Мало того, что продержали в изоляторе на 3 часа больше, чем должны были, так еще и из-под тишка толкнули на нарушение. Другой неприятный случай касался горковских медиков. Согласно закону, в ШИЗО дважды в день врач должен делать обход, выяснять, все ли хорошо себя чувствуют. В ШИЗО ИК-9 врач делал 1 обход в день, и то, кроме воскресенья. В субботу, сидя в ШИЗО, я простыл и на следующий день начал звать врача, чтобы он хоть как-то помог, поскольку в том, чтобы температурить и кашлять на дощатом полу в легкой робе, приятного мало. На все мои просьбы у контролера был один ответ: врача нет, сегодня воскресенье. Да и зэки подтверждали, по воскресеньям врач не ходит. Но я знал, что это ложь. В каждой колонии в любой день недели и в любое время есть дежурный врач. Просто по скотскому обычаю этого учреждения ему лень вылезать из своего кабинета в санчасти и идти целых 500 метров только ради того, чтобы принести таблетки такому-то там зэку. Авось до завтра не сдохнет. Но даже все это недостаточная причина для применения крайних мер. Повод появился после того, как меня посадили в ШИЗО за отказ от работы. На этот раз посадили одного и в довольно специфичную хату. Она находилась в метре от дежурки контролера, якобы для лучшего контроля. Но главным было не это, а то, что хата была угловая, находилась на углу барака. Казалось бы, какая разница, камера и камера. Но постоянный посетитель ШИЗО хорошо знает, в чем разница. Знают это и менты. Дело в том, что угловые камеры самые сырые и холодные. В них холодно даже летом, не говоря уже о зиме. Когда тогда, 19 мая, меня отвели в камеру номер 16, я сразу закрыл окно, надеясь, что к ночи надышу на более-менее приемлемую температуру. Но эти надежды не оправдались. Дальше началась самая тяжелая ночь в моей жизни. Когда пришел отбой, и я прилег на пол, то обнаружил, что он никакой не дощатый. Он был настолько холодным и жестким, что мне сначала показалось, что это бетон. Но, расколупав ее в одном месте, я понял, что она из ДСП, что в свою очередь тоже нарушение закона, так как, согласно регламенту, все полы в ШИЗО и ПКТ должны быть дощатыми. Первый раунд сна длился у меня минут 30, и он уже был самым длинным. Далее у меня не получалось поспать больше 15 минут. Не давало всепроникающее ощущение холода. В эту ночь я понял, насколько въедливым и беспощадным он может быть. Отбирая одну за другой доли градусов тепла от вашего тела, он заставляет разум не думать больше ни о чем, кроме как о том, как согреться. Навязчивая мысль стучит в голове, как дятел, который никогда не закончит свою работу. Ощущается вечно голодным хищником, которого тебе нечем накормить. Холодно, очень холодно. Холодно рукам, холодно ногам, холодно спине, холодно носу и ушам. Заправленные в носки брюки и заправленная в брюки роба уже давно не помогают.
Где-то в середине ночи перестали помогать и традиционные согревалки, отжимания и приседания. У организма уже не было в запасе свободных калорий, чтобы переработать их в тепло. Мало, мало того, после нескольких сотен отжиманий и приседаний не оставалось уже и сил, чтобы делать их дальше. Ситуация становилась безвыходной. Ближе к утру, как мне казалось, ведь часов, конечно, не было, начались своеобразные сонные галлюцинации. Мне снилось, что я сплю у себя дома под огромным теплым одеялом. Мне очень хорошо и комфортно, приятно и легко. В голове пролетает мысль: и чего это я беспокоился, прыгал, отжимался и приседал, когда мне так хорошо спится? И тут мозг дает команду на пробуждение. Открываю глаза, и по всему телу проходит тяжелая и болезненная дрожь. Я наконец понимаю, где я, и что опять надо вставать и пытаться выдавить из себя какие-то активные движения, чтобы повысить температуру тела, и поспать еще хотя бы несколько минут. Атмосферу и общее впечатление дополнял яркий электрический свет сразу двух лампочек из-под потолка. Свет в ШИЗО на ночь не выключали, и я чувствовала себя в какой-то смеси сумасшедшего дома и пыточной. Наконец, пришло утро. Поев, я надеялся поспать, чтобы хоть как-то отбить часы, которые не добрал за ночь, и провести себя в норму. Контролер, конечно, написал на меня акт на это, за который мне потом добавили еще несколько суток. Но мне было уже все равно. После утренней проверки я прилег на пол и понял, что я наивно ошибался. Даже дневная температура в камере не позволяла нормально спать. Получается, спать нельзя ни днем, ни ночью. Я вспомнил мучительную ночь и понял, что у меня впереди еще минимум 9 таких ночей. А скорее всего больше, так как бесспорно начальник зоны накинет еще. И тогда я понял, надо что-то делать. Дальше в течение всего дня я требовал у ДПНК, который время от времени приходил в ШИЗО, перевода в другую камеру. Аргументы. Температура в ней ниже, чем должна быть согласно законодательству, а пол ДСПшный, хотя должен быть дощатый. Но тоже не по закону. Он слушал мои просьбы и бросал безразличное «разберемся». Или я уточню. Ситуация не сдвигалась с места. Я тем временем понимал, что еще 9 таких ночей, и выйти из СИЗО можно будет с целым букетом заболеваний в дополнение к имеющимся. Надо соскакивать любыми средствами. Я подготовил мойку, которую принес с собой в ШИЗО, несмотря на шмон, спасибо советам бывалых арестантов, и начал составлять план. Первоначально он был такой. Сразу после вечерней проверки вскрываю вены на обеих руках и живот. Главным моментом здесь было вскрыться как следует, а не просто поцарапаться. Насмотрелся я на таких, которые вскрывались, чуть поцарапав руки. Менты над ними только смеялись. Перебинтуют прямо в камере и даже не спросят, чего хотел. Чтобы больше не мерзнуть в этой хате, надо резаться всерьез. Но в то же время и не переборщить, так как, порезавшись слишком сильно, можно замерзнуть уже навсегда. Решил так. Сначала добираюсь до вен на руках, делаю точечные надрезы. Кровь аккуратно сцеживаю в свою полулитровую кружку. Набираю полную. Человек может выжить, потеряв до половины крови, а во мне около 5 литров. После чего выливаю ее под дверь камеры. Сразу после проверки. Там будет ДПНК и контролер. Заметят, никуда не денутся. А после вскрываю живот. 2 пальца ниже пупка, так учили. Желательно до брюшной полости. Тут уж как болевой порог позволит. В 100-й раз, попросив перевести меня в другую камеру, я понял, что делать этого они не будут, и что нужно переходить к действиям. Планы с самого начала спутал неожиданный сдвиг в ходе проверки, в результате чего я решил не ждать и начал вскрываться раньше. Спрятался за броню, перегородка между туалетом и остальной хатой, чтобы меня не было видно из глазка. Перекрестился, взял мойку и нанес первый порез по левой руке. Было ли страшно? Конечно, да. Но я понимал, что и зачем делаю. Вопреки ожиданиям, кровь не пошла фонтанчиком. Вместо этого выступила парой капель, которые потом слились в слабенький ручеек. Я накапал в чашку совсем немного. Тогда начал наносить по руке уже не просто порезы, а порезы-удары, чтобы тоненькое лезвие мойки вошло как можно глубже. Пару раз бил лезвием дважды в один и тот же порез, чтобы его расширить. Некоторые порезы получились довольно удачными.
добрые полсантиметра в глубину и сантиметр в ширину. Но крови по-прежнему было очень мало. Может, от волнения она отошла от периферии тела внутрь? Говорят, есть такой биологический механизм приспособления к опасности. Тут около моей хаты начали топтаться легавые. Проверка. Я спрятал руки за спину, выскочил из-за брони и встал на вытяжку, а-ля послушный зэк. Теперь главное, чтобы они ничего не заметили. Еще рано. «Добрый вечер», — говорит ДПНК. «Добрый вечер. Дедок, все в порядке?» «Точно все нормально?» В глазах мусора отражается недоверие. «Точно», — улыбаюсь. Мусор подозрительно осматривает камеру. «А чего не по форме одежды?» Пока они заходили, я не успел надеть клифт. Стоял в майке. «Да не успел одеть! Вы так быстро зашли!» Снова улыбаюсь, а сам думаю, господи, только бы капли на полу не заметили. Наконец двери закрываются, и я внутри себя смеюсь с того, как я их провел. Лошара. Но тут меня подвела бдительность контролера. Я сразу полез за броню, а контролер, видимо, интуитивно почувствовал что-то неладное и продолжил смотреть в глазок, вместо того, чтобы идти к следующей хате. И, очевидно, увидел то ли кровь, то ли мою руку, которая высовывалась из-за брони. Крик за дверью. «Он режется!» Считанные секунды мент открывает замок. Я понимаю, что времени нет. Перекладываю мойку в другую руку и быстро, сколько есть сил, полосую себя уже по правой. Мент начал открывать второй замок от решетки. Как хорошо, что он винтовой. Это дает мне еще пару секунд. Я припускаю резинку штанов и максимально возможным давлением провожу себе мойкой по животу. Успеваю сделать так 3 раза. И легавые врываются в камеру. Скидываю мойку в умывальник. Да так удачно, что она сразу попадает в слив. ДПНК и контролер стоят, смотрят. С обеих рук из живота у меня течет кровь. Они достают наручники и заковывают мне руки. Ведут в прогулочный дворик. В то время там как раз идет прогулка. Я сижу в состоянии легкого шока. Теперь главное, чтобы выполнили требования. Но жалею, что все произошло не так, как я запланировал. Ну да ладно, что ж тут поделаешь. Как получилось, так получилось. Проходит минут 10. Разговоры заключенных перекидываются с одного дворика в другой. «Слушай, а что там за кипиш? Чего менты суетятся?» «А, это дедок вскрылся». «Кто?» «Дедок». «А кто это?» «Политический». «Это я, дедок». Вступаю в разговор. «Так, а чего ты вскрылся?» Разговорились с парнями. Объяснил им свое общее положение в этой колонии. Послушал их советы. Тут в мой дворик заходит тройка. Начальник оперативного отдела, начальник режимного отдела и начальник медицинской части. Режимник просит раздеться. Меня начинает шмонать. Всех интересует только один вопрос. Как я пронес мойку? Конечно, я им этого не говорю. После того, как они прощупали все, вплоть до резинки на моих трусах, посмотрели на мои пятки, вдруг там что-то приклеено. Чтобы убедиться, что больше моек у меня нет, и только потом задали вопрос, в чем причина моего поступка. И меня прорвало. В эмоциональной форме пересказал им, что с выполнением КГБшных приказов они явно перестарались, и озвучил свои требования перевести меня в другую камеру. Они послушали. Опер попросил всех выйти и скомандовал снять с меня наручники. Мы остались с ним наедине. Дверь дворика закрылась, и он раздраженно спрашивает меня, «Чего ты хочешь?» По своей оперской природе он не верит, что мои требования такие, которые я озвучил. Думает, что держу на уме что-то другое. Такой вопрос сначала меня немного смущает. Чего я хочу, я вам не скажу, потому что вы тогда сделаете все, чтобы я этого не получил, был мой ответ. Не видел смысла у него еще что-то просить. Все равно хороших условий содержания мне в этой зоне не дождаться. Выслушал от опера многословные полунамеки, типа «Разве ты не понимаешь, кто ты?» Мол, будем тебя прессовать в любом случае. Есть определенные правила игры. Что он хотел этим сказать, я до сих пор не понял. А также попытки убедить меня жить по их правилам. Опер сказал, что у них даже бывший вор в законе Галей, уважаемый человек, ходит на промзону и работает. Твердого обещания перевести меня в другую хату я от него так и не услышал. Наконец меня повели к врачу.
Отодрали от рук и от живота ткань одежды, которая уже почти присохла, а потом советовались, зашивать порезы или достаточно будет перебинтовать. Решили перебинтовать. Так происшествие можно будет квалифицировать как легкий инцидент. А если бы меня зашивали, это говорило бы о том, что раны серьезные. Это было невыгодно местному начальству, которое, как я потом узнал, докладывало о ситуации на самый верх, министру МВД. После перевязки меня перевели в хату. Ту же самую. И тут я сделал еще одну ошибку. Вместо того, чтобы всеми силами упираться и не идти туда, я поверил ДПНК, который сказал, что вопрос о моем переводе в другую камеру решается. Камера была перевернута вверх дном. Весь мой небогатый скарб перетряхнули, вывернули мусорное ведро просто на пол, искали мойку. Было около 19 часов вечера. Примерно каждые полчаса я начинал молотить в дверь и спрашивать, почему меня не переводят. Меня кормили обещаниями, что вот-вот. Но когда начал наступать отбой, я понял, что меня обманули. Решили пойти на принцип, мол, он к нам с ультиматумом, тогда и мы не уступим. На такой случай у меня был план «Б». В 16-й камере до меня сидел бывший вор в законе Дима Галей, которого, чтобы посадить в белорусскую тюрьму, экстрадировали из Швеции. МВД хотело от него чего-то о своих криминальных играх. Как результат, камера была забита разными вещами, которых обычно в ШИЗО не бывает. Одну из них я заметил с самого начала. Около уборной стояла какая-то изогнутая палка непонятного происхождения и назначения. Скорее всего, для того, чтобы срабатываться через канализацию между камерами. Я взял тряпку и закрыл глазок на двери, чтобы контролер не видел, что я делаю. Взял палку и просунул ее в решетку, которая окружала лампочку под потолком. С ее помощью я надеялся разбить лампочку, осколком стекла вскрыться во второй раз и порезать ноги. Там больше вен, и они находятся куда более плотно. На этот раз точно переведут в больничку, никуда не денутся. После нескольких ударов лампочка начала раскачиваться. Она висела на проводе, но биться не спешила. Удар о решетку, другой, она звенит, но по-прежнему не бьется. Размахнуться палкой тоже не получится. Она ограничена квадратом стальных прутьев, в которые я ее продвинул. Прибегает ДПНК и с криком «Баян качает! Открывай двери!» приказывает контролеру открыть дверь. Офицеры и два контролера влетают в камеру и быстро понимают, что я задумал. Хватают меня за руки и ставят к стенке. От злости на их обман и на то, что мой план снова не удался, я уже плохо себя контролирую. Начинаю кричать на них и грозить всеми смертными карами. ДПНК командует: «Доставай наручники!» Достают наручники и пытаются меня скрутить. Я сопротивляюсь как могу, но их трое. Буквально вбивает мои руки в наручники. В ходе борьбы все свежие перевязки сорвались. Снова пошла кровь. ДПНК хочет пристегнуть меня наручниками к металлической табуретке. Острых предметов в камере нет, но даже если бы и были, я понимаю, что пристегнутые наручниками я до них не дотянусь. Поэтому вынужден пообещать ему не вскрываться. Легавые уходят, оставляя меня в камере в наручниках. Проигран бой, но не война. Через полчаса приходит врач и перевязывает меня по новой. Отбой прошел, и я ложусь спать, как есть, закованный. Через какое-то время менты заходят и снимают браслеты. В ту ночь я снова спал очень тяжело. Кроме холода напоминала о себе боль. Да и с порезанными руками не особо поотжимаешься. Но природа сделала мне подарок. Уже на следующий день на улице значительно потеплело. И остальной свой срок в ШИЗО я провел более-менее сносно. А через пару недель мне поставили еще один профилактический учет. Кроме профучета, по категории склонен к захвату заложников, я стал склонен к суициду. Чушь, конечно. Если бы хотел убить себя, то резал бы вены вдоль, а не поперек. На следующий день история получила продолжение. В ШИЗО закрыли смотрящего за зоной и его помощника. А по всему бараку ШИЗО ПКТ провели капитальный шмон, выкидывая нехитрые запрещенные предметы арестантов: таблетки, журналы, лишнюю одежду, нитки, канатики и подобное. При этом не забывай напоминать, это из-за того, что политически вскрылся. Таким нехитрым способом менты натравили на меня других зэков.
Какая во всем этом мораль? Мораль здесь только одна. Если идешь в ШИЗО, бери с собой 2 мойки. Освобождение. Всем политузникам прогрессивных убеждений, вчерашнем, сегодняшнем и будущем, с верой в то, что все тюрьмы будут уничтожены, посвящается. Обычный вечер на улице Добролюбова, 16, в городе Горки, 19-я камера ПКТ, исправительная колония номер 9, август. Ужин прошел, вечерняя проверка тоже. В режимном учреждении весь организм начинает жить по режиму. Хотеть есть, спать, пить и ходить в туалет по расписанию. Вот и мы с Гриней, мой сокамерник, на своих 5 квадратных метрах подготовились пройти традиционный ритуал – вечернее чаепитие. Чаю и сладостей хватает. Неделю назад была отоварка. Мы подготовились, запасая ништяки, и предвкушали, как это все рубанем завтра, в мой день рождения. В 4 бетонных стенах в полном однообразии радости не так много. И кофе с шоколадкой – одна из тех вещей, которая хоть изредка заставляет мозг зэка выбрасывать в кровь эндорфины. Едва допив чай, мы услышали лязг тормозов. Что-то странное. Было около 18 часов вечера. Время неурочное. В этот момент никто не должен был заходить. Тормоза отрываются, а за ними и решетка. На пороге стоят 2 офицеров – режимник и ДПНК. «Дедок, забирай все и собирайся, пойдем». На душе стало тревожно. Обычно такие перемены ничем хорошим не заканчиваются. Куда и почему в такое время? Естественно, выполнять приказ не спешу. Куда собираться? Зачем? В другую хату или на этап? В чем дело-то? Собирайся скорее, потом все скажем. Все вещи, главное, забирай полностью. Какое потом? Вы сейчас скажите, куда собираться. Я не пойду никуда. Но менты отказываются говорить, хоть убей. Я не ухожу, пытаюсь разгадать ребус. В другую хату, а смысл? На этап в другую зону, но это делается совсем в другое время и по другой процедуре. Может, ПКТ мне каким-то чудом отменили и поднимают обратно в лагерь? Но почему тогда не говорят об этом прямо? После долгих препирательств режимник говорит: «Коля, все будет нормально, вот увидишь, собирайся». Мусорам, конечно, веры нет, но смотрю ему в глаза и, кажется, не врет. Вспоминаю, конкретно этот мусор в этой зоне еще ничего плохого мне не сделал за полгода. Что делать? Надо идти. Если захотят, вынесут. Собрал почти все вещи, все вкусняшки, половину конвертов, открыток и стержней оставил Грине. Он не греется, ему нужнее. Выводят из ПКТ. Идем на КПП. Пропускной пункт между разными сегментами зоны. По дороге еще раз интересуюсь у режимника. «Куда?» «Домой», — отвечает. Конечно же, не верю. Скорее нарастает злость. С таким нельзя шутить. Приходим на пропускной пункт, поднимаемся на 2-й этаж. Я вижу, все мои сумки, оставленные в отряде, то, что в ПКТ не положено, стоят здесь. Мент говорит мне, что я освобожден, и сейчас меня выведут за пределы колонии. Это было как удар по голове. Мне казалось, что вокруг меня происходит какой-то спектакль, что сейчас из-за дверей выскочит опер в костюме клоуна и начнет хохотать. Обманули дурачка на 4 кулачка, но ничего не происходило. Я сел и, наверное, изменился в лице. Режимник, увидев мое состояние, разволновался, хотел даже вызвать доктора. Как освобожден? На основании чего? Где документ? Я попытался прийти в себя и понять, что происходит. Ничего не знаю. Слушай, мне сказали тебя освободить, и я освобождаю. На КПП приходит козел, берет мои сумки, все я не утяну, и доводит до КП на выходе из зоны. Менты посмеиваются. Для них это тоже непривычный случай. На КП, ведущем на свободу, несколько кодовых дверей. Прошли одну. Перед второй в окошке сидит еще один легавый, который начинает проверять мою личность. Спрашивает имя, фамилию, год рождения, адрес. На годе рождения начинаю путаться в месяцах и днях, переспрашивать его. Мозг сейчас совсем другим занят. Мент борзеет, начинает на меня прикрикивать. «Нормально говорить можешь или нет? Тебя спрашиваю, что непонятно?» «Голос не повышай на меня, я на тебя не кричал. Как вспомню, так и скажу. И вообще, в документах своих смотри, что тебе надо?» Перебранка длится полминуты, пока не встревают менты, что меня выводили. Но на мой настрой хамство мусора никак не влияет. Удивляюсь, как оно вообще осталось в моей памяти.
Дают справку об освобождении. В графе «Причина освобождения» указ президента о помиловании. Ну, теперь пазл сложился. Открываются двери. Передо мной вольный мир. Радость, восторг, эйфория? Ничего подобного. Не понимаю, что вокруг меня происходит. Тревога, чувство подозрительности, шок, как рыба, выброшенная на берег. Лучшая метафора для состояния, которое я в тот момент испытывал. Казалось бы, стоило радоваться, что то, чего я так долго ждал, осуществилось, притом так неожиданно и безоговорочно. Но я в растерянности. Я вышел из другого мира, где полная предсказуемость, распорядок, уверенность, не смейтесь, в завтрашнем дне. Где батончики бобруйской халвы в оттоварке, библиотека раз в неделю, сокамерник Гриня со своими историями. Я знал, как двигаться, как жить, в чем быть уверенным, а в чем нет. А теперь я в новой вселенной, и я не знаю, чего от нее ждать. Перед входом стоит подержанная Лада. Возле нее два каких-то чувака. ГБшники, конечно. Подходят. «Садись, поехали». «Ну, поехали». Кидаю сумки в багажник. Пытаюсь их разговорить. Из какой структуры-то? Местные, не местные? Молчат. Солнце клонится к закату. Я смотрю в окно, как зачарованный. Этого не может быть. Поля, леса, коровы какие-то пасутся. Как будто смотришь фильм. Нет, это происходит не со мной. За всю поездку я ни разу не спросил их, куда едем. Рассудил, что либо в Оршу, либо в Могилев. Приехали в Оршу на ЖД вокзал. Сходил в туалет, там переоделся. На мне была куча теплого белья. Почти все, что разрешено в ПКТ, было на мне надето. А тут жарко. То есть не то чтобы жарко, комфортно. Я не мерзну. В камерной системе не бывает комфортно. Почти всегда тебе либо слишком холодно, и ты одеваешься как капуста, либо слишком жарко, и ты ходишь в трусах. А тут обычно, и нет нужды утепляться. Пришлось снять лишнее. Там же, на месте, выкинул половину содержимого кишеров. Еще до выхода из зоны хотел оставить это нуждающимся. Да хоть бы петухам, мусора не дали. Что ж, не тащить же это барахло домой. Старая телогрейка, ватные штаны, все хендмейд скрытый. Тапки, в которых оттопал все 5 лет. Туалетная бумага, несколько пачек сигарет, десяток слипшихся леденцов, поплавившаяся пластиковая кружка, высвевшая роба. Хотя нет, роба оставлю на память. Собрал сумку, но выкинуть в мусорку рука не повернулась. В зоне целое сокровище, а здесь это никому не нужно. Оставил рядом с урной прямо в кишере. Может, какой бездомный заберет. Все-таки телогреечка не такая уж и плохая. В нагрудном кармане у ГБшника вижу билет на поезд. Понятно, ждет, как меня отправить. Пытаюсь выпросить билет. Сам доеду, говорю. Не пропаду. Не отдает. Приказ, понятное дело. Поезд приходит, меня провожают до самого вагона. ГБист дает билет. Прохожу в вагон, оглядываюсь. У меня 2 здоровые клетчатые сумки. Похож на помесь беспризорника и челнока. Пытаюсь прийти в себя. Потом был звонок из поезда родным с попутчиков. Случайных, но очень добрых людей, невестки и свекрови, ехавших из Кобрина. Узнав, что я только освободился, взялись поить меня чаем, кормить бананами и сникерсами. Проговорили с ними всю дорогу, и 2,5 часа прошли незаметно. Выхожу на перрон. Там уже стоит гусек в штатском с видеокамерой. Кто бы сомневался. Со стороны перехода на меня буквально летит десяток человек. Кто бегом, кто на велосипеде. Я бросаю кишары на асфальт, обнимаюсь со всеми, с каждым по очереди. Боже мой, как вы изменились. Да и я, пожалуй, не меньше. Некоторых узнал далеко не сразу, а люди все прибывали. Все те, кто был частью моей прошлой жизни, кого я не видел 5 лет, они не забыли про меня. Они примчались на вокзал в последнюю минуту, узнав, что меня освободили. Многих не ждал здесь увидеть. Ольга Николайчик, Дима Дашкевич, а вот же журналисты. Задают вопросы. Я в ответ несу какие-то шаблонные ура антирежимные глупости. Но за один вопрос готов просто прибить. Какие ваши планы? Ребята, какие планы? Я только что из бетонной каморки 2 на 2 метра. У меня мир сузился в точку. Я еще не понял, где я. Мой мозг, душа и восприятие до сих пор в 19-й хате. Мои планы были с утра убрать хату, сделать йогу и взяться за Джека Лондона из библиотеки. О чем вы вообще спрашиваете? Так получилось, что на момент освобождения никого из моих родных не было дома. Но еще до полуночи мы встретились. В ту ночь я никак не мог заснуть.
Организмом овладело какое-то совсем непонятное состояние. Я ходил по квартире и делал на автомате какие-то вещи, которые не делал годами. Открывал холодильник, заходил в интернет, умывался горячей водой. Руки помнили, как обращаться с этим всем, а сознания нет. На понимание того факта, что я теперь живу не в тюрьме, мне понадобилось 4 дня. До этого времени, если бы меня вернули назад, я бы просто ничего не почувствовал. Этот краткосрочный выход просто забылся бы, как рядовая прогулка во дворике ПКТ. Но в этом, если приглядеться, есть глубокий философский смысл. Ведь все, что со мной произошло, лишь переход из одной тюрьмы в другую. Только режимы разные. Заключение. Жалею ли я о том, что произошло? Сегодня, по прошествии времени, можно ответить на этот вопрос однозначно. Нет, я ни о чем не жалею. Если бы можно было повернуть время вспять, тогда на первых допросах, где решалась моя судьба, я сделал бы точно так же. Я обязан тюрьме многим. Для тех, кто ставит перед собой цель самосовершенствования, тюрьма – настоящая школа борьбы со своими слабостями, школа понимания человеческой психологии, школа познания границ своих возможностей. Проще говоря, школа жизни. Такое она стала и для меня. К тому же, если быть искренним, сидеть в тюрьме и страдать нетрудно, если знаешь, почему и зачем ты сидишь. Не за то, чтобы привести к власти нового президента, а потом жаловаться, что он предал свой народ. Не за то, чтобы государство сменило пророссийскую бюрократию на прозападную. Не за то, чтобы рабочие белорусских предприятий изменили хозяина с государственного на частного. И не за то, чтобы делопроизводство в карательных учреждениях КГБ и МВД вместо русскоязычного стало белорусскоязычным, а для того, чтобы внести свой, пусть и ничтожно малый, вклад в построение общества, в котором одна человеческая личность никогда не будет лишать свободы, прав и человеческого достоинства другую. Анархический строй, в котором исчезнут сами предпосылки для структурного неравенства, предрассудков, иерархии и эксплуатации человека человеком, уступив место равенству разных, толерантности, настоящей прямой демократии и освобождению от любого угнетения, многим кажется утопией. Особенно в доказывании утопичности анархизма изгаляются государственные пропагандисты. Но, как по мне, то только такая цель, как достижение этого идеала, может стать достойной причиной для того, чтобы поставить на кон свою свободу, здоровье и даже жизнь. Все остальные цели, вроде перечисленных выше, это полумеры, которые ведут к косметическому ремонту системы, которая продолжит создавать заключенных и надзирателей, эксплуататоров и эксплуатируемых, хозяев и рабов. Суть останется, изменится только фасад. Сидеть за идею нетрудно, если вспомнить борцов прошлого, народников царской России, буквально хоронили заживо в каменных подвалах тюрем. Они провели там десятилетия, и далеко не все выходили живыми. Белогвардейцы в гражданскую войну жарили на металлических листах анархистов-махновцев, захваченных в плен. В 1906 году 22-летнюю эсерку Марию Спиридонову, которая стреляла в подавителя крестьянских восстаний, при задержании избили и изнасиловали, а потом приговорили к пожизненной каторге. В 1941 году венгерских анархистов Гайдуков-Котовского, которые поднялись на защиту еврейских кварталов от погромов, легионеры, пытая, убивали на бойне, подвесив на крюки для туш. Память о тех, кто пережил намного более тяжелые испытания, чем ты, не давала упасть духом и снизить требования к себе. Еще и поэтому не следует считать, что ты единственный в мире мученик за справедливость и переоценивать свою роль в этой войне. В одном из произведений Карлоса Кастанеды Дон Хуан говорит своему ученику: «Главное препятствие на пути воина – считать себя центром Вселенной». Действительно, сознание нас часто обманывает, заставляя в определенные моменты чувствовать только свою боль и только свои трудности. Врожденный эгоцентризм подталкивает нас к тому, чтобы считать себя каким-то уникумом, достойным большого сострадания, поступки которого самые главные, а муки самые тяжелые. Но это не так. Ты лишь звено в цепочке тысяч и миллионов, которые страдали до тебя. У них тоже были семьи, друзья. Они тоже хотели дышать воздухом свободы и проводить время с друзьями вместо сидения в сырых казематах.
Твоя боль ничем не больше их боли. Это вдохновляет, ведь дает тебе без преувеличений принадлежность к истории. И это же заставляет более критично и требовательно относиться к себе самому. Начинаешь понимать, что в масштабах планеты ты только кирпичик, который должен быть использован историей для постройки нового мира. Мы знаем, кто мы, и мы знаем, чего хотим. Пусть марионетки во власти придумывают новые методы борьбы с экстремизмом и думают, что бы еще запретить. Пусть чекисты пилят госбюджет, закупая новую аппаратуру для контроля за нами. Пусть менты запугивают нас своими водометами, газовыми гранатами и спецназом. Пусть льют грязь на нас с экранов зомбоящика. Мы все равно будем идти вперед, держа за руки всех тех, кто шел по этому пути до нас. Ведь только в этом жизнь и смысл и правда. Николай Дедок, активист анархистского движения, был задержан 3 сентября 2010 года по обвинению в нападении на российское посольство в Минске. В ходе следствия обвинение было переквалифицировано. Автору вменили организацию символических акций прямого действия против государственных учреждений, сопряженных с уничтожением имущества. Своей вины он не признал. В ноябре 2011 года международные правозащитные организации признали Николая политическим заключенным. В ходе своего 5-летнего тюремного срока сменил несколько карательных учреждений. Освобожден 22 августа 2015 года указом президента Беларуси. На данный момент является студентом Европейского гуманитарного университета Вильнюс по специальности «Всемирная политика и экономика» и журналистом белорусской газеты «Новый час».